Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мне очень приятно, что такой интерес к сегодняшнему мероприятию проявила пресса. Я всех вас приветствую. Значит, что здесь много журналистов из регионов Российской Федерации. Постараюсь по возможности ответить на интересующие вас вопросы, рассказать, так как я это вижу, о результатах нашей работы за уходящий год. Слышно хорошо в зале, да? Вот, и начну, как обычно, с цифр. Они в целом известны, но у меня самые свежие данные. Думаю, что это тоже будет интересно. Итак, главный показатель экономического развития – рост ВВП, валового внутреннего продукта. За январь-октябрь, у меня данные за январь-октябрь, 3,7%. Это чуть меньше, чем в прошлом году, 4,3% у нас было. Но я хочу отметить, что на фоне рецессии в еврозоне, на фоне снижения темпов экономического роста в Соединенных Штатах и даже определенной посадки в Китае, в целом считаю это результат хорошим. Что сказалось на некотором снижении темпов роста в текущем году? Ну, первую причину я уже назвал, это общее снижение темпов роста мировой экономики и даже рецессия в одном из ведущих центров в еврозоне. Ну, а второе, это все-таки это наша внутренняя проблема, она связана прежде всего с неурожаем. В прошлом году у нас урожай зерновых был за 90 миллионов тонн, в этом году 74 с небольшим. И это сказалось в определенной степени на инфляции, я сейчас тоже об этом два слова скажу. И, безусловно, затормозило темпы экономического роста в третьем-четвертом квартале. Но в целом, повторяю, результат, на мой взгляд, является удовлетворительным. Что касается инфляции, то вы знаете, в прошлом году она была самой низкой за последние 20 лет, и это, безусловно, является предметом нашей гордости, потому что мы на протяжении длительного времени таргетировали инфляцию, пытались ее подавить, результат есть. В этом году, вот на 17 декабря, она чуть-чуть подросла, 6,3%, но, как вы видите, находится практически в тех же самых величинах. В прошлом году промышленный рост был 4,7%, в этом году 2,7%, то есть практически в 2 раза меньше. И это, конечно, не может нас радовать. Вместе с тем, определенный оптимизм внушает то обстоятельство, что инвестиции в основной капитал у нас фактически не изменились, а даже чуть немножко подросли. В прошлом году было 8,3%, в этом 8,4%. И, что особенно приятно, в обрабатывающих отраслях рост был значительно выше, 4,4%. Надеюсь, что это тоже результат осмысленной деятельности правительства Российской Федерации. Далее. Теперь по социальным вопросам. Среднемесячная начисленная заработная плата в 2011 году была 23 369 рублей, а на ноябрь текущего года уже 27 607. Если в прошлом году рост составил 2,8%, в этом году рост составил 8,8%. Это хороший показатель. Другой социально-экономический показатель, весьма важный как для нашей страны, так и для любой другой рыночной экономики, это уровень безработицы, это ситуация на рынке труда. Вот уровень безработицы по методологии МОД у нас в прошлом году был 6,6, собственно говоря, мы и этот год начали с этих показателей, 6,6%. А на ноябрь текущего года это уже 5,4-5,3%. Это хороший показатель, один из лучших во всех развитых экономиках мира. Численность официально зарегистрированных 1%. Реальные располагаемые денежные доходы населения в прошлом году у нас выросли на 0,8%, в этом году на
4%. Ну, с чем это связано, известно. Это связано с резким, значительным повышением денежных доходов военнослужащих внутренних войск, повышение денежного довольствия в системе МВД. Это связано с повышением в 1,6 раза пенсий пенсионеров и вообще плановый рост пенсий, сейчас я об этом тоже скажу. Все в целом привело, в социальной сфере несколько подросли заработные платы. Это и школьные учителя, преподаватели вузов, мы, думаю, еще об этом поговорим. Это рост определенный в здравоохранении и среди среднего медицинского персонала, и среди специалистов. Все это привело к такому результату. Результат, на мой взгляд, хороший. Рост 4% – это приличный рост. Размер трудовой пенсии по старости у нас был 8876 рублей, стал 9810 рублей на октябрь текущего года. И размер социальной пенсии, к сожалению, пока остается, тоже подрос, но остается пока очень маленьким. Был 5200, стал 5942. Это все-таки социальная пенсия. Ну и, наконец, такой показатель, как материнский капитал. Я все время об этом вспоминаю, потому что много было вопросов раньше по поводу того, будем ли мы его индексировать. Так вот, я хочу еще раз подтвердить, мы его индексируем и будем это делать. Если в прошлом году материнский капитал составил 365 698 рублей, то в этом году он на данный момент времени составляет 387 640 рублей. А на 1 января 2013 года он составит 408 961 рубль. Растет капитализация банковской системы, если вернуться к экономике. И, что приятно, растут вклады граждан Российской Федерации в нашу банковскую систему, в наши банковские финансовые учреждения. Рост за год составил 19,6%. В абсолютных цифрах это 13,1 триллиона рублей. У нас с вами положительное сальдо торгового баланса. В прошлом году это было 198,2 миллиарда. В этом году за январь-октябрь уже 164,6. Я думаю, что будет не меньше, чем в прошлом году по году. Мы с вами понимаем, что цифры, которые я привожу, это еще предварительные цифры, они будут досчитываться еще в первом квартале следующего года. Международные резервы, и, конечно, это в значительной степени связано не только с благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, что правда, но и с целенаправленными действиями правительства. Во-первых, это вступление в ВТО. Во-вторых, это подписание соглашения о зоне свободной торговли в СНГ. И, в-третьих, безусловно, это создание таможенного союза и единого экономического пространства с Белоруссией и с Казахстаном. Я уже вчера об этом говорил на пресс-конференции. Рост у нас товарооборота с этими странами составил 10%, очень неплохо. Но самое главное, и в этой такой широкой аудитории, хочу еще раз повторить, самое главное, что у нас очень хорошая структура взаимной торговли со странами таможенного союза. У нас 20% это машино-тракторная продукция, так условно говоря, как в прошлые времена говорили. Это машины и оборудование. И это хорошо, потому что с внешним миром, за границами таможенного союза, у нас доля машин и оборудования во внешней торговле всего 2%. Усредненно на все три страны. И это говорит о том, что мы очень удобные и правильные партнеры друг для друга. Госдолг остается на предельно низких величинах, чуть больше 10%. Внешний долг из них составляет всего 2,5%. Здесь мало что изменилось. По этому показателю у нас одно из лучших положений среди всех развитых экономик мира. Международные резервы Центрального банка подросли. Они в прошлом году у нас были 498,6 миллиарда долларов. В этом году на 7 декабря 527,3 миллиарда долларов. Резервный фонд также вырос, причем вырос существенно.
Он у нас был в долларовом эквиваленте 25,2 миллиарда долларов, сегодня составляет 61,4 миллиарда долларов США. Фонд национального благосостояния остался практически в прежних рамках, 86,8 миллиарда стал 87, был и стал 87,5. И хочу отметить, что несмотря на имеющиеся проблемы, наверняка мы будем говорить о наших проблемах, у нас их достаточно, но все-таки хочу отметить стабильность государственных финансов. И очень важное решение, хочу отметить, которое было принято правительством, это введение так называемого бюджетного правила, то есть отсечение доходов федерального бюджета и использование их в текущих расходах только до определенного уровня стоимости барреля нефти. На 2013 год эта планка отсечения $91 за баррель. Это, кстати сказать, достаточно жесткое правило, и вторая часть этого правила заключается в том, что мы договорились, что не будем тратить деньги из резервных фондов до достижения определенного уровня накопления в этих фондах. И все это привело к тому, что бюджет у нас достаточно жесткий, но исполнимый, и это все вместе с ростом резервов и резервов Центрального банка и резервов правительства говорит о том, что мы проводим взвешенную, очень аккуратную финансовую экономическую политику. Ну и предметом особой гордости для нас, конечно, являются показатели рождаемости. Самые лучшие за 20 последних лет. Так же, как и низкий уровень смертности. Тоже самый низкий показатель за последние 20 лет. Это говорит о том, что люди по-другому стали планировать свою жизнь, расширили горизонт планирования своих семей. Это говорит о том, что в целом на людей производит, при всех проблемах, которых у нас достаточно, все-таки возникает чувство надежности того, что происходит, то, что мы делаем, надежности того, что мы делаем, то, что происходит в стране. И все-таки вот я привел цифры роста доходов, благосостояния. Вот это тоже имеет, на мой взгляд, определенное значение, существенное. Плюс специальные меры поддержки рождаемости и демографических процессов положительных. Ну, вы знаете, что кроме названных мною цифр материнского капитала, у нас целая программа существует поддержки женщин, которые приняли решение иметь второго и последующего детей. А вот со следующего года, думаю, что в первом квартале правительство должно запустить уже эту программу. Поддержка семей, в которых будет рождаться третьи и последующие дети в 50 регионах Российской Федерации, где мы наблюдаем в течение нескольких лет отрицательную демографию. Это северо-запад страны, это Поволжье, отчасти Поволжье и Дальний Восток. Там люди будут получать дополнительное ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума ребенка. Вот это то, что мне бы хотелось сказать в начале. Я на этом остановлю свой монолог. Знаю, что у вас наверняка много проблем, много вопросов, иначе вы бы сюда не пришли. Давайте начнем такой вот прямой диалог. Да, Владимир Ильич, если позволите, да? Тогда можно начать вопросы-ответы. Дмитрий Сергеевич нам поможет разогреться для начала, сориентируется в зале, а потом мы совсем уже перейдем к прямому общению. Я кого-то знаю по именам, кого-то не знаю, я поэтому попрошу представляться, называть город и называть свое СМИ. Давайте, прошу вас. Давайте. Ксения Соколова, журнал «СНОП». В ответ на принятие американцами закона Магнитского Госдума приняла запретительные меры в отношении американских граждан, которые хотят усыновлять российских детей-сирот. Считаете ли вы такой ответ действительно адекватным?
И не смущает ли вас, что дети, причем самые обездоленные и беспомощные из них, становятся инструментом в политической борьбе? Спасибо. Ну, во-первых, вы сейчас сказали о том, что это ответ на так называемый закон Магнитского. Я два слова скажу, как я к этому отношусь. Я уже говорил, но все-таки позволю себе сформулировать в общих чертах свое отношение к этому делу. Это, безусловно, недружественный в отношении Российской Федерации акт. И дело не в чиновниках, которым запрещают иметь какие-то счета или ставят под контроль недвижимость. Я недавно в послании сам об этом сказал. Мы сами считаем, что наши чиновники, особенно высокого ранга, люди, занимающиеся политикой, должны иметь счета в российских банках. У нас, кстати говоря, в Российской Федерации много банков со стопроцентным иностранным капиталом. И их дееспособность, надежность не вызывает сомнения. Если этот банк работает в России, либо в Вене, либо там где-то в другой столице, это уже не имеет значения. Важно, что это международный финансовый институт. Ну, пожалуйста, здесь держите. Значит, что касается недвижимости, я тоже сказал об этом. Если нам наши коллеги за границей помогут выявить тех, кто нарушает, мы будем им благодарны. Даже готовы премию за это выписать. Но дело совершенно ведь не в чиновниках, а дело в том, что они один антисоветский, антироссийский закон заменили другим. Не могут без этого никак обойтись. Все пытаются остаться в прошлом. Это очень плохо. Это, конечно, само по себе отравляет наши отношения. Что касается непосредственно вот этой темы, которую вы сейчас затронули, это усыновление наших детей иностранцами. Но, насколько я знаю опросы общественного мнения, подавляющее число граждан Российской Федерации вообще негативно относится к тому, что иностранцы усыновляют наших детей. Нам нужно самим этим заниматься. Нам нужно самим стимулировать передачу в семьи наших детей, оставшихся без попечения родителей, либо сирот. И в этой связи я думаю, что вот вчерашнее предложение Дмитрия Анатольевича Медведева является абсолютно правильным. Нужно развивать внутри страны это направление деятельности. Снимать бюрократические барьеры, поддерживать еще больше семьи, которые берут детей. Теперь, что касается американской стороны. Дело не в конкретных людях, американских гражданах, которые усыновляют наших детей. Там и трагедии случаются, и мы об этом знаем. Но подавляющее большинство людей, которые усыновляют наших детей, ведут себя очень адекватно. Это добрые, порядочные люди. Реакция депутатов Государственной Думы не на эту деятельность, а на позицию американских властей. В чем заключается эта позиция? А в том, что когда преступления в отношении усыновленных российских детей совершаются, чаще всего американская Фемида вообще не реагирует на это и освобождает от уголовной ответственности людей, которые явно совершили уголовное деяние в отношении ребенка. Но это еще не все. Российских представителей фактически не допускают даже в качестве наблюдателей на эти процессы. Вот мы заключили сейчас, недавно заключили, между Госдепом и МИДом было заключено соглашение по поводу того, как и что могут делать представители России в ходе возникновения этих кризисных или конфликтных ситуаций. Что на практике получилось? На практике оказалось, что эта сфера деятельности отнесена американским законодательством на уровень штата. И когда наши представители приходят для того, чтобы исполнить свои обязанности в рамках этого соглашения, им говорят, а это дело не федеральных властей, а штатов. И на штатном уровне у вас никаких соглашений нет. Идите в Госдеп, с кем вы там заключали соглашение, с теми и разбирайтесь. А в федеральных органах власти Соединенных Штатов отсылают на уровень штатов. И зачем такое соглашение? Дурочку включили просто и все. Даже не допускать в качестве наблюдателей, не только участников процесса. И о чем пекутся наши партнеры в Штатах и американские законодатели?
о правах человека в наших тюрьмах, в местах лишения свободы. Ну, хорошее дело. Но и у них самих там полно проблем. Я уже говорил об этом. Слушайте, Абу Грейб, известный всему миру, на Гуантанамо. Ну, уже годами держат людей в тюрьме без предъявления обвинения. Это вообще уму непостижимо. И причем не просто держат в тюрьме без предъявления обвинения, в кандалах ходят там люди, как в средние века. Внутри собственной страны легализовали пытки. Ну, вы представляете, что если бы у нас хоть что-нибудь такого было, с потрохами бы сожрали уже давно. Такую бы развернули по всему миру и вакханалию. А там все тихо, тишина. Ведь сколько раз было обещано, что Гуантанамо будет закрыто? А вот поныне там, где это? Тюрьма работает. А мы не знаем, может быть, и пытки продолжаются. Эти так называемые секретные тюрьмы ЦРУ. Кто наказан-то? И нам еще указывают на то, что у нас какие-то проблемы есть. Ну да, спасибо, мы знаем. Но принимать на этой основе какие-то антироссийские акты – это запредельная вещь, не спровоцированная ничем с нашей стороны. И я понимаю, что это такой эмоциональный ответ Государственной Думы, но я считаю, что адекватный. Так, продолжаем. Давайте, Аиф. Аиф, дайте, пожалуйста, микрофон. Господин президент, Александр Колесниченко, «Аргументы и факты». Я сам усыновитель, вне зависимости от внешнего политического контекста, я считаю поправки, которые приняла вчера Госдума, и запредельными, и неадекватными, и, извините, людоедскими. Принявшие этот закон люди говорят, что у нас уже достаточно средств для того, чтобы ухаживать за своими сиротами, достаточно желающих усыновлять десятки тысяч оставленных детей. Это не совсем так, или совсем не так. Более того, я скажу, мне кажется, что они нас и вас обманывают. Как, кстати, нас и вас обманывают сейчас, например, региональные власти, которые отчитываются о росте средних зарплат в бюджетной сфере. У нас большая газета, мы получаем много откликов из регионов о том, что там учителя, когда заглядывают в свои зарплатные ведомости, очень удивляются, сравнивая свои зарплаты с этими якобы средними. Ну, извините, это уже, наверное, другой вопрос. Я надеюсь, кто-то из коллег остановится на этом подробнее. Во вчерашней новости... Я на это уже отвечу, да, пожалуйста. Вчера, на мой взгляд, было только две хороших новости. Первое. Чуть больше людей чуть лучше узнало, что у нас из себя представляет Государственная Дума. Второе. Премьер-министр господин Медведев сказал, что действительно нужны новые шаги, новые программы. Не могли бы вы чуть подробнее сказать, какие это будут шаги, какие это будут программы? Если вам интересен мой личный опыт трехгодичной давности, то мне кажется, что вся наша система, для всей этой нашей сиротской системы, усыновители – это, с одной стороны, угроза, с другой стороны, обуза. И лично для меня шоком-то был как раз последний шаг, когда мы пришли в суд. На пустом месте столкнулись и с нарушением закона, и с унижениями. Я надеюсь, извините, это уже, наверное, третий вопрос про судебную систему. Я думаю, кто-то из коллег тоже спросит. Спасибо большое. Значит, что касается вчерашнего решения, я свою позицию уже определил, я с вами не согласен категорически. Во-первых, еще раз повторяю, речь идет не о конкретных людях, а об отношении американских властей к проблемам в случае возникновения неординарных ситуаций, связанных с нарушением прав ребенка и совершением уголовных преступлений. Они хорошо известна и реакция американских властей. Я еще раз говорю, они просто не допускают российских представителей к этим проблемам, даже в суд не пускают в качестве наблюдателей. И я считаю, что это неприемлемо. Вы считаете это нормально? Что же здесь нормального, если вас унижают? Вам это нравится? Вы садомазохист, что ли? Но страну не надо унижать. То, что нам нужно совершенствовать свою систему, это правда. И, кроме всего прочего, ведь мы не запрещаем в принципе усыновление иностранцами. И кроме Соединенных Штатов существуют и другие страны. Вот они, вы знаете, не пускают во многих штатах наблюдателей из международных организаций на выборы. Вы же знаете об этом. Вам что, это нравится? Там вот эта организация с несколько странным для русского уха, с несколько странной аббревиатурой «БДИЧ», просто сказали, подойдут на 300 метров к участку, их арестуют. И тишина, и всем нравится. И это БДИЧ написала, что все хорошо и демократично там было на выборах.
Вам это нравится, что ли? Думаю, что нет. Ну зачем тогда вот формулировать это таким образом? Ну, людоедский или не людоедский. То, что вы усыновили ребенка, честь вам и хвала. И я надеюсь, что вашему примеру последуют многие и многие люди. Вы действительно душевный и порядочный человек, если так сделали. Это правда. Я понимаю, что я говорю. Что касается нашей судебной системы, которая избыточно, может быть, пристально относится к этим вопросам. Вы знаете, это ведь в значительной степени зависит от личности судьи, который решает эти вопросы. И разные люди есть, в том числе и в судебной системе. Но я помню, как мой хороший друг и коллега в прошлом, Шрёдер, они усыновили 2 российских детей. И когда, я уже, по-моему, об этом рассказывал, когда в суд приехали, да, то в Петербурге пришли, судья прямо спросила, а как относится к этому старшая дочь, которая уже в семье есть. И когда девочка сказала, а я здесь при чем, меня никто не спрашивает, она говорит, я вас спрашиваю, если вы против, я не разрешу. Вы знаете, в этом есть огромный смысл, потому что каждый член семьи должен принять для себя собственное решение. И в целом судебная система выстроена именно на это. Это было жестко, но справедливо. Ведь есть и другая проблема – отказ от детей, которых люди берут в семью. И количество отказников, оно большое. И здесь простое упрощенчество неуместно. Нужно, чтобы общество понимало, в состоянии ли тот или иной человек воспитывать ребенка, содержать его. Достаточно ли будет той государственной помощи, которую семья получает для того, чтобы ребенка поставить на ноги. Это все вещи чрезвычайно важные. А если семья берет только для того, чтобы какие-то льготы получить, то, наверное, это неприемлемо. Во всем этом нужно разобраться. И если вы хотите меня спросить, вот что нужно конкретно вот сейчас вот прямо написать, я еще подумаю. Это нужно со специалистами, с экспертами посоветоваться. С такими людьми, как вы, надо посоветоваться. Говорю совершенно без всякой рисовки, без всякой ерунды. Это не пустые слова. Надо поговорить с теми людьми, которые воспитывают детей, принятых в семьи. Там существует много нюансов. Но что совершенно точно нужно сделать, я уже говорил, я согласен полностью с Дмитрием Анатольевичем, мы с ним обсуждали эту тему предварительно даже. Нужно расширять возможности для наших семей, брать наших детей в семьи, и усыновлять, и попечение осуществлять и так далее. И здесь целый набор должен быть предложен мир и материального, и морального характера. Давайте вот коллеги из Кузбасса. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Обозреватель газеты «Кузбасс» Панарина Оксана. Чуть погромче, пожалуйста. Прежде всего, хотела бы пригласить вас к нам в Кузбасс 25 декабря. У нас состоится добыча 200-миллионной тонны угля. Это впервые в истории Кузбасса происходят такие показатели. Но еще в январе у нас 70 лет нашей области исполняется. Вопрос у меня вот такой. Вот для нашего региона очень характерна проблема с переселением людей из ветхого жилья. Делается в регионе очень много, но этого крайне недостаточно. Планирует ли государство как-то увеличивать финансирование программ по переселению людей из ветхого жилья? Спасибо. Ну, во-первых, я хочу вас поздравить с приближающимися праздниками. И с результатами работы хочу поздравить горняков. Должен сказать, что объемы добычи и реализации внутри страны и на экспорт угля постоянно растут. И в этом году, по сравнению с прошлым годом, горняки вышли на новые рубежи. У нас и добыча увеличилась, и поставка на экспорт тоже увеличилась. И это хороший, отличный показатель. Работа горняков сложная и очень опасная. И, конечно, она требует постоянного внимания со стороны государства. А те люди, которые оказались в трущобах, по сути, в ветхом жилье, конечно, нуждаются в поддержке страны в целом и правительства федерального. Вы упомянули об этой программе, которая работает. Я бывал там, вы знаете об этом, заходил в эти трущобы и с людьми разговаривал. Потом был в тех квартирах, в которые они переселяются. Вы знаете, это очень затратная программа, но мы ее будем продолжать. И я уже говорил об этом в послании, в предыдущих своих публичных выступлениях. Я надеюсь, что в ближайшие годы мы целиком эту проблему решим. Только не ветхое жилье, а прежде всего аварийное.
по двум обстоятельствам. Во-первых, людям там тяжелее всего, просто опасно. А во-вторых, в соответствии с законом мы обязаны его расселять как можно быстрее. Вот поэтому мы сначала будем решать эту задачу, а потом постепенно переходить к решению проблемы по ветхому жилью. Хотя здесь нужно будет ответственность регионов увеличивать, потому что мы не должны допустить ситуации, при которой по мере решения проблемы аварийного жилья будет расти количество ветхого, а такая опасность существует. Но это отдельная тема. Во всяком случае, хочу вас заверить, что она будет в центре нашего внимания. Так, двигаемся в противоположную сторону. Давайте и Тартас, наше государственное агентство информационное. Вероника Романенкова, это Артас. Вы работаете президентом 7 месяцев, и за это время уже успели уволить нескольких министров, нескольким объявить выговор, чего раньше никогда не было. С чем это связано? Ваша требовательность повысилась или министры не отвечают поставленным задачам? Довольны ли вы в целом работой премьера и правительства, и не собираетесь ли еще кого-нибудь отправить в отставку? В целом работой и премьера, и правительства доволен. Надо не забывать, да, что действующий премьер, председатель правительства в течение 4 лет исполнял обязанности главы государства. Это, знаете, огромная ответственность и опыт колоссальный. Поэтому я уверен, что все это будет применено и использовано Дмитрием Анатольевичем и на новом месте работы. Хотя я не по себе знаю, не понаслышке, насколько эта работа трудна. Она, вот, то, что называется, вот прямо у печки нужно стоять или вот в забое, как в горняке. Прямая ответственность за принимаемые решения. Очень, очень важное и даже такое не сразу правильно воспринимаемая ситуация, потому что эта ответственность осязаема. Вот принял решение, подписал, и за этим последуют какие-то, за этим идут какие-то последствия, или положительные, или отрицательные, и они видны сразу. Что касается увольнений, то не так уж и много было уволено. Да, я объявил выговор 3 министрам. Почему вот раньше не было, а сейчас это было востребовано? Вы знаете, во-первых, ситуация в стране изменилась, и нам нужно решать уже застарелые, но очень важные проблемы, прежде всего в социальной сфере. Вот мы говорили о необходимости повышения уровня заработной платы и так далее. Кстати говоря, я не ответил там на ваш вопрос по учителям, я сейчас скажу. Значит, люди в правительстве опытные, многие из них уже не 1 год работают в министерствах, но никогда не были в положении первых лиц. И многим кажется, что они и так все знают. Но нужно, чтобы люди понимали. Это коллеги, с которыми я много лет уже работаю вместе. Но нужно, чтобы они понимали, что между тем, что было заявлено стране в качестве первоочередных и среднесрочных целей и в экономике, и в социальной сфере в ходе президентской предвыборной кампании, и между тем, что правительство делает, не должно быть никакой разницы. Они должны работать на эти цели. Страна ждет результатов по этим направлениям. И у нас не должно быть президентские заявления одно, а реальная деятельность правительства другое. Это должна быть работа одной слаженной команды, единой команды, иначе результата не будет. И нужно было, чтобы люди это окончательно осознали. Первое. Второе. Я никого не выгонял. И министр, который ушел в отставку, я вам должен сказать, что он после нескольких первых недель работы уже, я не хочу здесь тайн каких-то открывать Мадридского двора, ничего здесь особенного нет, но когда человек пришел, он уже начал ставить вопрос, что, видимо, не туда попал. Он ожидал, что это будет немножко другая работа. Здесь нет ничего особенного, кстати сказать. Здесь нет никакого преступления. Человек занимался внутренней политикой. И, в принципе, ему казалось, что Министерство регионального развития – это что-то похожее, а это совсем другое. Это хозяйственная работа, там нужно заниматься дорогами, крышами, условно говоря. Это совсем другое дело. И ничего страшного, что человек сказал, вы знаете, он честно сказал, его никто не гнал. И даже дело не в выговоре. Он сказал, вы знаете, я вижу, что несколько не то, что я ожидал. Честно сказал об этом и подал в отставку. И правильно сделал. Зачем ему мучиться самому и кого-то мучить там? Это просто совершенно неверно. В принципе, в общем и целом, несмотря на то, что я ему объявил выговор, человек он вполне
дееспособный, опытный, и я думаю, что его опыт может быть использован в других местах. Вот коллега с надписью «Крестьяне просят слова». Только, пожалуйста, вы не слово говорите, а вопрос задавайте, ладно? Хорошо, спасибо большое. Олег Каштанов, газета «Известия Мордовии». У меня вопрос от крестьян нашей республики, их 40% населения. И в этом году они сработали неплохо, Владимир Владимирович. Они добились урожая сахарной свеклы более 1 миллиона, чего никогда не было. 40% населения где? В республике? В республике, да. Есть проблема, с которой они просили озвучить. Проблема заключается в следующем. С 2013 года вводится новый порядок субсидирования регионов растениеводства по так называемому по гектарному принципу. Так вот, этот порядок больно бьет по регионам, в которых высоко развито животноводство. И аграрии просят, с одной стороны, внести коррективы в этот порядок, а с своей стороны они обещают за 3 года вдвое увеличить производство мяса и тем самым внести свой вклад в решение проблемы обеспечения продовольствия независимой страны, которую вы ставите в послании. Есть обращение, Владимир Владимирович, если можно, я его передам. И, соответственно, вопрос. Могут ли аграрии рассчитывать на вашу поддержку? Да. И еще, пожалуйста, один момент, если можно. Жители Мордовии просили передать вам благодарность за поддержку республики в организации празднования тысячелетия единения мордовского народа с народами России. Спасибо. А чемпионат мира по футболу забыли? Это особый праздник для нас. Знаю, что у вас был особый праздник по этому поводу. И действительно, спорт очень хорошо развивается в Мордовии. А подготовка к чемпионату мира стала таким, по-моему, общереспубликанским делом. Что очень хорошо. Это очень здорово, что и Меркушкин, и другие руководители, прежние руководители Меркушкин и другие сегодняшние руководители уделяют развитию физической культуры и спорта столько внимания. Но если вернуться к вашему вопросу по поводу нового порядка субсидирования по гектарам, надо сказать, что правительство пошло на это в результате настойчивых просьб самих аграриев. Ведь это аграрии ставили вопрос о субсидировании по гектарам. Там разные, правда, есть подходы к этому делу, но вообще эта система во многих странах применяется, она по-разному сформулирована, но применяется во многих странах и считается очень затратной. Она сама по себе не является эффективной, важно, как ее применять. Если вы считаете, и если ваши коллеги, аграрии Мордовии, считают, что есть там проблемы, связанные с применением этой системы, ну, вы мне не сказали, какие проблемы, но я вам обещаю точно, я буквально сегодня этот вопрос перед правительством поставлю, сам постараюсь туда залезть и посмотреть, в чем проблема. И, конечно, если мы увидим, что принятые решения нуждаются в корректировке, мы обязательно эту корректировку осуществим. Но что касается традиционных направлений деятельности сельского хозяйства в Мордовии, то я не сомневаюсь, что труженики села в Мордовии покажут себя с лучшей стороны так, как это они делали в предыдущие годы. Хочу отметить, что в Мордовии, так же как в некоторых других субъектах Российской Федерации, нет ни золота, ни нефти, ни газа, но республика развивается весьма хорошими темпами, причем развивается разносторонне. Это касается не только сельского хозяйства, это касается и промышленности, но что особенно отрадно, это касается гуманитарной сферы. И мне очень приятно отметить, это не связано с вопросом, который здесь прозвучал, но я хочу воспользоваться тем, что здесь много представителей прессы, и сказать об этом. Мордовия один из лучших примеров многонациональной республики, где абсолютно гармонично выстроены отношения между различными этносами и религиями. Вот мы приезжали с нашими коллегами из Венгрии и из Финляндии в Мордовию. Вы знаете, на улице в одном из сел увидели женщин, да и мужчин в национальных одеждах. И президент Франции тогдашний Тария Халлани спросил, ну это вы по поводу праздника так оделись? Они говорят, да, по поводу праздника. Но в обычные дни мы тоже ходим в национальной одежде, правда она попроще. И вы знаете, это так органично, и так красиво, и так приятно. Я, честно говоря, порадовался. Так что вам всего самого доброго. Продолжаем, давайте через центр идем. Давайте вот Live News. Микрофончик, пожалуйста. Здравствуйте. Владимир Владимирович, про вас на самом деле столько анекдотов ходят, наверное, помощники рассказывали. Да нет, они боятся рассказывать. Ну,
Последний касается конца света. Например, Путин столько всего обещает, что точно знает, когда он наступит. Или, например, президент специально назначил пресс-конференцию за день до конца света, потому что хочет подвести итоги развития всего человечества. Сейчас, секундочку. Во-первых, я знаю, когда наступит конец света. Когда? Через 4,5 миллиарда лет. Примерно, потому что, насколько я помню, цикл функционирования нашего светила, Солнца, 7 или 14 миллиардов. Ну, где-то мы сейчас в центре в самом. Могу ошибиться, по-моему, где-то всего 7 миллиардов, где-то вот 4,5 уже прошло. Так что через 4,5 все закончится. Просто реактор погаснет. Вот это будет конец света. Но до этого еще произойдут другие события с Солнцем. Оно превратится в белого малого карлика. Так? Ну, то есть жизнь уже к этому времени закончится. Если в этом смысле рассматривать проблему как конец света, она закончится еще раньше. Значит, вы его не боитесь? Чего бояться, если это неизбежно? Ну вот французы говорят, боятся тогда, и даже некоторые бегут в Россию. Например, Депардье заявил, что уже паспорт чуть ли не от вас получил. Потом Дмитрий Шагеевич сказал, что это шутка. Так шутка или получила? И каковы итоги? Спасибо. Вы знаете, у нас очень хорошие отношения с Францией, и мы очень дорожим этими отношениями. Они хорошие традиционно. Среди наших зарубежных партнеров Франция занимает особое место. У нас очень близкие духовные связи на протяжении веков. Несмотря на трагические события в нашей общей истории, все-таки особые отношения с Францией сложились и в экономике, и в социальной сфере, и в политической сфере. Мы часто, хоть и Франция является страной НАТО, мы чаще, чем, может быть, с другими, находим понимание именно с французским руководством и с французским народом. Это первое, что я хочу сказать. Поэтому никакие решения в этой сфере, надеюсь, не повлияют на российско-французские отношения. Второе. Я уверен, что высшие должностные лица не хотели обидеть Жерар Депардье. Но, как любые чиновники высокого и среднего ранга, мы всегда защищаем свою политику, принимаемые нами решения. Но если это было сделано как-то не очень аккуратно, но это досадное происшествие, не более того. Но актеры, музыканты, художники, они люди особой душевной организации, тонкой. И, как у нас говорят, художника легко обидеть. Поэтому я понимаю чувства господина Депардье, но должен сказать, что он хоть и заявил, я слышал это, вернее, читал его заявление, что он считает себя европейцем, человеком мира, но я знаю точно, у меня с ним сложились очень добрые личные отношения, такие дружеские, хоть мы не часто виделись, но я знаю, что он считает себя французом. Он очень любит свою страну, ее историю, ее культуру. Он живет этим. И я уверен, что сейчас он переживает нелегкие времена. И я надеюсь, что они закончатся в конце концов. Ну а что касается гуманитарной стороны дела, если Жерар действительно хочет иметь или вид на жительство в России, либо российский паспорт, то будем считать, что этот вопрос решен, и решен уже положительно. Давайте пойдем. Татарстан, пожалуйста. Вот у нас левый сектор. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Дина Газалиева, я представляю спутниковое Можно телевидение опустить эту штуку? Республики. Хотелось бы узнать ваше мнение как президента страны, как гаранта Конституции по поводу заявлений некоторых новоявленных политиков о том, что они хотят поменять территориальное деление регионов страны. Некоторые даже предлагают переименовать, например, Татарстан предлагают переименовать в Казанскую республику, Башкортостан в Уфимскую. Вот, что вы по этому поводу думаете? Спасибо. Вы знаете, вот нам же хорошо известно, что в Российской империи не было деления вот на национально-территориальное образование. Были губернии просто. Это касается и тех субъектов федерации, которые сегодня входят в Российскую Федерацию, и тех, которые уже не входят. Ну, скажем, была Тифлисская губерния, не было Грузии никакой. В полном мере это относится к сегодняшним субъектам Российской Федерации. И в целом все как бы функционировало, и функционировало неплохо. Можно ли вернуться в прошлое? Я не знаю. И прежде чем говорить об этом,
надо было бы посоветоваться с национальными республиками в составе Российской Федерации. Нам меньше всего нужно напряжение в этой сфере. Любые решения в этой области в соответствии с законом Российской Федерации не могут быть приняты иначе, кроме как через соответствующие решения самих субъектов Российской Федерации. Они могут быть приняты двумя способами. Либо референдумом, голосованием, либо решением парламента. Вот с точки зрения социально-экономической, действительно, иногда есть смысл говорить об укрупнении. Для того, чтобы субъект федерации стал именно субъектом, я в послании об этом говорил, чтобы подтверждал свою субъектность, был в состоянии решать социально-экономические проблемы и отвечать на вызовы современного времени. Но это не должно быть направлено на решение так называемого национального вопроса. Это очень чувствительная сфера, и здесь нельзя действовать как слон в посудной лавке. И еще раз хочу это подчеркнуть. Мы намерены придерживаться смысла и буквы закона. То есть вопросы подобного рода без самих субъектов Российской Федерации решаться не могут и не будут. Давайте вот тот сектор в желтом пиджаке, по-моему, девушка, пожалуйста. Инесса Землерых, Москвы. Здравствуйте, Владимир Владимирович. У меня одно уточнение, один вопрос. Уточнение. Я, во-первых, так и не поняла. Ваше личное отношение вот к этой поправке. Вы поддерживаете полный запрет на усыновление американцами российских детей? Через неделю документ ляжет к вам на стол. Вам предстоит принять решение, подписывать его или нет. Это уточнение. И вопрос. Вы сказали, что министр должен был заниматься дорогами, а вот дорога М10 никто так и не занимается. Она будет у нас ездить или так и не будет? Это дорога М10... Это та самая дорога. Москва-Петербург. Москва-Петербург. Но вы знаете, ведь в результате всех событий вокруг Химкинского леса строительство дороги было перенесено на 1,5 года. А в какой-то момент сложилась ситуация, когда иностранные партнеры сказали, что если вы не в состоянии решить внутренних проблем, мы ждем еще несколько дней или несколько недель и из проекта выходим. Напомню, что финансируется эта дорога через кредитные ресурсы в значительной степени под гарантией того же французского правительства. Поэтому для нас потеря французских партнеров была крайне нежелательна, опасна и могла бы вообще этот проект свернуть к нулю. Просто вообще сейчас вообще ничего не строилось. Мы вряд ли смогли бы так быстро и оперативно отреагировать, собрать другой пул. Поэтому, когда мы решаем вопросы защиты окружающей среды, экологии, то мы поступаем абсолютно правильно. Но надо всегда это соотносить с общегосударственными интересами и с развитием страны и ее инфраструктуры. Если бы мы начали на 1,5 года раньше, то тогда это не значит, что сегодня не было бы той ситуации на этой трассе в связи с выпадением снега. Потому что вот на этом участке, я думаю, что она не была бы еще закончена строительством. А может быть, была бы, я просто графики эти не знаю. Но то, что она бы строилась гораздо быстрее, это очевидный факт. Хочу подчеркнуть, что это совсем не значит, что я против тех людей, которые заботятся об экологии и о защите окружающей среды. Но просто делать это нужно таким цивилизованным способом и соотносить эти вопросы с развитием. Потому что развитие, оно всегда связано с противоречием в этой сфере. Важно только, чтобы был прямой цивилизованный диалог, чтобы люди понимали, что они делают и какие последствия могут наступить. Вот мне кажется, что в целом нам удалось выстроить такую работу с экологическими организациями в ходе подготовки к Олимпийским играм. Более того, вы должны помнить, мне пришлось принять решение, которое привело к определенным потерям бюджета, когда мы уже начали вкладывать деньги в строительство объектов на границе биосферного заповедника, а потом экологические организации настояли на том, чтобы мы перенесли этот объект. Мы потеряли там, не помню, по-моему, 100 миллионов рублей. Я сказал, ладно, но зато мы сохраним и гражданский мир, и природу сохраним. И, в принципе, это еще можно сделать. И мы перенесли. В данном случае, ну, вот, к сожалению, до конца цивилизованным способом эта проблема не решалась. Очень жаль. Но здесь и
и органы власти должны, видимо, были изначально вести себя по-другому. Надо было быть более транспарентными, более открытыми. Может быть, это не привело бы к таким столкновениям вокруг Химкинского леса и не затормозило бы строительство дороги. Вот. А теперь по поводу закона. Я его не видел пока. Я детали не знаю, я текста не видел. Мне надо его посмотреть. Я буквально там сегодня, завтра постараюсь это сделать. Но в зависимости от того, что там написано, я приму решение. Но в целом свое отношение к проблеме я, по-моему, достаточно ясно формулирую. Потому что яснее у меня не получится. Так, давайте вот «Эхо Москвы». Я подпишу или нет? Я текст должен посмотреть. А? Да, я сказал, что поддерживаю. Да, вопрос только в том, в каком виде, в каких формулировках. У нас же соглашение еще есть. У нас есть соглашение с Госдепом. И надо посмотреть, что там. Это не праздный вопрос. От «Эхо Москвы» давайте в Магадан отправимся. Магадан, пожалуйста, дайте микрофон. Уважаемый Владимир Владимирович, вот перед конференцией, когда я выезжала, я, конечно, готовила вопрос региональный. А вот сейчас, буквально некоторое время назад, снова посмотрела в интернет и снова увидела информацию такую довольно специфическую о здоровье президента. Вы меньше раз смотрите, они там нехорошему научены. Иногда приходится. А сейчас смотрю на экран, вот вы далеко от меня, а на экране очень так это, такой энергичный, красивый мужчина. И вот моя коллега из Приморья, она всегда вам признается в любви. И, наверное, есть основания сегодня это сделать. Спасибо. Так вот мой вопрос. Скажите, пожалуйста, откуда возникают эти информации? И кому они выгодны? Спасибо. Антонина Лукина, Магадан, Магаданская правда. Выгодно политическим оппонентам, которые стараются поставить под сомнение то легитимность, то дееспособность власти. На вопрос о здоровье могу ответить традиционно. Не дождетесь. Обязательно к пилотам перейдем. Пожалуйста, Сергей Брилев. Спасибо. Сергей Брилев, Москва, телеканал «Россия». Владимир Владимирович, вы вначале говорили много о стабильности. К концу... Разве? Ни слова не сказал. Было. К концу вашего нынешнего президентского срока вы будете у власти уже столько лет, что совершеннолетие достигнут те, кто родился в год, когда вы к власти пришли. Финансовая стабильность прекрасна. Но вот этот вот даже 18 лет, он все-таки в российской истории это особая цифра. Не опасаетесь ли вы, что иной раз стабильность может переходить в застой? И один вопрос на правах выпускника МГИМО. Нас международному праву учили. Я не собираюсь защищать техасского судью, который не пускал наблюдателей к избирательному участку. Не собираюсь защищать американских родителей убившего. Но даже если каждый из депутатов Государственной Думы возьмет 2 детей, 450 умножить на 2 – это 900, а не 956, сколько американцы взяли в прошлом году. Дай бы бог россиянам, конечно, принимать, но будете ли вы МИДу давать поручение тогда апгрейднуть, пересмотреть российско-американское соглашение? Потому что проблема есть. Давайте с последнего начнем. Я уже говорил, ситуация, при которой мы заключаем соглашение с федеральными властями, а эта сфера деятельности регулируется штатным законодательством, и нас туда просто не допускают, она не рабочая. Просто не рабочая. Вот мы же знаем, у меня информация есть из посольств. Они, сотрудники посольства, в соответствии с соглашением, пытаются прийти в суд в качестве наблюдателя, их просто не допускают. Какой смысл тогда в этом соглашении? Чушь какая-то. Поэтому, естественно, нужно посмотреть, что там есть. Кстати говоря, вот коллега ваша из «Эхо Москвы» спрашивала по поводу этой проблемы. Там в этом соглашении предусмотрено, что если одна из сторон хочет его денонсировать, то нужно сделать это, предупредить за год. Поэтому там не все так просто. Значит, а по поводу моего отношения к тому, что депутаты делают, если президент США так легко соглашается со своими законодателями, почему вы считаете, что президент России должен поставить под сомнение то, что делают законодатели Российской Федерации? Что касается усыновления депутатами, это хорошо, и некоторые из них, я уверен, если мы посмотрим,
и усыновляют детей, берут на попечение, но ведь задача их не в этом. Их задача в том, чтобы формулировать правила поведения, регулировать с помощью законов определенные сферы общественной жизни. У нас в свое время в Ленинграде были сильные морозы, и еще в советское время, в 80-х годах, первым секретарем был Романов. Кстати, о нем много небылиц всяких рассказывали там, по поводу использования там, посуды из Эрмитажа. Чушь это все на самом деле. Но вот можно по-разному относиться к прежним временам. Вот когда замерзло все, и когда начали размораживаться жилые дома, он выгнал на улицу почти весь обком. Взял, говорит, не можете руководить, берите лом и идите работать на улицу. Хорошо или плохо? Но руководить надо. С ломом идти не самое важное дело для руководителя такого уровня. Так же, как вот возьмем пример из Великой Отечественной войны, тоже хорошо известен. Ворошилов приехал командовать Ленинградским фронтом и сам ходил в атаку. Правильно или нет? Но то, что он мужественный человек, порядочный, бесстрашный, сомнений нет. Но руководить нужно было по-другому. Но так же и здесь. Ведь в том, что каждый депутат возьмет на воспитание ребенка, это, конечно, неплохо, но это проблему в стране не решит. Законы надо принимать соответствующие. Вот мы уже говорили об этом сегодня. Коллега ваш спрашивал. Я думаю, что нужно совершенствовать законодательство. И в этом роль парламента страны. Стабильность, застой. Вы знаете, это всегда такое сопоставление очень эффектное, но оно не имеет под собой серьезных оснований. Почему? Потому что обязательное, я хочу это подчеркнуть, я хочу, чтобы это все услышали, непременное условие развития – это стабильность. Ну о каком развитии может идти речь, если все трещит по швам в стране, в политическом смысле? Кто же будет вкладывать сюда деньги? Вот как бы там не ругали политическую систему в Китае, а деньги туда идут, и прежде всего, потому что там стабильно, потому что инвесторы знают, что они могут рассчитывать, что в ближайшие там, 5, 10, 15 лет их деньги не растворятся в результате каких-то политических потрясений. Это важнейшее условие стабильности. Это не значит, что мы должны сделать такую же систему, как в Китае, но стабильность мы должны обеспечить, как обязательное условие развития. Я об этом много раз уже говорил. Вот наши грузинские коллеги, уже много-много лет, которые работают в Москве. Здравствуйте, Тамара Нуцубидзе, грузинский телеканал Рустави-2. Владимир Владимирович, вы ранее заявили один раз, что отношения между нашими странами будут зависеть от выборов. Выборы прошли в Грузии, новая власть, и один из первых шагов со стороны нового премьера было назначение спецпредставителя. Буквально неделю назад была встреча с господином Карасиным и господином Абашидзе. Хотелось бы от первого лица узнать, как вам видятся дальнейшие отношения между нашими странами, исходя из того, что и для грузинских новых властей главный приоритет – территориальная целостность Грузии, евроинтеграция и членство в НАТО. И готовы ли вы на диалог с этими новыми властями? Спасибо. Мы видим позитивные сигналы, очень пока сдержанные, но все-таки позитивные сигналы от новых грузинских властей. И то, что назначен специальный представитель правительства Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией, мы это, разумеется, не только видим, но и приветствуем. И, как видите, ответили тем же самым. Иначе не было бы встречи с Карасиным. Мы отвечаем тем же самым. Но я хочу обратить ваше внимание на проблему, которая хорошо известна. Она заключается в том, что действующий президент, господин Саакашвили, он завел ситуацию в тупик. Я, откровенно говоря, не очень понимаю, как отсюда выбираться. Россия не может изменить свое решение, связанное с признанием независимости Южной Осетии и Абхазии. Но мы не можем это сделать по определению. А Грузия не может согласиться с тем, чтобы признать их независимый статус. Я не представляю, что можно здесь сделать. Мы реально хотим нормализации отношений с Грузией. Хотя, значит, с точки зрения экономической, конечно, надо прямо сказать, Грузия заинтересована в этом больше, чем Россия. Но мы здесь не собираемся нос задирать и говорить, что нам это не нужно. Нет, мы считаем, что отношения между двумя
очень близкими народами нужно нормализовать. Нужно обязательно к этому стремиться. Вот как преодолеть вот эти самые сложные проблемы в наших отношениях, у меня пока нет ответа. Но поскольку появились люди, которые готовы заняться этим профессионально, давайте будем думать об этом вместе. Давайте Александр Гамов, пожалуйста. Александр Гамов, радио, телевидение и газета «Комсомольская правда». Владимир Владимирович, вы помните... И радио, и телевидение, и газеты. Да, мы империя. Как Мердок все равно. Почти что. Он позади. Так вот... Повнимательнее. Вы помните, Борис Николаевич в свое время сказал, я президент России номер 1. Так вот, по этому расчету вы президент России номер 2 и президент России номер 4. То есть дважды президент. А здесь много уже говорилось и еще будет сказано о том, как меняется наша страна, как меняются россияне. А как изменился за эти годы Владимир Путин? Чем президент России Владимир Путин номер 4 отличается от президента России Владимира Путина номер 2? Чего от вас ждать? Вы опять будете как раб на галерах? И ваши основные шаги в ближайшие, может быть, годы, месяцы, дни. Спасибо. Что касается рабства на галерах, то, смотрите, мы вчера начали работать в 10 часов утра. Закончили ровно в 22 часа. Вот у меня последняя встреча с господином Саркисяном закончилась без 5 минут 10 часов вечера. Примерно так складывается практически вся неделя. В общем, я к этому привык. Но по поводу изменений, знаете замечательную, известную поговорку «все течет, все меняется». Поэтому и люди меняются, ситуация меняется. Знаете, сейчас вот я начну вам говорить, как я изменился. Изменился, конечно, к лучшему. Я же не могу сказать, что я к худшему изменился. Мне кажется, что это не очень корректно будет с моей стороны. Но изменения, конечно, есть. И они связаны с увеличением и жизненного опыта, и профессионального. На меня, я в этом уверен, очень позитивно подействовала работа в качестве председателя правительства в течение 4 лет. Причем в очень ответственный для страны период жесткого, острого кризиса, когда напрямую приходилось брать на себя ответственность. И от нее никуда нельзя было, то есть можно было, конечно, но я считал, что это абсолютно неправильно, увильнуть. Ведь вы понимаете, это, я не знаю, вы обратили на это внимание или нет, но я-то это знаю. Вот когда нужно было в конце 2008, в начале 2009 года встать и публично сказать, у нас вот возможно, это возможно, у нас там проблемы, здесь проблемы. Но я одно точно могу сказать. Не допущу ситуации 1998 года. Обещаю. Вы представляете, это какая-то ответственность такая. Ведь вот сейчас только говорили про то, что оппозиция не дремлет, там она и это смотрит, и это смотрит. Но вот вы представляете, если бы это все обернулось крахом. Все, точка. А ведь сказать наверняка при огромном количестве факторов неопределенности, на которые мы повлиять не могли, это весьма сложная вещь. И так было не один раз за эти 4 года. А для того, чтобы так говорить, нужно было влезать в детали. Просто в детали влезать. И это серьезным образом повышает уровень профессиональной подготовленности, уверенности в том, что делает и ваш покорный слуга, и те люди, которые со мной работают, вся наша команда. Это положительный, конечно, фактор. У нас там справа журналисты из Тувы, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Роланда Казачакова, Республика Тува. Ровно год назад, 12 декабря, вы были в Туве, забивали серебряный костыль, тем самым дав начало строительству железнодорожной ветки Кызыл-Курагина. Год прошел также холодно, минус 46, но государство вышло из проекта, оставив на дороге одного частного инвестора.
А у меня вопрос. Дождутся ли жители Тувы поездов по железнодорожной ветке Кызылки-Курагина? И неужели вы зря тогда мерзли в минус 46, забивая этот серебряный костыль? Да-да. Спасибо. Значит, это очень сложный проект, и я уверен, что вы об этом знаете. Он начался с того, что один из наших предпринимателей, который сейчас уже, по-моему, за границей давно проживает, это месторождение приобрел, потом долго им торговал, привлекал различных исполнителей. Потом выяснилось, что эта компания, после того, как уже были забиты эти костыли и положены первые рельсы, что эта компания обременена долгами. И в этой связи возникли сложности с привлечением кредитных ресурсов для обеспечения нормального развития проекта. Но месторождение очень перспективное и для внутреннего использования этого угля, который там есть в огромных количествах, и для поставок на экспорт, в том числе и в Китайскую республику, Народную республику. И мне бы очень хотелось, чтобы этот проект был реализован. Кстати говоря, ведь это не секрет, а это всем хорошо известно, дорога-то должна была бы строиться частной компанией, и прежде всего для освоения этого месторождения угольного. Ну, разумеется, это означало бы расширение инфраструктурных возможностей всего этого региона, в том числе улучшение ситуации для жителей. Надеюсь, что такие проекты будут реализованы, и вот что считаю важным отметить, что если критическим будет участие государства, мы это государство обеспечим. Мы это участие обеспечим. Давайте известия. Прямо Дмитрий Сергеевич всех знает в лицо, прям удивительно. А написано на бумажке. Хорошо, когда пресс-секретарь умеет читать. Президент важно. Он и слушать умеет еще, вы не забывайте об этом. Вы не смейтесь, может, не понравится вопрос. Владимир Владимирович, здесь много журналистов, и у нас очень много вопросов к власти. И власть мы ассоциируем прежде всего с вами, так уж получилось. За 12 лет вы построили довольно жесткий, где-то даже авторитарный режим личной власти. На ваш взгляд, эта система жизнеспособна в новом веке? И не считаете ли вы, что она мешает развитию России? Я считаю, что мы обеспечили вот ту самую стабильность, о которой спросил Сергей Брылев, и исключительно как обязательные условия для развития. И это, я уже сказал об этом, считаю чрезвычайно важным. Но назвать эту систему авторитарной не могу. С этим тезисом не могу согласиться. И самым ярким примером того, что это не так, является мое решение уйти на вторые позиции после 2 сроков президентства. Если бы я считал, что тоталитарная или авторитарная система является для нас наиболее предпочтительной, то я бы просто изменил Конституцию. Как вы понимаете, это было легко сделать. Это же не требует даже какого-то всенародного голосования. Это достаточно было провести это решение в парламенте, где у нас было больше 300 голосов. Я сознательно ушел на вторую позицию. Сознательно, для того, чтобы обеспечить и преемственность власти, и проявить уважение к Конституции страны и к нашим законам. И, как вы понимаете, я тогда и не мог ставить перед собой целью, что вот через 4 года обязательно вернусь. Это было бы просто нелепо, тем более кризис начался, неизвестно, что было. Мы все прошли через тяжелые испытания. Поэтому назвать эту систему авторитарной нет. Но если кто-то считает, что демократия и исполнение законов – это разные вещи, то этот человек глубоко заблуждается. Демократия – это прежде всего исполнение законов. У нас почему-то складывается впечатление, что демократия – это троцкизм, это анархия. Это не так. Бакунин был замечательным человеком и очень умным. Но анархия нам не нужна, так же, как и троцкизм. И вы знаете, что вот анархия 90-х годов, она привела к дискредитации и рыночного хозяйства, и демократии как таковой. Люди стали этого бояться.
Но это разные вещи. И я считаю, что порядок, дисциплина, следование букве, закону не противоречит демократическим формам правления. Так, давайте, у нас вот БАМ, вот сидит девушка БАМ. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Газета «Амурская правда», Павлова Елена, Амурская область. Вот, недавно был президиум Госсовета, вы заседали по развитию Дальнего Востока и Забайкалья. Вот, и много звучало интересных предложений. Вы поддержали все, в том числе развитие БАМа, строительство новой ветки и вообще увеличение нагрузки этой железной дороги, нашего как бы легендарного БАМа. Вот, однако почти в это же время РЖД и Федеральная пассажирская компания принимает решение прекратить работу двух поездов Тында-Комсомольск и Тында-Нерюнгри. В итоге у нас 11 бамовских поселков, население 4500 человек остается вообще без сообщения. То есть люди могут ни по автомобильной дороге выехать, ни самолетом улететь. Вот. И в итоге забросали письмами редакцию, да, и целые сельсоветы собирают подписи, собирают вам письма, уже, наверное, тоже вы получали, и губернатор отправлял письма. Что все-таки, как позиция РЖД, да, соотносится с позицией государственной все-таки о развитии этой территории и о, ну, то есть бамовцы говорят, нас, президент говорит, что да-да-да, а в итоге нас забыли, и мы останемся там в тайге, в глуши. Это как вы можете прокомментировать? Понятно. Спасибо. Но что касается зоны БАМа, то там много проблем. И одна из самых главных – это расселение того самого аварийного жилья, о котором мы уже говорили. Собственно говоря, к сожалению, оно даже не признано жильем и в категорию аварийного не попадает. Я уже об этом много раз говорил, но расселять его нужно. И там первые шаги в этом направлении сделаны, будем и дальше действовать в этом же направлении. Что касается РЖД и решений. Как известно, правительство будет оказывать поддержку, ну, а если неизвестно, я об этом скажу, РАО РЖД в следующем году в объеме 40 миллиардов рублей. Сама компания считает, что этого недостаточно для того, чтобы сохранить относительно низкие тарифы на перевозку пассажиров в пригородных поездах и в плацкартных поездах, потому что и там требуется субсидирование. Вот мы говорили о финансовых проблемах, о бюджетных проблемах, во всяком случае, я об этом говорил. Правительство приняло решение по поводу этих 40 миллиардов, хотя в целом РАО РЖД, да и некоторые эксперты считают, что субсидирование должно быть выше. И вместо 30 миллиардов на эти сферы, на эти виды перевозок РАО РЖД компания получит только 15. И ничего хорошего в этом, конечно, нет. Но так же, как нет ничего хорошего в том, что мы разгоняем необеспеченные расходы федерального бюджета. И компания выбирала, что делать. Либо сокращать определенной степени и поезда, которые не являются рентабельными, и тем самым снижать свои издержки, и повышать немного тарифы в таком дешевом сегменте, в плацкартных вагонах, либо уменьшить поддержку пригородных перевозок. Приняли решение поддержать пригородные перевозки прежде всего, потому что это касается перемещения большого количества людей, работающих в крупных городах и проживающих в пригородах. Но я думаю, что к этому надо еще вернуться, потому что, на мой взгляд, все-таки есть у нас возможность увеличить поддержку РАО РЖД, и уже в таких случаях, как ваш, где вообще другого способа передвижения нет, конечно, на вот такие ограничения идти нельзя. Я вернусь к этому обязательно. Давайте Блумберг. Сюда вот микрофон. Вот третий ряд. Угу. Спасибо. В своем послании вы говорили про деофшоризацию экономики. Хотелось бы понять, как конкретно вы собираетесь добиться деофшоризации российской экономики. Вот, в качестве примера можно вспомнить совсем недавно сделка Роснефти по ТНК БП, да, ААР получает 28 миллиардов, и это офшорная сделка. Соответственно, эти деньги, они вернутся в Россию, как вы предполагаете? И, соответственно, как вы думаете вернуть
в целом офшорные капиталы в Россию? Тем более еще про чиновников. Очень хороший вопрос. Спасибо вам большое. Спасибо вам за него. Вопрос, почему хороший? Потому что один из ключевых для нашей экономики. Нужно действительно добиваться деофшоризации. Это очевидная вещь. Делать нужно это аккуратно, цивилизованными способами. И первый, он чисто административный, я об этом и в послании сказал, он так вскользь, не помню, по-моему, говорил, а именно, нужно так же, как многие страны, в том числе европейские страны, добиваться подписания соответствующих соглашений с офшорными зонами и раскрывать налоговую информацию, раскрывать информацию о конечных бенефициарах офшорных компаний. Это вполне цивилизованно, и ничего здесь страшного нет. Это первое. Чисто административно-политическое и правовое действие. Что касается второго, оно сложнее, но, мне кажется, важнее. Это просто нужно совершенствовать наше законодательство, добиваться того, чтобы оно было стабильным, эффективным, защищало бы интересы собственника. И третье, улучшать инвестиционный климат. Все это крупномасштабные задачи, которые мы формулируем, ставим перед собой и вырабатываем целые планы действий, в том числе с представителями бизнеса. Ну вот вы знаете, по предложению нашего бизнеса, всех практически, всех наших крупных объединений, и ОСИ в этом принимает участие, Агентство стратегических инициатив, мы выработали целый план улучшения инвестклимата в стране. Надо сказать, что по некоторым позициям мы продвигаемся вперед и достаточно эффективно. Вот например, по налоговому администрированию мы подняли сразу на 30 ступеней. И даже по этому показателю поставлены в шкалу рейтинга выше, чем Соединенные Штаты. Мне кажется, что это говорит о том, что задачи, которые мы перед собой ставим, реализуемы. Надо только целенаправленно в этом направлении работать. Мы так и собираемся поступить. Вот проблема, что это значит? Здравствуйте, Владимир Владимирович. Иванов Алексей, редакция газеты «Новая жизнь», Кирилловский район, Вологодская область. Владимир Владимирович, у меня вопрос, связанный с особо охраняемыми природными территориями. Простите, пожалуйста, ради бога. Вы еще один, там был под вопрос, вернутся ли эти деньги. Но этого мы не можем сказать. Я же сказал, который заплатила компания «Роснефть» частным акционерам ТНК. Значит, дело в том, что я вот сказал, одна из форм деофшоризации, один из инструментов деофшоризации – это повышение защищенности собственника. Если мы признали, что это законный, легитимный собственник, они легальным образом получили деньги, то тогда это все-таки их дело, куда эти средства вкладывать. Мне бы очень хотелось, чтобы они эти средства, либо значительную часть из них, вложили в российскую экономику. Но для этого нужно создавать соответствующие условия. И в целом я знаю, что мои коллеги из правительства, из некоторых наших компаний с отдельными участниками этой сделки в ВКонтакте находятся. Надеюсь, что они примут решение в пользу инвестирования в российскую экономику. Извините, пожалуйста. Владимир Владимирович, у меня вопрос о жизни людей в особо охраняемых природных территориях нашей страны, национальных парках. Как известно, их в России 41. Один из них, Русский Север, находится в Вологодской области. Население, проживающее на его территории, к сожалению, не может приобрести земельные участки в собственность. Муниципальный район теряет инвесторов и, соответственно, достаточно слабо развивается. Как, по вашему мнению, должны жить и развиваться такие территории, и какими должны быть отношения между местным населением и особо охраняемыми природными территориями? Спасибо. Ну, это опять вот тот самый вопрос, который коллега ваша задавала. Это естественное противоречие между развитием и сохранением природы. На территории заповедных зон выработан особый порядок использования земельных ресурсов. Если вы считаете, что он подлежит какому-то изменению с целью использования этих земель в хозяйственном обороте, ну, давайте вместе подумаем.
Понятно, что там есть ограничения, я это знаю и понимаю, но также понятно, что эти ограничения связаны с необходимостью сохранения этих особых зон, которыми мы дорожим, и они имеют общенациональную ценность. Конечно, это не должно ущемлять людей, которые живут на этих территориях. Конечно, нужно подумать о том, как они живут и из чего складываются их доходы. И, наверное, в этой связи нужно подумать не только о использовании земель в этих заповедных зонах, а о том, чтобы создавать условия для развития внутреннего туризма, для того, чтобы создавать там малые предприятия и средние предприятия, которые бы работали в этой области, в этой сфере. Они должны получить соответствующую поддержку со стороны государства, создавать там в этой связи новые рабочие места. Ведь я уже приводил этот пример. В той же Северной Америке в этих зонах разрешена хозяйственная деятельность. Но она связана прежде всего не с сельхозработами, а вот с развитием малого и среднего предпринимательства. И функционирует достаточно эффективно. При этом ущерб природе минимизируется. Вот нам по этому пути, мне кажется, надо идти. Пожалуйста, Сахалин, сахалинские коллеги. Микрофон, пожалуйста. Это... Ага, спасибо. Владимир Семенчик, Сахалинская область, издательский дом «Губернские ведомости». У меня вопрос касается одной из самых отдаленных территорий России, Курильских островов. Курильская программа, вторая, работает с 2006 года, там объем финансирования очень большой, и многое очень уже сделано. Но она рассчитана до 2015 года. А как планирует федеральный центр развивать дальше эту территорию, которая очень важна стратегически для нашей страны? И еще связанная с этим проблема, известная всем, территориальная. Вот уже третья экспедиция на Южные Курилы занимается тем, что описывает небольшие острова, которые до сих пор не имеют названий. И эти названия сейчас постепенно предлагаются и, возможно, будут приниматься. А вот как вы относитесь к такой идее, чтобы один из островов небольших назвать, например, остров Путина? Тогда всем стало ясно, что эта территория российская и вряд ли когда-то будет отчуждена от России. Но для этого не обязательно называть моим именем, можно назвать Толстой, Пушкин, именем какого-то исследователя. Я думаю, что это будет гораздо более продуктивно. Но вопрос по территориальным, сейчас вот международный аспект хотел бы закрыть. Что касается вопросов территориального характера, то мы очень рассчитываем на конструктивный диалог с нашими японскими коллегами. И мы услышали сигнал из Токио со стороны вновь партии, которая вновь пришла к власти, о том, что руководство этой партии будет стремиться к заключению мирного договора. Это очень важный сигнал, мы его высоко ценим и намерены вести конструктивный диалог по этому вопросу. А хозяйственная сторона дела вас не должна смущать, что только до 2015 года выстроена какая-то программа. Почему? Потому что у нас бюджет принимается на 2013 и 2 последующих года, до 2015 года. Но в долгосрочных программах развития Дальнего Востока, Забайкалья вопросам развития Курильских островов будет уделено необходимое внимание. Пожалуйста, московский комсомолец. Здесь первый ряд, вот здесь центральный микрофон. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Виктория Приходько, московский комсомолец. Вот вы сегодня сказали о том, что ваши помощники боятся вам рассказывать анекдоты о вас. Я пошутил. Ну, я понимаю, но тоже я серьезно. Вы раньше не скрывали, что Кудрин был для вас источником альтернативного мнения, когда другие говорили «да», он говорил «нет». А кто сейчас он говорит и сейчас так продолжает это делать. Но из действующей, может быть, команды? Кто является сейчас таким? Ну, кто сейчас для вас является источником альтернативного мнения? Ну, во-первых, господин Кудрин никуда не исчез, на ПМЖ никуда не переехал, он здесь у нас
функционирует в другом качестве совершенно, но я с ним регулярно встречаюсь. Не часто, в силу загруженности по работе, как в таких случаях говорят, но регулярно. И я слушаю его мнение. Оно мне представляется, как и прежде, важным. Алексей Леонидович не случайно был дважды назван лучшим министром финансов в мире. Он является хорошим экспертом. Но отличие экспертов от людей, принимающих решения, заключается в том, что эксперты не несут политической ответственности за эти решения. Но мнение их всегда не просто интересно, а важно знать, чтобы принять сбалансированное решение. Ну, в мире достаточно людей авторитетных, грамотных, опытных. Ну, один из них, не знаю, навскидку, госпожа Лагард, допустим, которая МВФ возглавляет. В европейских странах есть очень хорошие специалисты, в прямом смысле этого слова, в том числе работающие в сфере экономики и финансов. Ну, в Штатах есть такие люди. Я так и читаю, и слушаю их мнение. И всегда стараюсь сопоставить с нашими планами и с теми инструментами, которые мы используем для решения стоящих перед страной задач. Если вы с Кудриным советуетесь, нет ли планов вернуть его в команду? Команда ведь это команда. Вопрос был такой: нет ли планов вернуть Кудрина в команду? Команда — это же такое условное название. И если я с ним советуюсь, то в этом смысле он в команде. Знаете, вот там сидит коллега с надписью «Часы». Владимир Владимирович, Сергей Фадеев, город Калуга, Калуга вечерняя. Вопрос от многомиллионной армии российских сов. Когда закончится эксперимент по жизни зимой по летнему времени? Очень тяжело. Я думал, вы про экологию опять. Значит, по поводу времени. Ну, я же уже говорил на этот счет. Ведь когда Дмитрий Анатольевич принимал это решение о переходе на новую систему время исчисления, он исходил из настроя значительной части наших граждан, которые говорили о том, что перевод стрелки часов в зимнее и, соответственно, весеннее время плохо сказывается на здоровье, влияет негативно на некоторые отрасли сельского хозяйства. Но вот когда он это сделал, оказалось, что недовольных этим решением еще больше, чем тех, которые призывали к изменению порядка. Значит, ну, сейчас я закончу. Значит, то время или не то правительство должно определить в ходе мониторинга, который сейчас правительственными структурами проводится. И по результатам этого мониторинга будет принято окончательное решение. Конечно, есть проблемы, я их вижу, я и сам с ними сталкиваюсь, с этими проблемами. Встаешь темно, ложишься темно, это все понятно. Есть и проблемы более системного характера, особенно связанные с предстоящими крупными спортивными соревнованиями, потому что, скажем, проведение чемпионата мира или Олимпийских игр, или даже даже универсиады, оно связано ведь с трансляцией, с правами на трансляцию в других странах. И когда разница большая, там 3 часа с Европы, с Великобритании 4, то соревнования начинаются, а значительная часть потенциальных зрителей еще на работе находится. И нам уже представители международных организаций тоже на это указывают. Повторяю еще раз, мы прежде всего должны руководствоваться даже не этими соображениями, а интересами своих собственных граждан. Правительство проводит мониторинг, и по результатам этого мониторинга будет принято окончательное решение. Так, продолжаем. ТВЦ канал. Игорь Константинов, телеканал ТВ-центр. Погромче, пожалуйста. Игорь Константинов, телеканал ТВ-центр. В прошлый раз, Владимир Владимирович, мы собирались на такую же большую пресс-конференцию в Сколково, потому что Сколково на протяжении ряда лет был приоритетом. Это считалось как точка роста для всей страны.
Им очень много обещали, и денег туда очень много было выделено. А сейчас складывается впечатление, что процесс затормозился. Какой вы видите какой вы видите судьбу Сколково, этого молодого наукограда? Ну, как вы понимаете, там у вас так вопрос прозвучал, там может быть такой скрытый смысл, что от меня здесь исходят какие-то импульсы, связанные с торможением развития Сколково. Уверяю вас, что это в действительности не имеет никакого отношения. Дмитрий Анатольевич возглавляет правительство Российской Федерации. Все рычаги принятия решений по этим вопросам находятся там, и это никак не связано с тем, что он перешел из одной позиции в другую. Это первое. Второе. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в свое время, лет 5-6 назад, ваш покорный слуга и предложил Дмитрию Анатольевичу возглавить проект Сколково. А другой мой коллега возглавил проект в Петербурге. И там предполагалось создать школу менеджмента современные. Но Сколково начало развиваться, имея в виду, что туда мы начали привлекать частный капитал. А ту площадку в Петербурге передали университету вместе с деньгами. Там, по-моему, 8 или 9 миллиардов было рублей. Но они не смогли этим воспользоваться, а потом начался кризис, и деньги все ушли в бюджет, вернулись в бюджет. А в условиях кризиса уже в 2009 году мы не смогли им вернуть эти деньги. Сколково – это не единственная площадка, не единственный наукоград. Я знаю, что в научном сообществе очень много критических взглядов на этот счет, потому что у нас очень много наукоградов, созданных еще в советское время, достаточно развитых, доказавших свою дееспособность. Но я хочу сказать, что мы их поддерживали и намерены поддерживать в будущем. У нас целая сеть создана свободных экономических зон. И некоторые из них работают весьма эффективно. Не все, но некоторые работают весьма эффективно. И это тоже находится в поле нашего зрения и внимания. Что касается Сколково, это одна из таких зон, один из таких наукоградов. Я считаю, что в целом эта идея хорошая, и она должна дальше реализовываться и развиваться. Вопрос, конечно, в объемах финансирования, сколько денег выделять, сколько выделять на традиционные наши наукограды и так далее. Но это технический уже вопрос. Тут много представителей из Чечни, но там вот у нас коллега, женщина из Чечни. Будьте любезны, журналистка. Угу. Газета «Путь Кадырова», Белкис Дудаева. На протяжении долгих лет внимание всей мировой общественности было оживление приковано... в зале неуместно. Имеется в виду старший Кадыров, который погиб за интересы своего народа. Попросил бы вас без усмешек это воспринимать. Газета «Путь» Ахмад Хаджи Кадырова с таким громким названием. Внимание всей мировой общественности было приковано к чеченскому вопросу, к чеченской тематике. Но сейчас, к счастью, Чечня стала зоной мира, благополучия, социально-экономического развития. И, в общем, сейчас в Чечне живется хорошо и спокойно. Но эпицентр всех негативных событий переместился в соседние с Чечней республики. В чем вы видите, Владимир Владимирович, корень проблем? И что надо сделать, какие меры принять, чтобы стабилизировать обстановку? И второй вопрос. Вот на протяжении всей этой кампании, в ходе кампании чеченской, работала радиостанция «Чечня Свободная», которая сейчас переименована в «Кавказ», в радиоканал «Кавказ». И по просьбе представителей чеченской интеллигенции я задаю этот вопрос. Хотелось бы, чтобы увеличили объем вещания радиоканала «Кавказ». Раньше радиостанция «Чечня Свободная» вещала целые сутки, а объем вещания радиоканала «Кавказ» уменьшился в разы. Спасибо. Радиоканал «Кавказ» входит в систему ВГТРК или нет? Я не слышу. «Голос России», радиокомпания. «Голос России», понятно. Ну, я это услышал, пометил, мы с коллегами поговорим, попробуем что-то изменить в лучшую сторону и увеличить финансирование. А уменьшение связано с общей нацеленностью Министерства финансов, правительства к минимизации расходов. Я уже говорил в этом в начале. Бюджет у нас жесткий, и правительство вынуждено было некоторые расходы ограничивать практически по всем отраслям, в том числе и в сфере поддержки средств массовой информации. Хотя не уверен, что это
уже такое сбалансированное окончательное решение. СМИ, особенно на Кавказе, играют важнейшую роль в деле не просто успокоения ситуации, а развития ее по позитивному сценарию. Что касается ситуации на Кавказе, да, действительно, в Чеченской Республике она отличается в лучшую сторону. И дело не только в том, что в Чечне совершается меньше преступлений и террористической, и другой уголовной направленности, а там меньше. Это в значительной степени заслуга региональных властей. Это так же, как и развитие экономической стороны жизни республики. Мы уже говорили об этом, вы сами хорошо знаете. Возрождение из пепла Грозного – это огромная заслуга чеченского народа. Конечно, это было сделано не без поддержки всей России, но без прямого участия самого чеченского народа это было бы невозможно. Что касается проблем Кавказа в целом, сегодня, во-первых, количество террористических актов и количество преступлений террористической направленности все-таки стало в стране в целом меньше. Это такая абсолютно очевидная статистика. Но все-таки они совершаются, эти преступления и теракты. Уносятся жизни людей в результате этих терактов. Это всегда ужасно. Это всегда трагедия. Главная проблема сегодня какая? Это не только улучшение деятельности правоохранительных органов, хотя и это востребовано, но все-таки на первый план выходят социально-экономические вопросы. Создание новых качественных и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Вот я уже говорил о том, что в целом по стране у нас 5,3% безработица. Одна из самых низких в развитых странах. Но на Кавказе другая ситуация. На Кавказе там 15, и 20, и 25%, а среди молодежи еще больше. И это проблема номер один. Нужно занимать молодых людей работой, конструктивной работой, нужно давать им возможность учиться. И все это вместе, наряду с продвижением современных идей гуманизма, воспитания российского, общероссийского патриотизма, все это вместе, уверен, принесет положительные результаты. Но это серьезная, большая и системная работа. Телеканал НТВ. Вот. Да, спасибо. Роман Соболь, телекомпания НТВ. Я опять о детях, но не о приемных, а о родных. Владимир Владимирович, вы этот вопрос, по-моему, не очень любите, но тем не менее интересно, а как живут ваши дочери, где они, что с ними? Может быть, вы уже дедушкой стали или дважды с дедушкой, а мы не знаем. Вот такой вопрос. Спасибо. А вам нужно это знать? Любопытно очень. Любопытно. Знаете, все в порядке с моими детьми. Они в Москве. Они учатся, отчасти работают. У них все хорошо и в личной жизни, и с точки зрения их профессионального роста. Я ими горжусь. Идем дальше по телеканалам. Телеканал «Дождь». Владимир Владимирович, здравствуйте. Антон Желнов, телеканал «Дождь». Одно уточнение, один вопрос. Уточнение вот все-таки по закону Димы Яковлева. Да. Вы говорили про общество, но вы знаете, что значительная часть общества, меньшинство, но тем не менее интеллигенция резко против этих поправок, и наверняка будут спровоцированы пикеты у Госдумы. Люди выйдут. Важно ли для вас мнение вот активной части общества, интеллигенции в данном контексте? И второй вопрос потом. Мне важно мнение каждого российского человека, а тем более, если это значительная его часть, хоть и не большинство, тем не менее. Но я хочу обратить внимание этих людей на то, что сказал. Речь идет не о проблемах с конкретными гражданами Соединенных Штатов. Они усыновляют наших детей в подавляющем большинстве случаев, а может быть всегда, руководствуясь самыми добрыми соображениями. Большое им за это спасибо. Вопрос
в отношении американских властей к проблемам, когда они возникают. Мы считаем, что это отношение не соответствующее ни духу, ни букве тех соглашений, которые мы с Соединенными Штатами подписываем. Это даже такое пренебрежительное, я бы сказал, отношение. И именно на это и направлено принятие соответствующих решений. Я уже говорил, что же повторять-то в третий раз. Но если наши представители даже в суды не допускают, куда это годится? Тогда еще один вопрос. Вот это, знаете, в каких-то странах, может быть, это и нормально, когда там в других регионах мира детей усыновляют и потом посылают представителей этих стран подальше, либо они не интересуются судьбой этих детей. Но мы интересуемся, и считаю, что это правильно, мы делаем, что интересуемся. Понимаете? Вот тот же Шрёдер, о котором я говорил, я этого не знал, мне это сам рассказывает. Он говорит, приехал представитель посольства, к ним в семью приехал. Они детей с ним познакомились, когда представитель посольства страны, из которой вы приехали. Он посмотрел, как дети живут, в каких условиях, поговорил с приемными родителями. Ну а там что такое? Пошли вон, и весь разговор, что ли? Ну так нельзя с Россией поступать. И так нельзя поступать с детьми, которые усыновляются. Вот о чем речь. Речь о политике американских властей. И еще один вопрос. Вот когда были митинги... Лучше по одному. Короткий, когда были митинги со стороны властей, мы все время слышали аргумент, если не Путин, то кто? Когда люди выходили на Болотную. Вот вы как отвечаете для себя этот вопрос, задумываясь о будущем преемнике, о том, кому бы вы доверили страну? И есть ли с точки зрения вашей лидеры новые, которые появляются сейчас извне, те, которые выходили на те же митинги, кому-то вы из них серьезно, как к конкуренту, может быть, как к сопернику относитесь? Спасибо. Вы знаете, вопрос, так как вы его сформулировали, мне сложно на него отвечать. Есть ли человек, который мог бы доверить страну? Ведь не я доверяю страну, граждане доверяют страну в ходе голосования. И в результате голосования люди, когда приходят к избирательным участкам, они говорят свое слово, кому они доверяют и хотят доверить страну. Что касается вашего покорного слуги, меня, то рано или поздно я, разумеется, оставлю этот пост. Так же, как оставил его 4,5 года тому назад. И, разумеется, мне не безразлично, кто будет возглавлять страну. Вы знаете, можно ведь все что угодно говорить о том, что и как мы делали за предыдущие 10 лет. Я возьму вот этот срок, 10 лет. Но ведь это факт, что мы почти в 2 раза увеличили объем ВВП страны. Мы в 2008 году подошли к 85% увеличения. Если бы не кризис, было бы 2-кратное увеличение. Но мы дойдем до этой цифры, это очевидный факт, но это само по себе огромное достижение. Мы в разы увеличили реальные доходы населения. Но вы только вдумайтесь, сколько было в 2000 году реальная заработная плата, сколько она была реальная, если вычистить всю инфляцию, сколько сейчас. Разница в разы, понимаете? Вот мы только в этом году в 2-3 раза подняли денежные доходы военнослужащих. По сути, возрождаем вооруженные силы. 1,6 подняли пенсии военным пенсионерам. 48 тысяч квартир или 45 тысяч квартир дали только в этом году военнослужащим. Да, проблем с распределением много, потому что часть квартир пустыми стоят. С распределением, да. Но таких средств на решение проблем квартирных, жилищных проблем ветеранов и военнослужащих никогда Россия не выделяла. Никогда. У нас макроэкономика находится в абсолютно здоровом состоянии. Таких показателей у нас тоже давно не было. Ну и, наконец, то, о чем я говорил, и говорил с гордостью, это демографические процессы. Рождаемость самая лучшая за 20 лет. Мы проводим необходимые изменения, недостаточные пока, но все-таки движение есть в области здравоохранения, образования и так далее. Вы знаете, я сейчас без всякой иронии скажу, я хочу, чтобы будущие руководители страны, в том числе и будущий президент, были еще более успешными. Но я считаю, что если сравнить с другими периодами развития России, вот этот период был далеко не самым худшим, а может быть одним из лучших.
Но я хочу, чтобы будущие руководители страны были еще более успешными, еще более удачливыми, потому что я люблю Россию. Спасибо. Продолжаем. Вот Ставрополь, да? Серьезный вопрос, наверное, у вас был, судя по бумаге. Добрый день. Владимир Владимирович, вопрос такой. Вот последние несколько недель на ведущем телеканале федеральном муссируется новость о том, что люди убегают с Кавказа, в прямом смысле этого слова. Что вкратце, вот в регионе засилие кавказцев, которые ведут себя как хотят, которые ведут себя как дома и в прямом смысле сильно выдавливают русских. Вот прослеживается такой явно заказной характер этих сюжетов. Вот на ваш взгляд, кто расшатывает ситуацию, да, конкретно в Ставрополье? Потому что недавно поднимался, да, вопрос, в том числе и с хиджабами. Кому это интересно? И как все-таки вот успокоить жителей, в том числе Ставрополья, да, и тех, кто живет вне? Потому что те, кто не знаком с ситуацией, которая вот действительно происходит на Ставрополье, их охватывает паника. Ну, возникают вопросы. Нас конкретно паника охватывает. Вот как вы считаете? Я считаю, что успокоить жителей Ставрополя можно не тем, что мы сейчас кого-то будем шельмовать и говорить, что он распространяет гнилые и опасные слухи, хотя это всегда плохо. А успокоить жителей Ставрополя нужно более взвешенной, целенаправленной и эффективной миграционной политикой. И там действительно есть проблемы, о которых вы сказали. Ну, например, очень много псевдоучащихся, псевдофилиалов крупных учебных заведений российских. Люди приезжают, в том числе из Кавказских республик, и не учатся на самом деле, а просто используют это свое формальное пребывание в этих филиалах московских вузов для того, чтобы легализовать свое там проживание. Но и это еще не все. Это нужно еще посмотреть на политику местных властей, связанную с распределением имущества и земли. И я не уверен, что там все в порядке. Это еще надо как следует проверить. Вот, и нужно наводить порядок в миграционном законодательстве и в режиме миграционном. Это первое. Второе. И люди не случайно озабочены. И я понимаю эту озабоченность. Второе. Нужно, конечно, работать со всеми гражданами Российской Федерации, откуда бы и куда бы они ни приезжали. Они должны уважать обычаи и культуру тех мест, того народа, куда они приехали на постоянное жительство. Для этого нам нужно проводить активную воспитательную работу, прежде всего, в тех регионах, которые являются донорами миграционных потоков, откуда люди уезжают, прежде всего, по экономическим соображениям. Нужно опираться на местное духовенство, нужно опираться на местных моральных авторитетов. И с помощью родителей, с помощью общественных организаций заниматься воспитанием молодых людей, откуда бы и куда бы они ни переселялись. Вот если мы будем действовать сразу по этим всем направлениям, нужно усиливать и работу правоохранительных органов и улучшать ее деятельность. Значит, бороться с коррупцией в органах власти и управления, в том числе в правоохранительных органах. Вот если мы все это будем делать настойчиво и последовательно, не злоупотребляя никаким из этих инструментов, то мы добьемся положительного результата. А на Ставрополе нужно обратить особое внимание. Там действительно много вопросов и проблем, о которых вы сказали. Что касается хиджабов, вы знаете, ведь в нашей культуре, я говорю, когда нашей, имею в виду наш традиционный ислам, никаких хиджабов-то нет. Вот я уже говорил об этом как-то публично, могу повторить еще раз и вспомню сейчас. Я присутствовал как-то на одной крупной международной на одном крупном мусульманском мероприятии, исламская конференция международная. И мы являемся наблюдателями в этой организации. По моей инициативе, кстати сказать. Мы туда вступили в качестве наблюдателей. Ну так вот, это большое собрание практически всех авторитетных людей исламского мира. Один из признанных авторитетов ислама в публичном своем выступлении неожиданно для меня вдруг сказал, что мы делаем? Мы запрещаем нашим девочкам и женщинам учиться. Мы одеваем их в паранджу. Мы сами создаем условия для того, чтобы мы отставали в своем развитии.
Это ошибка, так нельзя делать. Дальше, правда, он продолжил. Мы вынуждены даже в связи с этим закупать оружие у наших врагов. Но я ему сказал, покупайте у друзей потом, что было очень кстати. Но он же искренне говорил и публично. Значит, в самом исламском мире авторитеты ислама говорят, что этого не надо делать. А мы у себя будем внедрять чуждые нам традиции. Зачем? И, конечно, мы все должны на это обращать внимание и прямо об этом говорить. И опираться в данном случае, конечно, на представителей традиционного ислама. Как вы знаете, это бесстрашные люди, которые ценой своей жизни часто защищают идеалы, которые передаются из поколения в поколение представителям мусульманских народов Российской Федерации. Агентство «Интерфакс». Вячеслав Терехов. А сколько времени-то уже? Время сколько? Мы уже идем 2 часа. Чуть меньше. Зажимает. Владимир Владимирович, прошло уже некоторое, ну немного, но все-таки прошло достаточное количество времени, когда мы вступили в ВТО. Есть ли первые результаты ВТО? Считаете ли вы, что мы достаточно защитили отрасли? Вот здесь коллега говорил о сельском хозяйстве, о мясной отрасли, о животноводстве и так далее. Потому что складывается впечатление, что об этом стали говорить особенно только тогда, когда вот уже, ну вот ясно было, что вступаем и поступим, и все. А вот 17 лет. Нет, вы ошибаетесь. Об этом не только, ну, публично, может быть, вы, ваши коллеги начали обсуждать эту тему публично вот в последнее время, перед самым вступлением, либо после него, когда он состоялся. Но в ходе переговорного процесса наши эксперты самым тщательным образом прорабатывали все вопросы, связанные со вступлением в ВТО. Но послушайте, иначе мы бы и не вступили бы, то есть не вели бы переговоры 17 лет. Ведь 17 лет чем-то занимались. Чем? Я хочу вам в самых общих чертах сказать. Ну, говорил уже об этом. Скажу, воспользуясь тем, что так много представителей прессы сегодня, еще раз скажу об этом. У нас, обратите внимание, уровень таможенной защиты Российской Федерации, нашего рынка после присоединения к Всемирной торговой организации составляет 9 и, по-моему, 5 или 0,7%. Понимаете? Значит, скажем, уровень таможенной защиты Украины, которая тоже не так давно вступила, 2,7%. Кстати, уровень таможенной защиты еврозоны 2,8%. Но несколько странно, потому что вроде получается, что украинские производители более конкурентоспособны, чем европейские, что на самом деле ерунда, правда? Но у нас 9 с лишним. И только через пару лет, по-моему, где в 2015 году у нас будет 5,9. Но сегодня другие члены ВТО гораздо ниже, чем 5,9. Есть ли какие-то угрозы? Да, но если плюс, конечно, плюсы есть. И прежде всего плюсы системного характера, связанные в том числе и с той проблемой, которую мы постоянно с вами сегодня обсуждаем, с созданием благоприятного инвестиционного климата. Вот для иностранного потенциального инвестора очень важно знать, является ли страна членом ВТО или не является таковой. Мы стали 157-й страной мира, которая присоединилась к этой организации. Ну, практически все более или менее развитые страны рыночные, все там. Значит, вот самое главное, это вот эти системные меры, меры системного характера. Они носят, скорее всего, знаете, такой идеологический даже характер. Есть ли какие-то очевидные плюсы? Ну, прежде всего, связанные с рассмотрением, с неприменением к нашим экспортерам нерыночных методов регулирования и ограничения их деятельности на рынках третьих стран. Теперь мы можем обратиться в соответствующие инстанции ВТО и ставить вопросы о том, что к нам относятся недобросовестным образом, применяют какие-то методы конкурентной борьбы. Значит, есть ли угрозы? Да, тоже есть. Где они, в каких отраслях? Их не так много, но они есть. Это автомобилестроение, где у нас достаточно быстро снижается уровень таможенной защиты, и в том числе в сфере производства легковых автомобилей. Но это ведь дает нам и определенные преимущества вступления в ВТО, в том числе в этом секторе. Вот я конкретный пример приведу. Я совсем недавно встречался с господином Гоном, который возглавляет концерн Renault-Nissan. Вот я его спрашиваю, меня больше всего интересовало в связи с планами акционеров
по перераспределению пакета, меня больше всего интересовал вопрос, связанный с социальными вопросами. Я ему говорю, слушайте, а там и так много уже сократили персонала. И с помощью федеральных властей, региональных, с помощью передачи на региональный уровень части социальных объектов, которые мы профинансировали из федерального бюджета, мы разгрузили предприятие. Мы дали огромные кредитные и другие ресурсы для того, чтобы удержать его на плаву. И сделали это. А что будет дальше с трудовым коллективом? Его ответ. Мы не собираемся ничего сокращать. Наоборот, мы будем увеличивать количество производимой автомобильной техники. Мы создадим новые платформы, на которых будет создаваться новая техника на Renault и Nissan. Мы сохраним бренд, мы увеличим производство. Это в том числе связано со вступлением на нашем ВТО. И это позитивная вещь. Вот понимаете, с одной стороны уменьшение тарифной защиты, а с другой стороны вот такая реакция потенциальных инвесторов. Здесь есть и плюсы, и минусы. Какие еще отрасли, на которые мы должны обратить особое внимание? Ну, производство обуви, допустим, там резко падает уровень таможенной защиты. Сельхозмашиностроение. Но в рамках ВТО существует много инструментов, которые эффективно используются давними членами ВТО для защиты собственных интересов. И мы тоже должны научиться это делать. Это возможно. В области сельского хозяйства, вот смотрите, мы выговорили для себя очень благоприятные условия. Например, мы выговорили для себя возможность сохранения квот в течение ближайших 3 лет по мясу свинины. Но вот мясо свинины это требует особого внимания, потому что через пару-тройку лет эти квоты исчезают. Но бессрочно договорились о применении квот со стороны России в отношении говядины и мяса птицы. Бессрочно. И, наконец, уровень поддержки сельского хозяйства. Мы выговорили для себя очень большой объем – 9 миллиардов долларов. Но мы сегодня только можем обеспечить такую поддержку в 4,4 миллиарда из бюджета, просто в связи с ограничениями бюджетных возможностей. А 4,4 мы договорились, что у нас будет не менее 4,4 через 3 года, в 2015 году, или даже в 2018. Ну а чего нам бояться? Мы все равно больше не сможем обеспечить. Поэтому плюсов, я считаю, все-таки больше, чем минусов. Но мы должны обратить, безусловно, внимание, и правительство занимается этим, на те проблемные отрасли, которые являются критическими. Знаете, там есть ВСТО надпись. Будьте любезны. Да, дальше, выше. Покажите. Угу, спасибо. Здравствуйте. Евгения Вдовиченко, информационное агентство «Губерния», Хабаровск. Владимир Владимирович, скоро у нас будет сдан объект ВСТО-2, нефтепровод, который ориентирован на США и АТР, во многом. И хотела бы спросить в связи с этим, какие-то меры будут приниматься, чтобы развивать нефтепереработку внутри страны? Может быть, чтобы немного сократить экспорт? Да. Но мы уже приняли такие решения. В прошлом году обратили внимание некоторых компаний, в том числе ТНК BP, на необходимость больших инвестиций в модернизацию своего производства. Надеюсь, что новые акционеры будут это делать более энергичными методами, хотя и прежние уже, в принципе, подошли к решению этой проблемы. Что касается ВСТО, то это работа по плану, как вы знаете. Первая часть работы была выполнена несколько лет назад, когда мы проложили нефтепроводную систему до пункта Сковородино и оттуда сделали ответвление на Китай и одновременно обустроили железнодорожную ветку до Тихого океана. Но сразу же сказали о том, что, имея в виду, что трубопроводный транспорт дешевле, мы будем продолжать стройку этой трубопроводной системы прямо до берега Тихого океана, с тем, чтобы выйти на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. И эта работа завершена. Я хочу поздравить строителей, инженеров, всех тех, кто имел отношение к этой огромной стройке. Вы только вдумайтесь, это огромная стройка. Мы как-то так, между прочим, это все проскакиваем. Это сопоставимо со строительством БАМа.
в свое время. Понимаете? Это, вы знаете, ведь стройка шла в условиях абсолютно необустроенной инфраструктуры. Там же ничего нет, ни дорог, ни электроснабжения, и все это сделано. Кроме того, как вы помните, в первой части работы мы даже приняли решение, исходя из экологических соображений, на 400 километров отодвинули эту систему от берега озера Байкал. Все это оправдано, все это дает нам возможности эффективнее работать на самом быстро развивающемся мировом рынке, на рынке АТР. Давайте вот авиа, где авиа? Давайте, пожалуйста. Только микрофона дождитесь, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Виталий Агеев. Я вам неоднократно задавал вопросы на форумах. И вам большая благодарность и от меня лично, и от всего профсоюза летного состава России за поддержку, которую вы оказали в деле переучивания бортинженеров, бортрадистов, бортмехаников. Спасибо. Решили быстро, оперативно. Но, как вы понимаете, эта проблема не закрыла. И сегодня все равно у нас есть нехватка пилотов в стране. Вы уже высказывались по этому поводу на совещании в Новосибирске, в других заседаниях, на МАКСе в том числе. Однако некоторые чиновники, депутаты парламента так и пытаются пролоббировать отмену 56-й статьи Воздушного кодекса с тем, чтобы на наш рынок в кабины воздушных судов запустить иностранных рабочих, чего нет ни в одной стране мира. Вот у нас обеспокоенность, и мы хотели бы узнать, может быть, тут какая-то коррекция произошла. И еще, вы знаете, мы, летчики, народ суеверный, поскольку я тоже в прошлом. Вот, и не стали вас приглашать на 13-й наш съезд. Приглашаем вас на 14-й съезд. Пожалуйста, посетите. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за приглашение. Летчики – это особая профессия, и даже судьба, я бы сказал. Это все-таки, как бы мы не привыкали к авиации, как бы мы не привыкли к авиации, все-таки это особая профессия, требующая мужества и квалификации высокой, знаний. Но это в то же время и отрасль экономики, причем отрасль такая существенная, связанная с перевозками и грузов, и пассажиров. Для нашей страны это особо важная отрасль, имея в виду огромные расстояния и то, что до некоторых регионов Российской Федерации можно только самолетом долететь, как раньше в песне пели. Поэтому мы, конечно, должны и будем уделять внимание развитию региональной авиации. Вы знаете, что мы создали, я уж воспользуюсь вашим вопросом, создали несколько казенных предприятий, где акционерное общество явно не справились бы и не справляются с задачами перевозок. А казенные отличаются рядом преимуществ, что они работают немножко как бы вне рынка и не должны закладывать в свой тариф на перевозку пассажиров соответствующие расходы, которые должно брать на себя государство. Мы создали несколько таких казенных предприятий в Якутии, на Чукотке и где-то там на севере, на Дальнем Востоке еще, в 3 регионах. Будем поддерживать развитие малой авиации. И, разумеется, должны следить за рынком труда. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что перевозчики говорят мне о том, что недопущение иностранных пилотов и специалистов на наш рынок крайне ограничивает их в средствах понижения стоимости тарифа. Может быть, они не правы. Я вижу вашу реакцию. Значит, допустим, по созданию вот этих линий low-cost, то есть дешевых линий, дешевых по перевозкам линий, и связано с тем, что они не могут привлечь иностранных пилотов, платить им соответствующие деньги, и подчас даже ниже, чем якобы они платят нашим специалистам. Конечно, мне хочется очень, и я знаю, что это одна из проблем, я постоянно сам об этом думаю, это чушь какая-то, когда долететь из Москвы до Владивостока или до Хабаровска дороже, чем, скажем, до Нью-Йорка долететь. Чушь просто невероятная. Вот буквально несколько дней назад давал поручение министру транспорта, экономики и финансов, чтобы они представили мне предложение по изменению ситуации.
Ну вот как одна из причин, это вот недопуск иностранных пилотов. Так подается, так подается. В этом во всем надо разбираться. Но решать эти вопросы, я хочу вас заверить, там, во-первых, нет никакого изменения в подходах, а во-вторых, решать эти вопросы, если и решать, то нужно крайне аккуратно и исключительно при прямом участии соответствующего отраслевого профсоюза. Давайте Первый канал. Первый канал еще не давали мы слова. Спасибо. Меня зовут Павел Пчелкин, Первый канал. У меня вопрос про суды и про коррупцию. Про борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти. Ну, как известно, собственно, для этой борьбы эффективна не столько жестокость наказания, сколько его неотвратимость. Ну, вот в Китае, например, за это расстреливают и воруют все равно. В России, собственно, размах коррупции такой, что, в общем, можно сделать вывод, что и в России достаточно людей, которые не верят в неотвратимость наказания, в том числе среди чиновников высоких. И есть такое ощущение, что это связано с тем, что в России отсутствует полностью независимая судебная система. Согласитесь ли вы с этим? И как нам сделать суды независимыми? Вы знаете, ну, я, во-первых, не согласен с тезисом о том, что у нас отсутствует полностью независимость судебной системы. Она у нас как раз имеет место быть. И мы уж столько приняли решение, что на каком-то этапе многие эксперты начали задаваться вопросом о том, что не перегнули ли мы палку. А именно, значит, работники судебных органов вообще оказались как бы вне контроля со стороны государства и общества. Вот так начали. Не моя позиция, но вы не могли этого не слышать, правильно? Когда по ним нельзя проводить каких-то предварительных расследований, там, оперативную деятельность осуществлять и так далее. И что мы создали абсолютно неподконтрольную обществу систему. Ну, я с этим тоже не согласен. Многие вещи, да, практически основные вещи, связанные с наложением взыскания, отстранением от должности, перенесены на уровень самого судейского сообщества и соответствующих органов самоуправления этой системы. Ну, что еще можно и нужно сделать дополнительно? Если что-то нужно, все можно сделать. Нет никаких табу. Надо только, чтобы это были решения взвешенные. И мы готовы проводить такую широкую дискуссию с общественностью. Единственное, с чем я не согласен, это с огульным обвинением всей нашей судебной системы и каждых конкретных судей в подкупности, в непрофессионализме. Это ерунда и чушь полная. У нас у нас стабильная судебная система, она развивается, у нас хорошие традиции юридического образования и судебной деятельности, поэтому уж так себя пеплом посыпать и веригами бить, наверное, ни к чему. Хотя, разумеется, нужно всегда думать о том, что и как можно сделать лучше. Давайте вместе подумаем. Ну и что касается борьбы с коррупцией, разумеется, я уже об этом говорил, это одна из проблем наших, но она такая традиционная. Я уже приводил этот диалог между Петром Первым и прокурором генеральным, как сейчас, а тогда он генерал-прокурор или кто он там был. Когда он привел императору примеры воровства, а Петр предложил даже за маленькие небольшие преступления ссылать в Сибирь и казнить. На что генерал-прокурор ему ответил: с кем останешься, государь? Мы же все воруем. Вот это, знаете, вроде как традиция, но в то же время я могу сказать, что в то же время, и я тоже об этом говорил, вопросы, связанные с коррупцией, они прежде всего напрямую стыкуются с развитием экономики и рынка. По сути говоря, вот посмотрите, все страны с развивающимися рынками так или иначе поражены этим недугом социальным. Но это о чем говорит? Говорится не о том, что мы должны
плюнуть на это и сказать, ну, это потому что это традиции, и бог с ним, так было и так будет всегда. Нет, бороться с этим надо последовательно и настойчиво. И нужно и санкции повышать, и добиться того, о чем вы сказали. Добиться того, чтобы наказание за любое правонарушение в этой сфере было неотвратимым. Но, с другой стороны, могу сказать, что работа-то идет. Это ведь, когда говорят, ну, у нас и не делается в этой сфере ничего, это не соответствует действительности. Только в прошлом году, если мне память не изменяет, к ответственности привлечено примерно 800 тысяч человек по коррупционным делам. Значительная часть из них – это люди, обладающие особым статусом. Это либо чиновники высокого, регионального, либо федерального уровня, либо депутаты, либо сотрудники правоохранительных органов. Знаете, будьте любезны, Кабардино-Балкария. Да, не 800 тысяч, 800 человек. Это с особым статусом, я оговорился. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Вот девушка там так активно. Пожалуйста. Да, пожалуйста. А может быть сначала, Владимир Ильич, уже обещали Кабардино-Балкарии, а потом мы вернемся, да? Спасибо. Здравствуйте, Владимир Владимирович. ГТРК Кабардино-Балкария, Нальчик, Людмила Казанчева. Конечно, хотелось бы говорить о другом, но, увы, после гибели нашего коллеги, ведущего программы «Вести Кабардино-Балкария», очень остро стал вопрос о защищенности журналистов. Скажите, пожалуйста, господин президент, что нужно делать для того, чтобы защитить тех, чье оружие слово? И можно ли, в принципе, защитить журналиста? Спасибо. Вы знаете, что есть профессии, выбирая которые люди так или иначе понимают, на что они идут, связанные с определенной мерой ответственности и опасностью. Ну, и, к сожалению, это касается не только нашей страны, но и многих других стран мира. И ваша профессия вот входит в это число. Ну, и у нас, к сожалению, совершаются преступления подобного рода. Чем объяснить вот это преступление? Ну, на мой взгляд, только одним – желанием запугать. Желанием запугать. Потому что, как вы сами знаете, ваш коллега не вел никаких антитеррористических и прочих репортажей подобного рода. Это просто желание заявить о себе и запугать. Но я уверен, что результат будет обратный ожидаемому. Потому что сомневаюсь, чтобы люди вашей крови, я имею в виду профессиональные, вот все сразу испугались и побежали со своих рабочих мест. Наоборот, скорее. Больше найдется таких, которые скажут, мы не уйдем. Но можно ли что-либо сделать для повышения защищенности? Но государство обязано это делать. В то же время мы с вами прекрасно понимаем, каждому журналисту невозможно представить охрану. Гибнут у нас и сотрудники правоохранительных органов, и прокуратуры, и Следственного комитета, и религиозные деятели. Но это борьба всех нас, всего общества с терроризмом и с экстремизмом. Здесь есть жертвы. Конечно, мы должны их минимизировать. Будем всячески к этому стремиться. Да, ну, пожалуйста. Ну, я даже не знаю, как вот между вами... Подождите. Ну, давайте. Вот, девушки уже дали микрофон, потом вам, ладно? Сейчас. Нет, давайте вот сначала вот уже дали микрофон. Ну, она уже, Будьте любезны. микрофон. Я обещаю, следующий вопрос будет от вас. Хорошо? Спасибо большое. Спасибо. Да, я сейчас Пескову все отдам, все равно. Давай, пожалуйста. Диана Хачатрян, «Новая газета». Вы как-то сказали, что 100 тысяч подписей – это уже законопроект. Нет. Вы говорили? Нет. Я сказал, Вы говорили, что для инициации... 100 тысяч подписей должно быть основанием для рассмотрения этого предложения в Государственной Думе. Так вот, «Новая газета» за 2 дня успела собрать 100 тысяч подписей против принятия закона Димы Яковлева. Да. Я очень надеюсь, что вы примете к сведению мнение этих конечно. людей. Да. И, собственно, значит, и это должно быть рассмотрено в Государственной Думе. Я так и говорил. Да. И, собственно, вопрос. Ваш коллега Медведев сказал, что ответственная власть должна признавать свои ошибки. Были за последние 12 лет ошибка, была ли ошибка, которую вы готовы признать? Вы знаете,
насчет подписи я вам ответил, да? Я считаю, что это должно быть рассмотрено в Государственной Думе. Что касается ошибок, то кто из нас без греха или кто из вас без греха, пусть первым бросит в меня камень. Известная библейская истина. Наверное, ошибки были, но говорить о том, что они были какими-то системными, сказать о том, что вот я сейчас, оглядываясь назад, хотел бы обязательно что-то исправить, я вот думаю и говорю абсолютно искренне, если бы такое было, я бы сейчас вот об этом сказал. Мы что-то не дорабатывали, что-то делали не вовремя, особенно в условиях кризиса. Некоторые решения, которые мы принимали, не работали так эффективно, как мы думали и как бы нам хотелось. Ну, например, госгарантии. Это на самом деле ведь важная вещь, борьба с кризисом. Мы стояли на грани скатывания в рецессию, причем долгосрочную, а это имело бы за собой, влекло бы за собой долгоиграющие экономические и социальные последствия. Значит, вот система госгарантии не сработала так, как мы считали нужным. Была ли это ошибка или нет? Ну, наверное, да, надо было по-другому выстраивать эту работу. Но у нас были другие инструменты, которые сработали эффективно. И в целом мы достойно прошли кризис и вышли из него раньше, чем другие. Посмотрите, в Европе рецессия, у нас подъем. Хоть и скромный, но все-таки гораздо лучше выглядит у нас ситуация, чем в той же благополучной некогда еврозоне или даже в Штатах. Поэтому я не вижу таких крупных системных ошибок, которые я бы хотел сегодня развернуть назад или как-то исправить. Пожалуйста. Владимир Владимирович, я из Владивостока, меня зовут Мария Соловьенко, газета «Народная Вечи». Я хочу вас порадовать. Хоть что-то доброе сказать, хотя я критикую очень жестко в своей газете. Вы это знаете, наверное, да? Знаю. Да, знаете, спасибо. Всем я критикую. Вот вы сейчас сказали, что вы дадите поручения, еще дешевле билеты. А вы разве не знаете, что сегодня из Владивостока до Москвы и обратно можно прилететь за 6 тысяч рублей? Ну да. Так куда уже ниже? Наш Аэрофлот вообще не надо. Спасибо вам большое за... это разминка. Да. Вот оно как. Конечно. Значит, спасибо вам за то, что вы вспомнили про субсидирование перевозок с Дальнего Востока в Москву, в Петербург, там, в Сочи. Да. И не только с Дальнего Востока, это у нас из Сибири, из некоторых точек есть, из Норильска. И мы будем продолжать это субсидирование. В этом году на цели субсидирования выделено, по-моему, 12 миллиардов рублей. Но это касается ведь не всех граждан, это касается только определенных возрастных групп, молодых и людей пенсионного возраста. Это первое. Второе, вот на такие дальние маршруты у нас еще есть инструменты влияния, но особенно сложно у нас с местными перевозками, где подчас люди для того, чтобы добраться из одного населенного пункта субъекта федерации в другой, должны летать через Москву. Вот что плохо. Вот я о чем говорю. Ну, сейчас, Владимир Владимирович, соберитесь и ответьте на очень серьезный вопрос. Попробуем. У нас на Дальнем Востоке и трубопроводы строятся, и замечательные, правда, мосты построили, и все остальное. Но для кого мы это строим? А тест понравился вам? Само проведение. Как вообще жители восприняли вот это крупнейшее международное мероприятие, которое мы провели в Владивостоке? Мы, кстати, вполне могли провести и в Петербурге, где инфраструктура готова, или в Москве. Владимир Владимирович, меня, как всегда, не пустили на этот тест. И 5 лет не пускали на ваши конференции. Но я не гордая, я сижу и пишу, поэтому и не пускают. Мы сюда пустили? Значит, прогресс есть? Прогресс есть, да, это так. Шутка. Значит, по АТЭСу. Действительно, мосты хорошие, дороги хоть и валятся хорошие. Жить стало лучше, да, вверху, а внизу плохо живется все равно. Там мэры, все. Мы не будем о коррупции сегодня. Я вообще не хотела о плохом. Придется. Вот границы наши, вы знаете, не очень они защищены. Для кого мы строим? И вот этот бывший министр обороны, это такая боль. И мне кажется, вы его назначали, и даже в последнее время по телевидению уже оправдывали. Вот я бы хотела спросить, что вы можете сказать по поводу вот этого руководителя, и как вернуть эти деньги, которые они уворовали? Славянка это и прочее. Что нам делать с обороной Российской Федерации? Чего они уворовали там? Уворовали, миллиарды. Вы не знаете? Нет. Нет, не знаю.
Сейчас скажу почему. Ответьте, пожалуйста. Сейчас, как вас зовут, да? Мария меня зовут. Мария? Мария. Маша, садись, пожалуйста. Сейчас Спасибо, я Вова. Маша, будьте любезны, микрофон, пожалуйста, отдайте. Не, давайте уважать коллег. Она уже не отдаст. По поводу того, что уворовали или не уворовали. Я уже пояснял свою позицию. Я никого не оправдывал. Я действительно назначал Сердюкова в свое время, и он в целом, что касается реформирования вооруженных сил, двигался в целом в правильном направлении. Вопрос во внешних формах проявления отношения к людям – это отдельный вопрос. И человек в погонах заслуживает к себе уважения. Часто, знаете, большие руководители уже, вообще любой человек заслуживает уважения со стороны начальника, а люди в погонах – это особая каста, и к ним нужно с особым уважением относиться. Вот. И вот что касается стиля руководства, там действительно были вопросы. Но я его уволил не за это, а уволил за то, что у органов следствия возникли обоснованные сомнения в том, что правильно выстраивалась работа, связанная с реализацией имущества, и по некоторым другим вопросам. Но я все-таки хочу, знаете, хочу, чтобы мы все-таки оставались на... Я вот говорил про законность, и это было применительно к нашей радикальной оппозиции, но и применительно к властям это то же самое. Тоже и властей касается. Да, есть сомнения в корректности поведения и принимаемых решений министра обороны. Поэтому он отстранен. Но уворовали или не уворовали, как вы сказали, может решить только суд. И вот в чем я могу могу вас заверить, в том, что и следствие, и судебное разбирательство будут предельно объективными. Нет желания никакого кого-то выгораживать. Никто не будет выгораживаться там, и никто не будет этим заниматься. Вот это 100%, это вы можете быть уверены на 100%. Но только суд может определить, виновен кто-то или не виновен, уворовали или не уворовали. И что с этим делать? В том числе, в некоторых случаях надо предъявлять и гражданские иски. Я думаю, что действующий министр обороны Шойгу Сергей Кужугедович, он в состоянии этим заняться, он человек опытный. Кстати, на мой взгляд, по моей информации, ведомство уже готовит некоторые иски в гражданско-правовом порядке. Все будем восстанавливать. И доведем это все до конца. Не только по Министерству обороны, но и по другим направлениям. Вот, скажем, вы вспомнили про Сердюкова. Но развивать систему ГЛОНАСС в свое время, это, знаете, это мое было решение. У нас ведь как принималось решение по развитию ГЛОНАСС? Я посмотрел в свое время планы развития ГЛОНАСС. Мы бы тогда предложенными планами правительства мы бы никогда эту систему не создали, потому что у нас спутники не 15 лет, как там западные, эксплуатировались, а сейчас мы к этому переходим уже, а там 5-6 лет, 7. И система финансирования по ГЛОНАСС была выстроена таким образом, что пока мы запускали бы следующие спутники, уже часть с орбиты должны были бы снимать. И тогда мы никогда бы не добились нужной нам группировки в 28-29 спутников. Тогда я принял решение изменить систему финансирования, увеличить ее с тем, чтобы решить проблему создания необходимой группировки спутниковой. И, соответственно, сделать следующий шаг по развитию наземной инфраструктуры, что для нас достаточно сложно, имея в виду отсутствие национальной компонентной базы в области электроэлектроники. Но у нас отдельная программа есть по развитию сейчас электроники. Мы привлекли и частный бизнес, и государственные ресурсы увеличили. Но знаете, мне как было неприятно услышать, что там тоже есть подозрение в воровстве. Подозрение в коррупции. Мы сосредоточили такие деньги туда, опережающим порядком направили, высокотехнологичную сферу. Я смотрел, когда как-то проект развивался. Мы, кстати, сделали это быстрее, чем наши европейские коллеги. Я уже тоже говорил об этом. Я предлагал им когда-то совместно эту работу осуществлять. Это одна из высокотехнологичных областей, где мы опередили наших конкурентов и партнеров. А у них еще там на орбите, по-моему, 10 спутников нет, а у нас уже целая группировка, работающая уже. Я с такой гордостью смотрел на этих людей, которые это все делают, и думал про себя, вот как здорово, что у нас есть такие ребята, умные, эффективные, честные. Оказалось, что и там есть проблемы. И мы и это доведем до конца, так же, как и в других отраслях. Знаете, вот справа Ямал.
Газета «Красный север», Рыбьякова Наталья, Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом году на Ямале установили пост ТАЗовский, это погранпост, который ограничил доступ незаконных мигрантов на наши месторождения, которые можно назвать стратегическими объектами не только для Ямала, но и для всей России. Многие СМИ начали критиковать это решение ямальских властей. В настоящее время это очень обсуждается на Ямале, и многие люди считают, что надо ввести эти меры на территории всего Ямала. Вот хотелось бы, Владимир Владимирович, услышать ваше мнение по этому поводу. Спасибо. Это решение, которое находится в компетенции соответствующих федеральных и региональных властей. Связано это действительно с трудно контролируемыми миграционными потоками. Связано это с необходимостью борьбы с распространением наркотиков, к сожалению, потому что на Ямале, так же как в других ресурсных регионах страны, где люди получают достаточно высокие заработные платы по сравнению с остальной частью России, есть деньги, туда и идут наркодилеры со своим смертоносным товаром. И я знаю, что значительное количество граждан, проживающих на этих территориях, хотели этих ограничений. И соответствующие органы федеральные и региональные эти решения приняли. Что касается того, что это ведет к ограничению передвижения граждан Российской Федерации по всей территории, я считаю, что это возможно, если не нарушаются федеральные законы. Я там нарушения закона не увидел, поэтому отношусь к этому позитивно. Давайте мы вот перейдем, украинские коллеги наши. Маргарита Сытник, телеканал 1+1 Украина, спецкор в Москве. Владимир Владимирович, во вторник должен был состояться визит Виктора Януковича, но его отменили. По каким причинам? В чем вообще разногласия между Украиной и Россией? И вообще сейчас все переговоры между этими двумя странами держатся в тайне, никто ничего не комментирует. Хотя все знают, что речь идет о вступлении Украины в таможенный союз и о газовом вопросе. Договорились до чего-то в этом плане? Вообще проясните ситуацию, что происходит. Спасибо. Вы знаете, речь не идет о присоединении Украины к таможенному союзу. Потому что для того, чтобы речь зашла именно таким образом, мы должны получить официальную заявку Украины на вступление в таможенный союз. Такой заявки нет. Но мы понимаем озабоченность руководства Украины тем, что по мере развития таможенного союза часть функций национальных государств передается на наднациональный уровень, в том числе в известную комиссию таможенного союза. И Украине все труднее и труднее решать свои экономические вопросы, связанные с работой на нашем рынке, на рынке третьих стран. Ну, допустим, мы регулярно принимали решения, это не связано с газом, по квоте на трубную продукцию Украины. И давали определенные квоты. Так же, как по некоторым другим видам товаров, ну там кондитерские товары и прочее, и прочее. И что? А сейчас выясняется, что мы не можем этого сделать самостоятельно. И мы не даем нужных Украине квот. Не потому что не хотим, а потому что это отнесено к компетенции наднационального органа. И наши украинские коллеги думали, что мы шутим до какого-то момента времени. Мы поняли, что это не шутки никакие. А ведь с учетом глубины нашей кооперации, это имеет существенное значение для экономики Украины. Вы понимаете, это серьезнейший вопрос, связанный с функционированием целых отраслей украинской экономики и с поддержанием должного уровня рынка труда, то есть сохранением рабочих мест. И сейчас украинские партнеры, разумеется, ищут выходы из этой ситуации. Они ищут такие формы сотрудничества с таможенным союзом, который был бы приемлем для Украины, но
но вписывался бы в те правовые нормы, которые положены в основу функционирования этого интеграционного объединения. Это что касается тематики Таможенного союза. Что касается газовой тематики, то здесь у нас, как известно, есть долгосрочный контракт до 2019 года. Никто не подвергает сомнению его легитимность. Мы работаем в рамках этого контракта. Но не только. Если мы видим, что украинские партнеры сталкиваются с проблемами, с какими-то сложностями, «Газпром» идет навстречу своим украинским партнерам и предоставляет необходимые кредитные ресурсы, значит, оплачивает вперед транзитные платежи с тем, чтобы создать возможность для нормального функционирования НАК «Нефтегаз Украины». Там идет нормальная партнерская работа. Я очень рассчитываю на то, что она и дальше будет продолжаться. Но работа непростая. Она еще связана и с другой составляющей. Связана с тем, что «Газпром» активно развивает свою инфраструктуру. Выходят вне зависимости от транзитных возможностей наших соседей, выходят на рынки своих традиционных потребителей. Вы знаете, что мы завершили строительство Северного потока по дну Балтийского моря, и там мы уже транзитируем 55 миллиардов кубических метров газа. У нас уже функционирует так называемый голубой поток по дну Черного моря в Турцию. И сейчас мы обсуждаем с турецкими друзьями, вот сейчас только я был недавно в Турции, вы знаете, они ставили вопрос об увеличении возможности прокачки по этому маршруту, увеличение таких возможностей, то есть строительство дополнительных, может быть, сооружений по прокачке. Сейчас это 16 миллиардов кубических метров. Мы сейчас обсуждаем возможность прокачки большего объема. Мы начали строительство газопровода «Южный поток» по дну Черного моря. Это еще 63 миллиарда кубических метров газа. Я думаю, что наши украинские партнеры совершили очень большую стратегическую ошибку в свое время. Стратегическую ошибку просто. Фундаментальную. Мы предлагали вместе с европейцами взять в аренду газотранспортную систему Украины, не нарушая украинского законодательства, украинского закона, не забирая в собственность, оставляя эту ГТС в собственности украинского государства, взять в аренду и одновременно взять на себя обязательства по развитию и загрузке этой ГТС. Теперь все, что произошло в последние годы, в том числе и скандал, известный в 2009 году, побудил Россию ускорить наши инфраструктурные проекты. Мы, по сути, уже, да, сейчас мы вышли с нефтяной трубой к дну Тихого океана. То же самое мы будем сейчас развивать в восточной части страны в газовой сфере. Мы будем развивать ЛНЖ, то есть сжиженный газ будем развивать. И такой зависимости от традиционных транзитных государств уже не будет. Встает вопрос вообще о целесообразности существования самой газотранспортной системы Украины. Вы понимаете, это системный вопрос украинской экономики. Но мы готовы и сейчас вести диалог на этот счет. Он непростой, но он касается не только отношений между российским правительством и правительством Украины. Он касается прежде всего хозяйствующих субъектов. Я думаю, что если мы будем работать так, как до сих пор работали, а именно как самые близкие партнеры и настоящие друзья, то мы найдем компромиссные решения. Пожалуйста, давайте Омск. Омск был. Вот дайте, пожалуйста, микрофон. Инна Сальникова, «Коммерческие вести», Омска. Владимир Владимирович, не могли бы вы озвучить свое отношение к прямым губернаторским выборам? Уходя, Дмитрий Анатольевич подписал законопроект. Благодаря этому в некоторых регионах уже прямые выборы прошли. И, кстати, на них победили действующие губернаторы. Тоже это вызывает определенные вопросы. А сейчас в Госдуме вновь готовятся обсуждать вопрос об отмене прямых губернаторских выборов. Скажите, почему Москва так боится этих выборов и почему настолько не доверяет своему населению? Мы выбираем президента. Послушайте меня. Как вас зовут? Инна Сальникова. Инна, послушайте меня внимательно. И прошу вас больше к этому вопросу не возвращаться. Но только внимательно выслушайте то, что я скажу. Мы толдычим уже вокруг этого вопроса, пляшем много лет. Но выслушайте хоть один раз и услышьте меня.
Мы за, и я лично за прямые выборы губернаторов. Я считаю, что российское общество, конечно, давно к этому подошло. И более того, это на самом деле в интересах федерального центра. Потому что когда люди сами выбирают губернатора, то они несут ответственность за качество его работы. И это правильно. Но есть вопросы, которые недавно были поставлены представителями национальных республик. Вот это вот очень важная вещь. И не просто национальных республик, а где бок о бок сосуществуют и живут вместе десятилетиями, а то и столетиями представители разных, но титульных наций, которые считаются в этом субъекте основными. И там не одна такая нация или этнос. И если одна из них находится в меньшинстве, то у нее всегда возникает опасение, что она никогда не будет представлена на высшем уровне управления в республике. И начинаются межэтнические конфликты. Поэтому, понимаете, я уже много раз говорил, Россия сложное государство, сложно устроенное. Но вот в 1999 году в Карачаево-Черкесии выборы прошли. Карачаевцы чего сказали? Мы никогда не выберем своего президента, нас меньше, чем карачаевцев. И сразу началась пальба из автоматического оружия, и первые жертвы пошли. Но мы же должны это иметь в виду, или мы хотим разбалансировать вообще всю систему управления в стране и породить вот такие конфликты? Нет. Поэтому люди из этих национальных республик, понимая эту проблему, чувствуя на себе, на своих семьях, опасаясь за вот такое неблагоприятное развитие, они сами поставили вопросы. Дайте нам право, сказали они, выработать такую систему приведения к власти руководителей республик, которая бы никого не ущемляла. Но вот в Дагестане такая система существовала много лет, хотя и противоречила на тот момент основному закону страны. Когда представитель одной этнической группы был президентом или председателем Госсовета, второй обязательно возглавлял правительство, третий обязательно возглавлял парламент, а потом они менялись. Но надо с уважением относиться к этим традициям. И я считаю, что нужно предоставить такое право. Но мы не можем одним субъектам предоставить одно право, а другим другое. И в то же время мы в таких субъектах, где у нас многонациональный состав везде, но титульная нация одна, допустим, там в основном русское население. Не надо отбирать у людей это право. Надо все это пообсуждать. И, безусловно, за такими субъектами, как ваш, сохранить это право. Но дать возможность и людям в национальных республиках в соответствии с их традициями и с их культурой принимать такие решения, которые будут оптимальными и избавят нас от национальных и межэтнических религиозных конфликтов. Пожалуйста, Associated Press. Сюда на первый ряд микрофон, будьте любезны. Да, что касается того, что в результате выборов в регионах пришли представители действующей власти, это как раз говорит о том, что властные структуры-то не боятся выборов. Они нормально себя чувствуют в условиях прямых выборов руководителей регионов. Это как раз лучшее подтверждение того, что мы не собираемся кардинально здесь ничего менять. Зачем? Владимир Исаченков. Вопрос мой касается ситуации в Сирии. Ну, да. Как известно, западные страны, Лига арабских государств, Турция, все выступают за то, чтобы Башар Асад ушел со своего поста и говорят, что мир в Сирии невозможен без этого. Несогласие России с этой позицией не может ли, на ваш взгляд, привести к тому, что Россия окажется в изоляции, в конце концов, и к тому, что Россия утратит свое влияние не только в Сирии, но и в регионе Ближнего Востока в целом, дорогой мой, режим Башара Асада падет? Да ладно, слушайте, дорогой мой, а Россия не утратила своих позиций в Ливии после того, что там натворили интервенты? Чем бы они ни объясняли свою позицию, но государство-то разваливается. Межэтнические и межклановые, межплеменные конфликты продолжаются. Более того, дошло до трагедии убийства посла Соединенных Штатов. Это результат работы. Вот меня спрашивали об ошибках. А это ли не ошибка? И вы хотите, чтобы мы эти ошибки повторяли постоянно в других странах? Мы не озабочены судьбой режима Асада.
Мы понимаем, что там происходит, и что семья находится 40 лет у власти. И, безусловно, перемена востребована. Нас другое беспокоит. Что дальше будет? Мы просто не хотим, чтобы сегодняшняя оппозиция, став властью, начала борьбу с сегодняшней властью, которая перейдет в оппозицию. И чтобы это продолжалось вечно. И нас, конечно, интересует позиция Российской Федерации в этом регионе мира. Он близок к нам. Но нас больше всего интересует не наши интересы, которых там на самом деле не так уж и много. Их практически нет. У нас что, особые там какие-то экономические отношения? Нет. А что у нас господин Асад из Москвы не вылезал, что ли, в период своего президентства? Да он чаще бывал в Париже и других европейских столицах, чем у нас. Мы выступаем за то, чтобы был найден такой вариант решения проблемы, который избавил бы регион и эту страну от, первого, распада и непрекращающейся гражданской войны. В чем заключается наше предложение, наша позиция? Не в том, чтобы любой ценой там, Асада и его режим оставлять у власти, а в том, чтобы сначала люди договорились между собой о том, как они будут жить дальше, как будет обеспечена их безопасность и участие в управлении государством, а потом начали бы менять в соответствии с этими договоренностями существующий порядок вещей. А не наоборот. Сначала все разогнать и уничтожить, а потом пытаться договориться. Я думаю, что договоренности на основе военной победы здесь неуместны и эффективными быть не могут. Ну а что там будет, это зависит прежде всего от самого сирийского народа. Пожалуйста, Коми. Только убедительная просьба, давайте не будем кричать. Коми, пожалуйста. Владимир Владимирович, здравствуйте. Город Сыктывкар, Республика Коми, Дарья Шучалина. Я возглавляю газету «Красное знамя Севера». Наша основная аудитория – это ветераны. И вот у меня к вам в этой связи не вопрос, а предложение. И я думаю, если вы ответите «да», то порадуются ветераны всей страны. Речь идет о том, что сегодня пенсионеры – это, по сути, золотой фонд страны. Это те люди, которые отстояли свободу нашего государства в Великую Отечественную войну, которые поднимали эту страну, строили города. И сегодня, будучи на пенсии, те, кому позволяют здоровье, они не сидят дома сложа руки. Они участвуют в патриотическом воспитании молодежи, они помогают в общественной жизни городов и районов. И вот в этой связи предложение таково. Если 2013 год уже занят, то, быть может быть, 2014 год имело бы смысл в нашей стране объявить годом ветеранов для того, чтобы сконцентрировать усилия и власти, и общества, для того, чтобы создать все необходимые условия не только для здоровья нашего уважаемого старшего поколения, но и для того, чтобы они могли раскрыть вот свой еще не до конца реализованный потенциал и продолжать вносить вот тот вклад, который они сегодня вносят, собственно говоря, в развитие нашей страны. Спасибо. Ну, мне, наверное, нет необходимости сейчас говорить о том, как я отношусь к людям старшего поколения. Я полностью с вами согласен по поводу их вклада в развитие страны, в победу над нацизмом, в восстановление нашей страны после военных испытаний. Этот вклад является уникальным. Я знаю это, и уникальным не только по результату, который, безусловно, является положительным, но и по тому, как они относились к делу, к родине, как они не жалели себя. Я это знаю на примере своих собственных родителей. И предложение ваше правильное. Давайте мы подумаем. Только надо определиться с датой. Вот в 2015 году у нас будет юбилей, связанный с победой в Великой Отечественной войне. Может быть, 2015 год назвать годом ветеранов. Давайте вместе подумаем. Я помечу, попрошу моих коллег не забыть ваше предложение и с общественностью пообсуждать пошире. Спасибо вам большое за это предложение. Пожалуйста, телевидение глухих. Добрый день, Владимир Владимирович. Я вас уже в 3-й раз вижу, я очень рада. В 2006 году мы поднимали вопрос о признании жестового языка государственным. В 2007 году мы поднимали вопрос о том, чтобы улучшилось информационное положение. На сегодняшний день что сделано? Субтитров стало больше. У нас сейчас, насколько я вижу, здесь все присутствуют только слышащие, глухих никого нету. А у нас есть средства массовой информации для глухих. Я в отношении телевидения глухих.
1999 году, благодаря Алексею Спасскому и его идее создания телевидения КИК у нас появился. Мы его развивали. 11 лет мы работали, несмотря на финансовые трудности и сложности. Нам было трудно, потому что законодательная база у нас не разработана. Государство на себя не взяло это обязательство до 1999 года сделать. Поэтому мы сами, инвалиды по слуху, это начали делать. Когда я вас была в 2007 году, я была в положении, у нас родился ребенок, он глухой. Мы задумались на том, что у нас нет детских программ для глухих детишек. Мы начали создавать детские программы. На сегодняшний день ситуация у нас такая сложилась. У нас есть люди, которые нас не поддерживают в силу своих финансовых средств, и чтобы сохранить собственные хорошие теплые кресла. Мы очень хотим, чтобы наш телевидение КИК не закрывался, а мы закрыли уже такие программы, как детские православные исторические новостины, оставим только интернет-сайт. Поэтому мы очень просим вас, конечно, спасибо губернатору Нижегородской области, руководству ПФО, ЦПВОК, чтобы правительство Российской Федерации подумало о том, чтобы мы не закрывались, а чтобы мы сохранили, продолжали работать такие программы. Поэтому простое к вам человеческое, может быть, вы нас возьмете под свое крыло. Вот проблема, безусловно, очень важная. Она касается не только инвалидов по слуху, она касается и других людей с ограниченными возможностями. Здесь нам нужно внедрять подписанные нами международные конвенции, в том числе внедрять систему безбарьерной среды везде. Эта работа большая, требующая, конечно, финансов, но не таких уж, кстати говоря, и больших финансов, хотя требует постоянно. В некоторых регионах это делается на систематической основе, при возведении новых объектов, в том числе спортивной инфраструктуры. Это делается повсеместно, в частности в Сочи это делается. Что касается средств массовой информации, то, конечно, дело не в том, что кто-то боится потерять какие-то свои кресла. Это опять такой механистический подход, связанный с экономией бюджетных ресурсов. Но средства массовой информации для людей с ограниченными возможностями, в том числе для инвалидов по слуху, безусловно, заслуживают особой поддержки со стороны государства. Мы обязательно к этому вернемся и вас поддержим. Пожалуйста, Маяк. Про что? Ну, тем не менее, во всем мире пользуются этими понятиями, как средний заработок, там, средняя продолжительность жизни. Это, естественно, усредненный элемент. Такой, вот в центральной России это гораздо ниже, там, во многих регионах это 16, 17, там, 20 тысяч. Но средняя по стране, имею в виду высокие доходы, скажем, в сырьевых регионах, а там по 50, по 60 тысяч бывает. Но средняя вот такая, о которой я сказал. Ну, чего это всем хорошо известно, что же здесь пояснить. Маяк, пожалуйста. Вести ФМ и радио Маяк, Валерий Санфир. Владимир Ильич, в последние месяцы судебные органы военного управления, федеральные органы проявляют какую-то несвойственную активность в качестве перемещения, мобильность у них большая. Они все время куда-то движутся. Ну, по крайней мере, заявляют, что федеральные органы хотят переехать из Москвы в Новую Москву, судебные органы из Москвы в Петербург. Соответственно, из Петербурга военная медицина уезжает куда-то на окраины. Вот, во-первых, вопрос поэтому, кто следующий, а во-вторых, вот, как уточнение, вот с учетом того, что ситуация в экономике мировой действительно не такая простая, насколько финансово так гарантированно будет переезд федеральных органов власти, заявленный из Москвы в Новую Москву, и, во-вторых, вот, насколько тоже вероятность обратного возвращения штаба военно-морского флота из Петербурга в Москву? Спасибо. Что касается переезда назад штаба военно-морского флота, я даже не изучал этот вопрос, он решен, если министр обороны новый, генеральный штаб решит, что нужно вернуть штаб военно-морского флота в Москву, ну, я рассмотрю это как верховный главнокомандующий. Пока таких вопросов передо мной никто не ставил. Но, мне кажется, если вопросы все были решены при переезде штаба в Петербург, теперь опять тратить деньги на то, чтобы назад перемещаться, целесообразно или нет, это надо отдельно посмотреть. Теперь по поводу нового административного центра на новых территориях Москвы.
мы собирались по этому поводу, я собирал у себя совещание, и министерством, соответствующим ведомством дано поручение посчитать, сколько это будет стоить. Это не праздный вопрос, потому что если мы хотим получить определенные средства за реализацию имущества, которое находится в центре российской столицы, то мы должны понять, сколько мы можем получить этих кредитных ресурсов, сколько стоят эти объекты. Ведь этого пока никто не считал. Первое, ведь если вы знаете, да, как банки работают, имущество стоит X миллионов, то банки берут это имущество в залог, в качестве залоговой массы, но дают не полную стоимость, а только часть ее. Мы должны понять, сколько мы получим этих ресурсов для осуществления строительства. Первое. Второе. Мы должны понять, сколько будет стоить строительство новой инфраструктуры, дорог, энергетики, связи, в том числе и правительственной связи, которая стоит дорого. Третье. Нужно обеспечить, это обязательное требование, обеспечить все, что связано с безопасностью соответствующих должностных лиц в случае возникновения каких-то конфликтов. Это все государства так делают, и Россия так делает, и в этом случае должна будет сделать тоже. И это не что иное, как прямые траты федерального бюджета. Я имею в виду, когда безопасность, имею в виду различные укрытия, которых достаточно в центре Москвы и так далее. Но это обязательная вещь, связанная с обеспечением безопасности государства и обеспечением его управляемости, что самое важное, в условиях возникновения каких-то конфликтов, в том числе глобального характера. Мы не думаю, что это возникнет, но каждое уважающее себя государство делает это, и Россия, конечно, должна будет тоже делать. Ну и наконец, это вопросы, связанные с обеспечением деятельности органов власти любого уровня, либо московских, либо федеральных. Я имею в виду что? Гаражи, водители, медицина и так далее. Потому что все эти предприятия находятся в Москве. Но если мы туда переместим чиновников и руководителей различных органов, а весь обслуживающий персонал будет в центре Москвы, и туда-сюда будут ездить, то это, видимо, центр Москвы тоже не очень разгрузит. Вот все это нужно реально оценить и понять, сколько это стоит. Только после этого можно будет принять соответствующее окончательное решение. Над этим работает Министерство экономического развития, Росимущество, Министерство связи, специальные органы, в том числе и ФСО. В общем, я надеюсь, что в первом квартале следующего года у нас соберется необходимая информация для принятия окончательного решения. Что касается судов, то, я думаю, здесь сомнений никаких не возникает. В Петербурге функционирует это достаточно успешно Конституционный суд, и когда я с Валерием Дмитриевичем встречаюсь, спрашиваю, есть ли какие-то бытовые проблемы, он говорит, только один вопрос. Почему мы раньше не переехали? Потому что и движение по Петербургу легче, перемещение легче, условия работы лучше, на порядок, не только чем в Москве было, но и чем у их коллег в других странах. Но судебная система России достойна того, чтобы она работала в хороших условиях. И мне кажется, что ее даже географическое немножко перемещение в сторону от исполнительной и законодательной власти пойдет на пользу, в том числе и в деле борьбы с коррупцией. Давайте телеканал Russia Today. Здравствуйте, Елена Миленчич, Russia Today. Россия стала председателем Большой двадцатки в этом году. Уже объявлены приоритеты, но мнения стран Запада и стран БРИКС будут разниться насчет того, как достигать этих целей. Что Россия как член как двадцатки, так и БРИКС будет делать для достижения этих целей. И еще восьмерка в 2014 году будет в России. Понятно ли, где конкретно она будет проводиться? Что касается двадцатки, что будет Россия делать в случае, если возникнут разные мнения? Они, конечно, возникнут. И не только у стран БРИКС и
и у других государств, участников двадцатки, они могут возникнуть где угодно и между кем угодно. А разве мало возникает проблем в торгово-экономической сфере между Соединенными Штатами и их традиционными европейскими партнерами? Все может быть. Ситуация меняется в мировой экономике быстро, но мы хотели бы посвятить наше председательство двум основным направлениям. Это обеспечению экономического роста и сохранению и увеличению количества рабочих мест. Там есть много других подпунктов, но эту повестку мы, безусловно, будем согласовывать и прорабатывать со всеми участниками этого процесса. Россия принимающая сторона, но она одна из участников двадцатки, а не какой-то командир двадцатки, который будет навязывать свою повестку дня участникам этого объединения. Мы будем работать в тесном контакте со всеми нашими партнерами. И вторая часть вопроса у вас была? Вторая часть вопроса про восьмерку. Про восьмерку. 14. Вы знаете, мы рассматривали возможность проведения восьмерки на площадке Сколково, но такой самый приблизительный анализ показывает, что нам придется выгородить для обеспечения безопасности глав делегаций и их сотрудников такой район Москвы, в котором проживает примерно 400 тысяч человек. И нужно всех их будет снабжать пропусками в свои жилища. Мы же не можем людей не пускать в их дома. Связано это с определенными сложностями и про продвижение специального транспорта на эту территорию. Скажем, пожарных служб или медицинских служб, скорой помощи. Кроме того, Сколково планируется окончательно завершить основные объекты Сколково к 2016 году, а восьмерка в 2014 году. Так что проводить такое мероприятие на строительной площадке тоже вроде не очень корректно. Поэтому нами будет предложена, скорее всего, другая площадка. Будьте любезны, коллега из деревни написано. Задайте, пожалуйста, вопрос. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Анастасия Субаева, межрайонная газета «Большой Черемшан», Ульяновская область. У меня вопрос такой о наболевшем. Коммуналка. После вступления в силу постановления правительства номер 354 о предоставлении коммунальных услуг собственникам жилья в нашем регионе и других субъектах Российской Федерации жители стали получать платежки на 2-3 тысячи больше. Разъяснения местных властей по этому поводу носят поверхностный и отчасти отвлекающий характер. Секундочку, где это? Какой субъект федерации? Ульяновская область. Отчаявшись что-то объяснить народу, муниципальные чиновники решили написать письмо высшей инстанции о том, чтобы приостановили 354-е постановление. Однако управляющие компании как начисляли огромные суммы, так и продолжают это делать. Кто-то платит, боясь больших пений, а кто-то уже не в состоянии отдавать 50-60% своих зарплат или пенсий коммунальщикам. У меня такой вопрос. При том, что сами жилищно-коммунальные услуги оставляют желать много лучшего, не боитесь ли вы, что эти накопившиеся проблемы в жилищно-коммунальной сфере станут причиной для социального взрыва? Спасибо. Послушайте, но давайте только не будем друг друга пугать. Надо думать не о взрывах, а думать о здоровом, правильном регулировании этой сферы. И я понимаю тех людей, которые возмущены таким развитием событий. Мы обязательно вернемся, я обязательно посмотрю, что происходит в Ульяновской области по поводу роста тарифов. Причины роста известны, о них уже много было сказано. Это прежде всего непрозрачность принимаемых решений и монополизация рынка этих услуг, как правило, структурами, монополизированными с соответствующим уровнем руководства, либо в регионах, либо в муниципалитетах. Поэтому нужно вести к демонополизации, нужно уделять этому больше внимания. И очень важно,
Это открытость принимаемых решений. Это не должно быть закрытой какой-то сферой. Нельзя просто платежку прислать. Нужно объяснять людям, откуда складывается эта платежка. Что касается 30 или 60% дохода семьи, то я просто напоминаю, что есть соответствующие решения и приняты законы, согласно которым, если общий платеж на ЖКХ превышает, там, по-моему, 21%, а в некоторых регионах и того меньше, в Москве, по-моему, 15%, то люди имеют право на компенсацию. И, во-первых, люди об этом должны знать, а во-вторых, региональные и местные власти должны обеспечить эту компенсацию. Но и вообще нужно посмотреть по уровню этих тарифов. У нас уже была такая ситуация, когда где-то года 2 или 3 назад эти тарифы взлетели до небес. Нам пришлось задним числом все возвращать назад и заставить людям выплатить эти деньги, которые были получены неправильным путем. Но посмотрим, что происходит в Ульяновской области. 3 часа как бы в эфире, Владимир Владимирович. Ребят, агентство... надо заканчивать. Давайте, агентство РИА Новости. Агентство РИА Новости. РИА Новости, Лена Глушакова. Вы уже вспоминали достаточно эмоционально про 2008 год, как вам приходилось лично ездить на заводы, на фабрики, да, чтобы решать возникающие проблемы, как государство выделяло субсидии нашим предпринимателям, иногда им ручки одалживало и другие подобные механизмы помощи. Сейчас, через 4 года, не придется ли, если вдруг наступит вторая волна кризиса, снова в ручном режиме управлять нашей экономикой? Достаточно ли она диверсифицирована? И еще член вашей команды, Алексей Леонидович Кудрин, вчера сказал, что антизападная риторика, которая в последнее время возобладала в нашей стране, может негативно сказаться на экономике Российской Федерации. Вот что касается российско-американских отношений, как вы считаете, не нужно ли будет потом делать перезагрузку перезагрузки? Спасибо. Ну, то есть у вас, по сути, 2 вопроса. Хватит ли у нас ресурсов для того, чтобы решить проблемы, если они возникнут, так? Да. И второе, как развитие ситуации в международных делах отражается на наших экономических проблемах, так я понял? Ну, скорее, это просто был, наверное, переход просто к российско-американским отношениям, да, поскольку кризис, да, опять же, для нас немаловажно иностранные инвестиции, а сейчас это с риторикой, да, у инвесторов возникают опасения. Соответственно, как вы оцениваете российско-американские отношения, не потребуется им перезагрузка? Понятно. Ну, давайте начнем с российско-американских отношений. И с того, что Алексей Леонидович сказал. Алексей Леонидович, я уже сказал, что я с ним встречаюсь, и я прислушиваюсь к его мнению, но сегодня он не работает в исполнительных органах власти. Он, скорее всего, даже относится себя к такой конструктивной либеральной оппозиции. А у нашей оппозиции, позволю себе перефразировать героя известного фильма, нет конкретной работы. И они люди умные, да, но ответственности не несут за принимаемые решения. Что касается риторики, антиамериканской, любой другой, антизападной, и любую другую страну могу назвать, нам вообще не нужна какая-то риторика. Она всегда вредна. Но мы, наверное, с вами, или я, плохой христианин, когда бьют по одной щеке, надо бы подставить другую. Я как-то к этому пока морально не готов. Если нас шлепнули, надо ответить. Иначе нас всегда будут шлепать. Вот адекватно, неадекватно – это другой вопрос. Причем они сделают это неспровоцированно. У самих там по уши в одной консистенции находятся. Я уже перечислил их проблемы. Так? А как лом торчат там в этих проблемах по самую макушку. А на нас там переваливают. Да? Значит, это неправильно. Это же не наш выбор. Не мы их кого-то провоцируем, а нас провоцируют. Но это адекватный ответ или нет? Повторяю, это другой вопрос, это надо посмотреть. И вот я вашей коллеге отвечал, на текст посмотреть надо, который депутаты предлагают. Но мы не заинтересованы в ухудшении каких-либо отношений с кем бы то ни было. Что касается перезагрузок, это не наш термин. Нам предложили американские партнеры. Я даже не очень понял, а что нам перезагружать? У нас ведь в принципе нормальные, хорошие отношения были. Они относительно испортились в связи с тем, что у нас была другая позиция по Ираку. Вот отсюда начались проблемы.
Но я хочу обратить ваше внимание на то, что мы даже не инициативно заняли эту позицию. Нас к этой позиции в значительной степени подтолкнула политика европейских партнеров Соединенных Штатов, Франции, Германии, которые тоже не поддержали их усилия на иракском направлении. Кто был прав? Вот говорят, пришел, увидел, победил. Ну, Саддама повесили. Ну, страна-то разваливается. Ведь Курдистан практически уже действует самостоятельно. Сколько там жертв уже произошло? Уже больше, наверное, чем за весь период правления Саддама Хусейна. Были это адекватные средства решения проблемы Хусейна или нет? Но мне трудно сказать. Но я думаю, что они очень спорными являются, такие средства решения проблем. Как минимум. Вторая проблема, которая возникла у нас тогда и продолжается, это система противоракетной обороны. Но мы уже много раз сказали, мы видим угрозу, когда наши партнеры создают такие системы. Это ведет к обнулению, может привести, если мы не будем отвечать, к обнулению нашего ракетно-ядерного потенциала, что существенным образом нарушит стратегический баланс в мире, который сохраняет все человечество от крупномасштабных военных конфликтов у нас после Второй мировой войны. Маленьких полно, но вот крупномасштабных, слава богу, нет. И Корейский кризис мы перешагнули именно в связи с тем, что возник такой баланс. Никто не хочет взаимного уничтожения. Я когда-то разговаривал с человеком, у которого у меня очень добрые личные отношения сложились. Я к нему очень хорошо отношусь до сих пор. Это бывший президент Буш. Он сказал, ну чего вы беспокоитесь? Мы не против вас это делаем. Я говорю, ну тогда мы будем делать то-то, то-то. Мы не будем создавать ПРО, это дорого и неизвестно еще будет ли эффективно. Но мы, чтобы сохранить баланс, тогда будем вынуждены развивать ракетные ударные комплексы. Он говорит, да делайте, чего хотите. Мы не считаем вас врагами. Нас это не касается. Но и вы не считаете нас врагами, и вас тоже не касается. Ну хорошо, мы так и делаем. Но возникла тогда проблема, и она продолжается до сих пор. Ведь когда мы говорим, ну ладно, хорошо, не против нас, я сейчас не буду в детали, их много, они очень интересны, я вам как-нибудь расскажу об этом. Но когда мы говорим, слушайте, но вы не хотите там технологически сделать так, чтобы нам не угрожало, они предлагали, и мы согласились, а потом они отказались от технологического решения вопроса. Ну хорошо, не хотите, ну давайте хотя бы на бумажке напишем обязывающие какие-то вещи юридического характера, что это не против нас. Они даже против этого возражают, от этого отказываются. Но мы вынуждены будем принимать какие-то ответные меры. Это ухудшает наши отношения? Ну да. Но я все-таки хочу вернуться к тому тезису, который 42-й президент сформулировал. Мы не враги друг другу. И я тоже так считаю. Просто нужно набраться терпения и искать компромиссы. И не думаю, что это уж так отражается на инвестиционном климате, чему-то мешает развитию экономики. Но мы должны обеспечить национальные интересы в области безопасности для народа Российской Федерации. Знаете, наверное, предлагается последние два вопроса. Мы обязательно пригласим. Пожалуйста, сядьте. Спасибо большое. Мы обязательно вас пригласим. Сейчас. Спасибо, спасибо. Будьте любезны, мы... я дам вам слово. Давайте Питер. Садитесь, пожалуйста. Я дам вам слово, ладно? Я дам вам микрофончик, хорошо? Добрый вечер, уважаемый Владимир Владимирович. Я хочу вернуться к вопросу, который задала коллега из Кабардино-Балкарии по поводу защиты журналистов. К сожалению, это не только проблема одного региона, это проблема всех регионов России. По данным Фонда защиты гласности, в этом году 100 журналистов подверглись нападениям. Это в 2 раза больше, чем в 2010 году. И я считаю, это серьезная очень проблема. Буквально летом этого года, в июле, я сам подвергся нападению, получил 2 пули в голову из травматического пистолета, выходя из редакции. Было возбуждено уголовное дело, но все эти 5 месяцев оно расследуется очень формально. Я хочу ваше внимание обратить на то, что, может быть, эту проблему можно защита журналистов решить следующим образом. Усилить надзор за правоохранительными органами и усилить ответственность этих органов за бездействие при расследовании таких преступлений. Потому что очень часто такие преступления очень формально расследуются и непоследовательно. Спасибо большое.
Это какой регион, скажите, пожалуйста? Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Значит, прискорбно, что мы сталкиваемся с такими вещами. Это говорит о определенных системных проблемах нашего общества. И я в своем послании, по-моему, об этом достаточно много говорил, уделил этому значительное внимание. Я не скажу ничего нового, только вы не подумайте, что я там с больной на головой на здоровую что-то хочу переложить. Но журналистское сообщество – это часть нашего общества. Конечно, оно тоже вовлечено в жизнь общества, тоже в коммерцию часто вовлечено. Поэтому здесь, конечно, нужно всегда разбираться, что послужило причиной того или другого преступления. Боже упаси, я ни в коем случае, ваш случай, не имею в виду вашу проблему, но то, что нужно усилить контроль за расследованием таких преступлений, это абсолютно точно. И я вот это пометил и в очередной раз обещаю вам, что, ну вот, может быть, не сейчас, до Нового года уже не успеем, меня коллеги услышат, но в первых числах Нового года, в первых рабочих числах Нового года мы вернемся к этому вопросу на отдельном совещании. Я думаю, что в рамках совещания постоянных членов Совета Безопасности. Пожалуйста, вот сюда микрофон дайте. Секунду. Вот сюда вот, пожалуйста, микрофон. Да-да-да, да, пожалуйста. Но вы, наверное, вопрос, да, хотели задать? Да, я из Всеволожска, Ленинградской области. Газета «Голос читателя». Вам шлют наилучшие пожелания. Спасибо. Ваши две учительницы из 281 школы, которые единственные остались еще живущими и помнящими вас. Именно вот я с ними разговаривала, они говорят о вас, как будто бы вот еще вы до сих пор у них школьников. Спасибо. Это зауч Малышкина Вера Константиновна и учительница истории, которая непосредственно вас учила, это Тамара Зиновьевна Стельмахова. Спасибо им большое. Вот, они вам наилучшие пожелания. Я им очень благодарен за все, что да. они сделали. А можно еще серьезно? Пожалуйста. Но я немножко согласна вот, с журналистом из аргументов и фактов, что все-таки вам немножко преувеличивают статистику по тем же пенсиям, ну и еще по ряду вопросов. Я могу даже такие примеры привести в этом отношении. И когда я сюда ехала, вот я очень у многих людей спрашивала, а какой бы вы задали вопрос Владимиру Владимировичу? И большинство простого народа очень озабочены ростом преступности, особенно в малых городах, где это больше всего заметно. И когда я стала выяснять, то получается так, что до реформы милиции в полицию на одного участкового, самого близкого к народу, приходилась территория в 3000 населения, а сейчас по 15-18 тысяч. На наш маленький, ну не такой уж маленький, Всеволожск, 7 всего участковых. И, то есть, представляете, они какую работу сейчас выполняют, которые могли бы делать 5 участковых. И всего 4 оперативника. И вот им платят сейчас по 35-40 тысяч. Но они уже воют даже от тех нагрузок, которые на них приходятся, и не рады этим деньгам. И что-то новых на их место желающих нет. Вот как вы смотрите вот на это? Растет преступность? Да. Значит, прежде всего хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания моим учителям. Еще раз хочу сказать, что я очень вам благодарен. Да. Спасибо. И там вот учителя есть. Спасибо. То, что они говорят. Спасибо. Вот, это первое. Второе, по поводу статистики. Статистика корректная.
Просто, вот я уже коллега говорил об этом, это же усредненные цифры и по росту пенсии и так далее. Я говорил по средней пенсии по старости. Она действительно такая средняя, которую я назвал. Но она же зависит в каждом конкретном случае от многих факторов. И в действительности во многих местах она ниже, чем может быть. И люди слышат, как же так, я-то столько не получаю, но это среднее, повторяю. То же самое касается заработной платы. Это тоже по регионам. И повторяю еще раз, в ресурсно-добывающих регионах там 50, 60, 70, 80, может быть, тысяч даже. Да? В армии сейчас сильно повысили, а в центральных регионах это может быть и 16, 17, 18, ну, сейчас уже 20 с лишним тысяч. И когда люди слышат, да, средняя такая, а у нас меньше. Да, в регионе может быть и меньше. Но я говорю про среднюю. Да, это, конечно, цифра приблизительная, но она для чего она приводится? Она отражает тенденцию движения. Она у нас явно позитивная. Как бы там ни было, она все равно растет. Даже она небольшая, все равно она за последний год подросла. Вот я о чем говорю. Поэтому говорить о том, что эти цифры некорректные, это не совсем точно. Теперь по поводу реформы. Ну, что касается переименования, это дело вкуса. И, как вы понимаете, это я исполнял обязанности председателя правительства, конечно, в курсе был того, что происходит, но дело же даже не в переименовании. Может быть, можно было этого и не делать совсем, но дело в том, что к тому времени реально назрела необходимость структурных, системных изменений в системе МВД. В том числе и необходимо было повышать уровень заработной платы. И ведь сколько тогда говорили? Хотите, чтобы в милицию пришли приличные люди, но платите им больше. Ну вот стали платить больше. Но нет. Насчет того, что не приходит, это тоже так. Знаете, вот во Всеволожске, может быть, и есть проблемы. Так же, как и во многих других местах. То, что сотрудники милиции после повышения заработной платы им воют, ну, наверное, кому-то тяжелее стало, нагрузка увеличилась. Но я могу привести цифры, тоже усредненные, но они корректные. 75% опрошенных гордятся своей работой и хотят продолжать службу в системе МВД. Понимаете? Но есть и 25, у которых отличное мнение. Это тоже немало. И, может быть, как раз те люди, о которых вы говорили, попадают в эти 25%. Но мы-то говорим в обобщенном виде и о тенденциях, как я сказал. Что касается преступности, она у нас высокая, это факт. И нам нужно работать по понижению преступности по всем направлениям. Это касается и воспитания, это касается освещения в средствах массовой информации, это касается дальнейшего повышения социального статуса сотрудников правоохранительных органов, это касается совершенствования законодательства. И нужно, в конце концов, самое главное, добиваться того, о чем коллега здесь ваш говорил, чтобы добиться того, чтобы не бесконечно повышать ответственность за совершенные правонарушения, а сделать ответственность неотвратимой. Можно последний вопрос, наверное, да, Владимир Владимирович? Сейчас, давай. Да. Сейчас. Давайте вот независимая газета. Сейчас. Угу. Будьте любезны, микрофон независимой газете. Александра Самарина, независимая газета. Добрый день. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, вот мой вопрос о политической конкуренции. В 2000-е годы, в годы так называемой суверенной демократии, политические проблемы решались у нас методом политтехнологий, проблемы политического развития. Но мы знаем об этих проблемах. Это и людей не допускали на выборы, признавали недействительными подписи. И это только часть проблем, с которыми сталкивался человек, который шел на выборы и не доходил до политического Олимпа. Анализируя ваше послание и сегодняшнее выступление, газета приходит к выводу о том, что на смену политической технологии приходит политика, что именно вы и политическая элита действующая уже в большей степени интересуется политикой. И
о чем говорит и то, что вы в послании призываете элиты впрягаться и пахать. То, что вы упомянули в вашем послании на то, что могут быть введены избирательные блоки на следующих выборах. Ну, в общем, согласны ли вы тем, что на смену политтехнологиям приходит политика в действиях нашей политической элиты, и это, в общем-то, даст возможность развивать политическую конкуренцию, допускать к участию в политике оппозиционных деятелей? Я не думаю, что мы полностью избавимся от политтехнологии. Вы знаете, ведь политтехнологии, они привнесены в нашу политическую жизнь, они не родились у нас на нашей почве, они привнесены более опытными и, можно сказать, ушлыми предпринимателями, которые в этой сфере давно работают в странах развитой демократии и зарабатывают неплохие деньги в ходе этих политических процессов. Ну вот, вы знаете, сколько, например, досрочно проголосовало в США на выборах президента Соединенных Штатов? Огромное количество людей. Досрочное голосование. Нас бы скушали уже за такую цифру, понимаете? А это что, не политтехнологии? Конечно, это политтехнологии. Я уже не говорю про специализирующиеся на предвыборных кампаниях организации, компании и фирмы. Это бизнес на политике. И, конечно, этот бизнес будет развиваться. Нам нужно просто минимизировать негативные стороны этого процесса, но от этого нам никуда не уйти. Как Черчилль говорил, не знаю худшей системы управления, чем демократия, но лучшей тоже нет. Поэтому это вот такие негативные стороны этого процесса, может быть, неизбежные. Что же касается конкуренции, то, конечно, она будет расти, и я с вами не могу не согласиться. Я согласен с вами в том, что нам больше нужно внимания уделять не политтехнологиям, а именно политической борьбе, легальной политической борьбе, которая должна представлять себя борьбу мнений по решению проблем, перед которыми стоит страна. Не просто там вали такой-то отсюда, уходи такой-то, давайте мы, значит, все зачистим до основания, а затем мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. Мы это уже, проходили, и в рядах так называемой непримиримой оппозиции в основном люди, которые были уже во власти, что они построили, мы знаем. Как они работали в регионах Российской Федерации, известно. Там подразваливали все, да и в федеральных органах власти работали, мягко говоря, не очень эффективно. Поэтому, но у них должна быть своя повестка дня, свои предложения по решению проблем, перед которыми стоит страна. И в этом смысле я очень рассчитываю на то, что после принятия решений скажем, по свободе регистрации политических партий, вот эта борьба примет действительно настоящий конкурентный характер и создастся конкурентная политическая среда в России. Но нужно, чтобы люди имели возможность заявить свою позицию. Я уже в послании об этом говорил. Непростая задача для власти. Ну, сейчас 48 партий уже, по-моему, зарегистрированы, 200 уже создаются, создана инициативная группа по созданию уже 200 партий. Ну, это сложная задача, всем предоставить равное право. Но надо к этому стремиться. И я искренне говорю об этом. Почему? Потому что когда мы это обеспечим, будет хорошо видна дурь каждого из нас. Так, я и себя тоже имею в виду. Владимир Владимирович, 3 часа 25 минут в эфире. Да, Дим, насчет, давайте 6 соток. Сейчас. 6 соток. Да. Большое спасибо, Владимир Владимирович. Андрей Туманов, теперь уже внештатный корреспондент газеты «Ваш 6 соток». Почему внештатный? У вас уже... Теперь я работаю в Государственной Думе заместителем. Да. Карьерюга такой. Владимир Владимирович, вот уже много раз я вам задавал вопросы, по-моему, 6 раз, ну, плюс еще Дмитрию Анатольевичу. И вопросы примерно всегда одинаковые, с теми или иными нюансами. И у меня уже коллеги начинают там упрекать, то ли тебя переклинило немножечко.
Ну, а я говорю, ну, может быть, все-таки это у нас немножечко вот государственная система недостаточно эффективно работает, вот та самая вертикаль, когда достаточно простые вопросы. Вопросы, допустим, о садоводах, о мелких землевладельцах, вопросы о земле, о меже, о границе, которые касаются миллионов людей, в основном пенсионеров, не решаются годами. Так вот как вы сами оцениваете, как работает? Согласен. Значит, я знаю ваши все вопросы наперед, мы с вами давно знакомы. И, кстати сказать, я не думаю, что вы должны здесь оправдываться, что вы специализируетесь на какой-то конкретной теме. Вообще, на самом деле, это крайне важная вещь. Специализация представителей прессы, журналисты. Я вот в послании говорил о корпусе судебных журналистов, которые еще в XIX веке у нас возникли. Это были люди высоко, хорошо образованные, знающие законодательство Российской Федерации, обладающие очень хорошим языком, доходчивым, грамотно умевшие излагать свою позицию и, безусловно, игравшими очень важную роль в развития судебной системы Российской Федерации. Поэтому, если вы специализируетесь на этой теме, ничего здесь зазорного нет. А вопрос, который вы формулируете и которым вы озабочены, он крайне важным является для страны. Ведь справедливое распределение земельных ресурсов, я сейчас в широком смысле этого слова говорю, является ключевым вопросом экономики и социальной справедливости. У нас эти вопросы крайне забюрокрачены, и эта забюрокраченность не позволяет нам вернуть в хозяйственный оборот значительную часть наших плодородных земель. А у нас, между прочим, пашня Российской Федерации 55% от мировой пашни. И здесь, конечно, очень важно справедливым образом решать вопросы и мелких собственников, и тех, у кого вот 6 соток и 15 соток. Нам очень важно, я выйду даже, просто воспользуюсь вашим вопросом, выйду за его рамки, очень важно справедливым, правильным образом решить вопрос развития жилищного строительства применительно к тем территориям, которые расположены близко к крупным городам и имеют хорошую, достаточно развитую инфраструктуру, потому что это самый большой ресурс решения жилищной проблемы в стране. Но нужно делать это таким образом, чтобы не ущемлять тех, кто может и хочет работать на земле, производить сельхозпродукцию. У нас выработана целая система мер, и прежде всего она связана с кадастровым учетом. За землю люди платят уже в соответствии с кадастровой оценкой, за недвижимость пока исходя из старой системы оценки, там, бюрократической. Поэтому нам нужно все это привести в соответствие со здравым смыслом и наладить кадастровый учет недвижимости. И все это вместе нужно будет свести в реализуемые административные процедуры. Вот, пожалуйста, там еще польская низгенела. Пожалуйста. Вы уже задавали вопрос. Она работает все еще по модной сейчас профессии консьержка. Вот, и все время вас вспоминать. Так вот, я хочу сказать, как вы реагируете, ну вот, я не знаю, закон это или как, почему допустимо вот людям работать до такого возраста, что ли? Ну, вы хотите ограничить их? Если человек хочет работать, у нас есть много предложений, связанных с тем, чтобы изменить систему пенсионного обеспечения таким образом, чтобы человек, который работает, не получал бы пенсию. Но пока, но реализация ваших идей может привести к такой форме решения проблем. Поэтому нужно здесь делать очень аккуратно, действовать очень аккуратно, если человек в состоянии работать и хочет это делать. Пожалуйста, прошу. Andrzej Zaucha, телекомпания TVN из Польши. Вопрос, который, по мнению многих поляков и польских властей, осложняет очень сильно в этот момент
отношения Польши и России, это расследование смоленской катастрофы, причин катастрофы, а точнее момент обломки самолета. Они все время лежат на аэродроме в Смоленске. Поляки считают, что по эмоциональным соображениям это очень важно для нас, понятно, там сгинула элита Польши. Мы бы хотели, чтобы эти обломки как можно скорее вернулись в Польшу. Следственный комитет отвечает, что это доказательство, которое должно сохраниться в России до конца расследования. Поляки говорят, мы готовы сохранять, сторожить эти обломки, но в Польше и в любой момент открыть доступ для российских следователей до них. И существует такая возможность, может быть, вы повлияете на Следственный комитет, чтобы они все-таки решили этот вопрос, как бы быстро передать эти обломки. И второй маленький вопрос. Через месяц в лагере Аушвиц открывается национальная выставка России. Тоже вопрос, который решался очень долго, долгие дискуссии по этому поводу. Вы были в 2005 году в Аушвиц, вы знаете эту проблему. Открывается выставка, обычно открывают ее главы государств. Вы приедете в Польшу? Я не знаю, есть ли у меня приглашение. Вы знаете, это, между нами президентами так не заведено. Решил и приехал. Надо приглашение получить. Вот. Но надо посмотреть, как, ну, что там предлагается. И, в принципе, вы же сами сказали, я там был, и когда мероприятия подобного рода проводятся, это то, что нас объединяет. И со всем цивилизованным миром, и с поляками тоже. И я хочу поблагодарить Польшу за то, что поляки не забывают об этом, и такие мероприятия проводят и организуют. Тогда меня приглашал президент Квасневский, и он провел это мероприятие на очень высоком уровне. Было очень много ветеранов. Это очень добрые и полезные мероприятия. А что касается останков самолета, обломков, то все-таки это должны решать следователи. Я же деталей не знаю. Мы не вмешиваемся в расследование. Как мне представлялось, между польскими следователями и российскими был налажен очень конструктивный деловой контакт. Они работают вместе и работали до сих пор вместе достаточно солидарно и эффективно. Я не думаю, что мы должны здесь держаться за эти обломки, хотя вечно, хотя позиция Следственного комитета мне в деталях неизвестно, я переговорю с руководством Следственного комитета. Единственное, чего, мне кажется, нельзя делать, это политизировать эту проблему. Это трагедия. Мы скорбим вместе с польским народом. Вы знаете, как мы к этому отнеслись. Причем искренне абсолютно. И, разумеется, мы заинтересованы в объективности расследования. Но ну чего там, если плохие погодные условия, если приземлившийся за 2 часа до этого польский борт в лице командира предупреждал командира следующего борта номер 1, что лететь сюда нельзя, условий для посадки нет. Ну, они все равно полетели. Но трагедия, понимаете. Я бы даже не стал сейчас в этом ковыряться, копаться, но конечно, мы должны добиться абсолютно объективного ответа на все вопросы, которые есть и у нашей, и у польской общественности. Это дело Следственного комитета. Я с ними переговорю. Вот там, знаете, девушка с какими-то зверюшками. Давайте вот сейчас. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, что Дмитрий. Что у вас там за зверюшки? Что это кот, просто не знала, как еще привлечь ваше внимание. Вот, продемонстрирую. Так, вы не про зверюшек? Нет. А можно? Я про детишек. Ну, давайте. Александра Красногородская, Русская служба новостей. Уж извините, пожалуйста, я с тем вопросом, который набил оскомину, который сегодня неоднократно звучал. Если можно, краткий ответ. Вот у меня просто есть список в руках тех детей, по которым уже принято решение об усыновлении иностранными родителями. Это 9 человек, и там все больны синдромом Дауна и с ДЦП. Детишкам 5-6 лет. Вот вопрос, что будет с ними, если вы все-таки этот закон подпишете. И второй вопрос, очень важный. Речь идет о воспитательной роли государства в нашей стране.
В советское время, безусловно, такая роль у государства была. А сейчас мы знаем, что идет активное финансирование кинофильмов, государственных каналов. Но у меня вопрос, почему на этих каналах, которые частично финансируются государством или принадлежат компаниям с госучастием, работают журналисты, которые позволяют себе порой делать акцент в первую очередь на негативном состоянии нашей страны. Там всякие Сванидзе, Доренки, Познеры. Скажите, пожалуйста, добрались, наконец-то, подождите, они ругают русскую православную церковь, они поднимают вопросы, разжигающие межнациональные конфликты. Почему так происходит? Спасибо большое. Первый вопрос и второй. Да. Значит, по поводу первого вопроса я уже говорил, и мне добавить нечего. Я не видел текста закона. Он во втором чтении принят, да? Да. Значит, нужно посмотреть на него, и тогда можно будет сделать вывод о том, что вот с теми детьми, о которых вы сказали. А потом речь ведь идет о запрете на усыновление не всем иностранцам. Речь идет об американских усыновителях. Но мы с вами не знаем, какие иностранцы выбрали этих детей для усыновления. И на сам текст надо посмотреть. И договор у нас еще действует. И надо с этим разобраться, как соотносится у нас с юристами, поговорить, как будет соотноситься принятый закон и международное соглашение, которое было подписано. Поэтому это все предмет профессионального разбирательства. Сейчас я просто не готов вам ответить. Это первое. Второе, насчет позиции отдельных представителей прессы по тем или иным проблемам нашей жизни, нашего бытия. Я бы не стал так уж ругаться, потому что федеральные каналы, эти федеральные каналы и так достаточно уже ругают по поводу их позиции, но я так понимаю, руководство каналов, их позиция заключается в том, чтобы представить на суд общественности разные точки зрения. А дело уже самих журналистов, как эту точку зрения излагать. Ее можно излагать корректно, а можно излагать неприемлемыми способами. Но я очень рассчитываю на то, что эти люди нас услышат. И ваш вопрос говорит о том, что вы и люди, которые занимают вашу позицию, считают как минимум, что изложение их позиции происходит в неприемлемых формах. Интернету? Ну, давайте, интернету давайте. А где интернет? Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо большое, что вы спустя 3,5 часа обратили внимание на интернет. Обращаю ваше внимание на то, что я не вел пресс-конференцию, это делал мой пресс-секретарь. Но это ремарка просто, пожалуйста. Поэтому хотел задать... еще ничего не сказал, уже напал сразу. Не надо быть таким агрессивным. Хотелось бы вспомнить ваше послание, в котором вы сказали про милосердие и духовные скрепы. Не кажется ли вам, что пора с милосердия и духовный скреп обратить в сторону заключенных по болотному делу? Например, вы знаете, наверное, что есть такой человек Владимир Акименков, который сейчас сидит в СИЗО уже по несколько месяцев, он теряет зрение стремительно. В то время как госпожа Васильева, которая работала в Минобороны и причинила значительно больший урон государству, чем Акименков, находится дома в 13-комнатной квартире и требует уборщицу. Считаете, нормальная эта ситуация? Это первый вопрос. И если позволите, второй вопрос. Не кажется ли вам странным, что такое государство, сильное государство, как Россия, которое поднялось с колен, усилием СК господина Бастрыкина, Следственного комитета, главным его внешним врагом сейчас стал даже не маленькая Грузия, а мелкий незначительный политик Гевит Рамгамадзе, а главными внутренними врагами даже не Алексей Навальный, а мелкие оппозиционеры Развожаев и Константин Лебедев, которых судят за, соответственно, заговор против России. Спасибо. Пожалуйста. Я еще ничего не сказал, но все равно, пожалуйста. По поводу того, кто стал врагом Следственного комитета. У Следственного комитета нет врагов персонально. Следственный комитет обязан следить за исполнением российского законодательства, а в случае его нарушения производить расследование и предлагать суду принять окончательное решение.
Мы должны обратить на это внимание. Что касается вот того грузинского политического деятеля, то он совсем не враг Российской Федерации. Он человек, который пытался, и, может быть, до сих пор это делает, подстрекать граждан Российской Федерации к совершению противоправных действий, которые могли выражаться в совершении террористических актов и к незаконному захвату власти. И я думаю, что это очень убедительно было показано съемками, под которые они случайно, должен вам раскрыть государственную тайну, случайно попали в контролируемое помещение. Но это объективные данные. Против этого не попрешь. Он их инструктировал по поводу того, как совершить преступление в Российской Федерации. И это должно иметь правовую оценку. И не нужно его защищать. А обсуждение, как они говорят, там в шутку или не в шутку, совершения терактов, в том числе и взрывов на железной дороге, против этого Бастрыкин не должен проходить. Потому что такие случаи и такие трагедии в нашей стране, к сожалению, случались. Как же Бастрыкин может пройти мимо того, что обсуждается возможность взрыва поезда где-то в районе Иркутска? О чем вы говорите? Вы же гражданин России, вы сами могли оказаться в этом поезде. Или дети ваши, или знакомые, или другие пользователи интернета. Ну разве можно так? Это первое. Второе, по поводу того, кто сидит в тюрьме. Я не думаю, что за участие в массовых акциях, даже если они были проведены с нарушением закона, нужно сажать в тюрьму. Вот у меня лично, как у главы государства и у человека, который имеет базовое юридическое образование, такая позиция. Но, и я хочу обратить на это особое внимание, недопустимо абсолютно рукоприкладство в отношении представителей органов власти. Вы наверняка относитесь с уважением к правовой системе Соединенных Штатов. Попробуй там руку в карман, вытащи что-нибудь, сразу пулю в лоб получите. Без разговоров, и полицейского оправдают. Там очень жесткие правила в отношении представителей правопорядка. Почему кто-то считает, что у нас дозволено срывать там погоны, либо бить по лицу, либо душить представителя власти? Если мы с вами позволим это делать кому бы то ни было, вне зависимости от политических взглядов этих людей, мы развалим политическую систему, правоохранительную систему страны. Завтра они скажут, ну идите сами на улицу и боритесь, ну, допустим, с представителями крайних националистических движений. Вы одобряете их деятельность? Думаю, что, имея в виду ваш либеральный подход, вряд ли. Так они скажут, вот очки сними и иди туда, и дерись с ними сам. Вы понимаете, мы развалим полицейскую систему. Крайне аккуратно нужно с этим, к этому подходить. Но я детали говорю искренне. Вы назвали фамилии, я не знаю, по каким основаниям этих людей там задержали и на период расследования лишили свободы. Но я посмотрю, если это связано с тем, что я сказал, я вмешиваться не буду. Если связано просто с тем, что они принимали участие в этих акциях, думаю, что это неправильно. И вообще на будущее, конечно, правоохранительные органы должны будут иметь в виду это. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Владимир Владимирович, Екатерина Винокурова, Газета.ру. В продолжении вопроса моего коллеги Илья Азара и Дианы Хачатрян из «Новой газеты» хотелось бы обратить ваше внимание на следующее. Согласно ноябрьским опросам Левада-центра, рейтинг доверия жителей России к вам составляет около 34%. Количество недовольных курсом правительства и курсом нынешней власти уже 55 и 45% соответственно. Как вы считаете, почему падают рейтинги, почему растет в обществе недоверие к власти, ко всем ее институтам? И не связано ли это, например, с разницей в условиях содержания 18-летней обвиняемой по болотному делу Духаниной и бывшей чиновницы Васильевой, с тем, что, с одной стороны, у нас в реактивном порядке принимается ответ на закон Магнитского, хотя значительная часть общества хочет хотя бы дискуссии по этому поводу, выступает против этого, и, с другой стороны, совершенно не слышит тех людей, кто к власти не лоялен. Спасибо вам большое за ответ. Я постараюсь быть предельно объективным. Но не знаю, понравится ли вам эта объективность. Я думаю, что вопросы, связанные с рейтингами, они во-первых, очень всегда приблизительные. Сегодня рейтинг чуть выше, завтра чуть ниже.
не думаю, что это так напрямую коррелируется с теми проблемами, о которых вы сказали. Кстати говоря, вы же представляете все-таки либеральный спектр нашего общества. Вот вы сейчас сказали про Васильева, которая под домашним арестом находится. Совсем недавно я от представителей вашей среды слышал совсем другие речи. Разве можно за экономические преступления сажать в тюрьму? Вы будьте тогда последовательными, пожалуйста. Будьте последовательны. Это экономическое... Ее подозревают в совершении уголовного, но экономического преступления. Во-первых, процесс доказывания там довольно сложный. И вопрос не в том, что ее заперли или не заперли в места лишения свободы, в следственный изолятор. Вопрос в том, чтобы она никуда не скрылась от суда и следствия. И вопрос в том, чтобы была обеспечена объективность разбирательства. Ну, вот следствие и суд приняли такое решение. Ну, и чего? Это же не значит, что дело там кто-то сворачивает. Я уже отвечал на этот вопрос. Никто ничего сворачивать не будет. Будет все доведено до конца. И по этому делу, и по-другому. Что же касается внимания общества к проблемам, которые вы назвали фамилии. Я не знаком с этими фамилиями. Говорю вам честно и откровенно. Свою позицию по этому вопросу я уже определил, отвечая на вопрос вашего коллеги. Все хорошо в меру. Если это связано с правонарушением в ходе каких-то массовых мероприятий в отношении конкретных, в отношении представителей власти, прежде всего правопорядка, то это одно дело. А если это просто что-то другое, там мне не очень понятное, то это второе. Если это связано с подготовкой, с возможной подготовкой или хотя бы обсуждением возможного совершения противоправных действий, связанных с незаконным захватом власти в отдельных регионах, совершением террористических актов, как уже вот, упоминали этого грузинского политика, который подталкивал, провоцировал наших деятелей к совершению этих актов. Но это третья позиция. Я этого в деталях не знаю. Свою позицию, я считаю, достаточно ясно изложил. Давайте... Владимир Владимирович, 3 часа 50 минут мы уже работаем. Ройтерс, пожалуйста. Ройтерс. А потом вы. Хорошо. Сейчас. Владимир Владимирович, Алексей Онищук, агентство «Рейтер». Недавно по лентам информагентств прошло сообщение о том, что российский суд принял решение сократить срок содержания в тюрьме Михаила Ходорковского. Я думаю, не для многих и в этой аудитории по ту сторону телеэкрана, наверное, не секрет, что подобное решение российский суд, будучи независимым, все равно не может принять без какого-то согласования с вами. Вот вы несколько лет назад говорили, что вор должен сидеть в тюрьме. Значит ли это, что, может быть, у вас изменилось в некотором роде взгляды, что вы считаете, что Ходорковский уже посидел достаточно и может выйти на свободу? Послушайте, у вас неправильное представление о функционировании нашей судебной системы. Это первое. Второе, я 4 года не был главой государства. Тем не менее, суды оставались при той позиции, которую мы знаем с вами. Я никак не мог влиять. Я хочу, чтобы вы все услышали. Я не влиял на деятельность правоохранительных судебных органов. Вообще никак. Я вообще не лез в эту сферу. Я занимался своей конкретной работой. И тем не менее, наши суды остались при том мнении, которое нам хорошо известно. Значит, были приняты определенные поправки в действующий закон. Они, видимо, и дали основание суду принять те решения, о которых вы сказали. Вот и все. Это все соответствует действующему российскому законодательству и практике правоприменительной. Что касается моего тезиса о том, что вор должен сидеть в тюрьме, ну а кто против? А что, он должен гулять по улице? Вот посадили под домашний арест, так либеральные наши деятели недовольны, они говорят, в тюрьму надо. Так вы определитесь, кого в тюрьму, кого не в тюрьму. Или у вас выборочный какой-то подход к этому вопросу. Значит, что касается самого Михаила Борисовича, то здесь нет никакого персонального преследования. Вы понимаете, я очень помню хорошо, как развивался этот процесс. Нет ничего такого. Ведь все пытаются представить как какое-то политическое дело. А что, Михаил Борисович занимался политикой, что ли? Он что, был депутатом, возглавлял какую-то партию? Да ничего этого не было и в помине. Там речь идет чисто о экономическом преступлении, об экономическом деянии. Но суд вот принял такое решение. А посмотрите, что в тех же Штатах делается. Там и 99 лет дают за экономические преступления, и 100.
Вот замечательный пример, это руководитель одного из фондов. Ну чем все закончилось? Трагедией, там у него члены семьи покончили жизнь самоубийством и так далее. Ну и это мировая практика. Но можно говорить, нам все время говорят об избирательности закона, но вы что, думаете, что в Штатах он единственный человек, который нарушает? Тоже, наверное, единственный. Просто вот до него добрались, до других нет. Ну, то же самое и у нас. И не надо политизировать этих вопросов. И я уверен, что когда закон в соответствии с законом, все будет нормально, и Михаил Борисович выйдет на свободу, дай бог ему здоровья. Сейчас. Ну, давайте. Вот, знаете, там налоги, это важный вопрос. Я, правда, не знаю, чего вы хотите спросить сейчас. Здравствуйте. Пережогина Олеся, журнал «Главбух». Как? Журнал «Главбух». «Главбух»? Да, представляя наших читателей, сначала хочу тоже внести предложение. Очень распространенная профессия бухгалтеры, но, к сожалению, у них до сих пор нет своего профессионального праздника. Если да что, мне кажется, что уже... Нет, действительно нет. Каждая профессиональная группа имеет. Официально нет. 21 ноября – это День налоговых органов, но не главбух. Так вот, если было бы возможно внести вот такой праздник, наши читатели были бы счастливы. И вопрос более серьезный по поводу страховых взносов. Малый бизнес очень переживает по поводу поднятия, особенно индивидуальный предприниматель, потому что нагрузка в этом году, в следующем, вернее, очень сильно увеличится для них. То есть планируется ли какое-то снижение и вообще каким образом будет развиваться система страховых взносов? Будут ли тарифы остановлены или дальше будет увеличение? Спасибо. Мы так много обсуждали этот вопрос и с профсоюзами, и на экспертных площадках. Ряд экспертного сообщества в свое время говорил, не надо повышать страховые взносы. Потом их все-таки повысили. И экономика как бы втянулась в эту систему отсчета. Потом возник вопрос, надо бы понизить, потому что малому и среднему бизнесу тяжеловато. И те, кто выступал против повышения, сказали, уже ничего не трогайте. Не надо трогать, экономика привыкла к этому, и бизнес справляется. Но тем не менее мы понизили. Дальнейшего снижения не предусмотрено. Во всяком случае, мы пока не рассматриваем. Хотя мы будем стремиться к снижению общей налоговой нагрузки в стране. Но ведь это связано с доходами бюджета и с исполнением наших социальных обязательств. Наша налоговая нагрузка в целом, усредненная, она не больше, а может быть даже меньше, чем в развитых экономиках. Поэтому мне кажется, на сегодняшний день самое главное для нас – обеспечить стабильность налоговой системы. Сейчас мы туда переедем, сюда, а потом вернемся. Что это у вас? О2, ТВ, ну что это такое? Пожалуйста, пожалуйста. Сейчас. Молодежный телеканал О2 ТВ. Владимир Владимирович, в нашей стране существует много различного рода молодежных организаций, часть из них привязана к каким-либо партиям, движениям и так далее, часть политизирована. Как вы считаете, может быть, есть смысл создать некую общероссийскую молодежную организацию, не знаю, под эгидой Народного фронта или нет, здесь опять будет политика, да, которая вобрала бы в себе все лучшее то, что раньше было в комсомоле и пионере, но без идеологической накачки, да, которая бы занималась школьниками, подростками, потому что, ну не секрет, зачастую они предоставлены сами себе. Эта бы организация занималась патриотическим воспитанием, физической культурой, каким-то дополнительным образованием и так далее. Это первое. И если можно в продолжение вопроса канала «Россия» о стабильности, Владимир Владимирович, вы один из немногих в мире политиков, государственных деятелей, имеющих такой опыт управления большой, огромной страной. Я бы, наверное, даже вас сравнил, назвал русским Дэн Сяопином по масштабу реформ, которые вы проводите. Как вы считаете, может быть, не задумывались о написании книги, в которой могли бы поделиться опытом, в том числе с подрастающим поколением? Спасибо. Спасибо вам большое за вопрос, за такое лестное сравнение.
Я не думаю, что я его заслужил, но все равно приятно. По поводу книжек, ну, писать, мне даже диктовать некогда. У нас была идея с некоторыми моими друзьями, чтобы я надиктовывал хотя бы в конце дня или в конце недели. Просто хронологию происходящих событий. Я не успеваю. Просто не успеваю даже продиктовать. Даже сам не успеваю наговаривать на диктофон. Сил нет уже в конце дня. Не до этого. Вот. Хотя это было бы интересно. Что касается такой массовой организации, вы знаете, ведь я говорил о наболевшем, о патриотическом воспитании. Конечно, можно сколько угодно и зубоскалить, и ехидничать на этом. Но зубоскалить и ехидничать могут те люди, которые не связывают свою судьбу и судьбу своих детей с этой страной. Вот ваша коллега слева от вас только что говорила про моих учителей. Вы много говорили о пенсионерах. Ну как без уважения относиться к нашим родителям? Ну как без уважения относиться к тем людям, которые строили нашу страну 1000 лет? Если мы не будем об этом думать, не будем думать о том, чему нас учили учителя по истории в школе, у нас будущего не будет. А без патриотического воспитания, причем с детского возраста, нам не решить кардинальных, системных вопросов, стоящих перед нашей страной. Ведь у вас у всех дети, или будут дети, кто совсем еще молод не имеет. Но ведь если мы хотим жить, мы должны в этой стране, мы должны об этом подумать. Ведь посмотрите, как в других странах решаются вопросы, связанные с патриотическим воспитанием. Ведь в некоторых странах, вы знаете это, в каждой школе флаг государственный поднимают перед началом учебы. Почти в каждом доме есть государственный флаг. Но это не случайно. Это не мелочь. Не нужно заниматься начетничеством, не нужно формализовать всю эту работу. Нужно относиться к этому творчески. Но я хочу обратиться к вам. Услышьте меня, пожалуйста. От вас очень много зависит. На вас, на ваших плечах огромная ответственность за страну. И это дело совершенно не в политике. Каждый из вас, из ваших коллег может иметь какую угодно позицию и как угодно относиться к действующей власти, либо к той политике, которая проводится в сфере экономики, в социальной области, либо во внутренней политике, и в международной в том числе. Но есть основополагающие принципы существования самого государства. И один из этих принципов – уважение к своей истории и воспитание патриотизма. Можно ли создать какую-то универсальную организацию в наших условиях? Мне трудно сказать. Мне кажется, что это очень сложно сделать. Но главное, чтобы такие организации, здесь я с вами полностью согласен, должны быть максимально деполитизированы. Я уже говорил в послании о готовности поддержать ассоциацию спортивных студенческих организаций. Вот если по этому пути мы пойдем, то, может быть, и у нас будет положительный результат. Владимир Владимирович, 4 часа. Спасибо. Это день ЧК, что ли? Молодец. На ходу подметки рвет. Ну, пожалуйста. Да. Еще перед этим одна просьба. Подождите, вам сейчас дадут микрофон. Подождите секунду. Да, я не могу не исполнить просьбу. Вот у меня есть 5-летняя дочь, она просила мне передать привет президенту Путину. Владимир Владимирович, спасибо вам большой привет от Гребчатовой Ани из города Якутска. Вопрос мой... Анечке тоже большой привет. Спасибо. От нас всех. Спасибо. А вопрос мой немножко о другом. Вот я думаю, он будет интересен всем, кто на севере живет. Вы бывали в поселке Тикси, знаете ситуацию, да? Мы хотим услышать от вас, а что государство намерено сделать для того, чтобы возродить и развивать Северный морской путь и морской порт Тикси в частности? Спасибо. Морской порт Тикси связан, безусловно, с экономической деятельностью и в том числе с развитием Северного морского пути. В связи с изменением климатических условий на северах, вы знаете, что количество дней, пригодных для навигации,
постоянно увеличивается. И совсем недавно осуществлена была проводка с сжиженным газом, с другими продуктами по Северному морскому пути. И он является экономически гораздо более целесообразным для доставки товаров из европейской части и вообще из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион. Гораздо более экономически выгодным, чем движение через Суэцкий канал. И он, безусловно, будет осваиваться. Так же, как будет продолжаться работа по экологической очистки северов, будет продолжаться работа в связи с возрождением Северного морского пути по созданию пунктов обеспечения безопасности на всем его протяжении. И надеюсь, что такие точки, как Тикси, будут возрождаться. Сегодня там ситуация неприемлемая. И решение Министерства обороны закрыть там аэропорт очень спорное. Но я уверен, что и эти решения тоже будут поправлены. Во всяком случае, нужно возрождать и Тикси, и другие населенные пункты подобного рода. Я неоднократно, кстати говоря, обращал внимание руководства республики на необходимость уделить больше внимания развитию Тикси. Там ситуация очень сложная. Я видел, что там такое творится. Не уверен, что все это сделано должным образом. Нужны коллективные усилия, общие усилия и федерального центра, и республиканских властей. Мы, кстати говоря, вы знаете, что мы будем развивать ледокольный флот, и атомный, и с обычными двигательными установками. Это все говорит о наших серьезных намерениях, развивать эту важнейшую артерию. Давайте мы сюда переедем. Сейчас. Астрахань, давайте Астрахань. Сейчас. Спасибо, Владимир Ильич, что дали слово. Спасибо моему шарику. Хватит Ходорковского, хватит Магнитского. Приглашаем вас на зимнюю рыбалку. Реки скованы раньше времени. Зима пришла сейчас. Правда, самолеты уже переполнены. И летом тоже трудно на рыбалку попасть. С экологией хорошо становится. Слава богу, федеральная программа сейчас заработала. И река чистит, протоки чистит. Стало хорошо и с рыборазведением, промышленным рыболовством. Но вот бюрократия со стороны Госкомрыболовства продолжается. Вы знаете, эта история старая уже в Астрахани, тянется, длится, митинги были. И вот сейчас в этом году Госкомрыболовство ввело новые правила, согласно которым рыбак простой, обыкновенный, который на лодке, на байде выезжает в камышах, ловит и перетягивает сеть, приравнен теперь уже, оказывается, он стал капитаном морского промыслового судна, такого же, как китобойная флотилия, такое же, как Кефаль, когда ловят на Черном море. И ему вменили вот этими правилами и проверяют с него строго, чтобы у него был обязательно промысловый журнал, чтобы у него обязательно были правила рыболовства и оригинал разрешения на лов, где он должен в этом промысловом журнале показывать широту, долготу, где он находится, лова. И после каждого притонения, после каждого перетягивания сети учитывать, сколько он поймал там щук, сколько поймал там сазанов. Ну, понимаете, это забюрократизировано уже. И с этим... А если поймают, то штрафуют. Штрафы для простых колхозников, рыбаков достигают 10-15 тысяч рублей за один раз. Давайте посмотрим. Я обещаю... Как эту бюрократию исправить? Я обещаю вам, что обязательно к этому вопросу, на этот вопрос обращу особое внимание. И вместе с Госкомрыболовством посмотрим, что там нужно сделать, чтобы разбюрократить ситуацию. Ну, понятно, чем это вызвано. Вызвано борьбой с браконьерством. К сожалению, в дельте Волги браконьерство полностью не изжито. Но создавать невозможные условия для работы легально работающих рыбаков, конечно, нельзя. Я помню очень хорошо, расскажу вам сейчас замечательную историю, когда я туда приехал несколько лет назад. И пресса так как-то не прознала. Мы с утра поехали по этим плаваниям там, на катере. Стоит такая лодка, и там, по-моему, 4 рыбака ловят рыбу. Я к ним подъехал, так приподнялся. Один из рыбаков, мужик, повернулся на меня, посмотрел и начал креститься. Я говорю, ты чего крестишься?
он, когда понял, что это я, он говорит, да мы вчера немножко махнули, думал, привиделось. Но люди там очень достойные, очень работящие, и нужно не мешать, а помогать им работать. Поэтому я вернусь, то есть не то, что вернусь, а обязательно эту проблемку подниму, посмотрим, что там наделали. Ладно? Вот там агентство... секундочку, давайте мы проявим уважение к нашим иностранным гостям. Агентство Синьхуа, пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемый господин президент, на прошлой неделе вы в своем ежегодном послании отметили, что в 21 веке вектор развития России – это развитие на восток. И в своей статье, опубликованной в начале этого года, вы предлагаете поймать китайский ветер в паруса российской экономики. Скажите, пожалуйста, то есть в каких сферах Россия намерена активизировать сотрудничество с Китаем в процессе освоения Дальнего Востока? И вообще, как вы оцениваете уровень нынешних отношений между Россией и Китаем? Спасибо. Отношения между Россией и Китаем находятся на очень высоком уровне. Я бы сказал, на беспрецедентном уровне доверия и сотрудничества. Уровень нашего взаимодействия на политической арене такой, которого, наверное, никогда раньше не было. Мы координируем свои усилия по основным вопросам международной повестки дня. И, безусловно, взаимоотношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой по этому направлению стали важнейшим фактором в мировых делах. В сфере экономики мы должны сосредоточиться прежде всего на усилении сотрудничества в сфере высоких технологий. У нас это отчасти получается, я имею в виду наши общие проекты в сфере атомной энергетики, но мы должны больше сделать в некоторых других критически важных отраслях, например, в области авиастроения. У нас есть планы не только по созданию широкофюзеляжного самолета для гражданской авиации, но и другие направления крайне важны, в том числе в области вертолетостроения. Есть и другие сферы, которые, сейчас не буду их перечислять, их много, но одна из них является системной и весьма важной. Это инвестиционное сотрудничество. В этой связи, я полагаю, у нас много привлекательных активов в направлении деятельности, в том числе и в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Китайские инвесторы ведут себя сдержанно, но активно. Они принимают участие в фонде прямых инвестиций. Крупнейший китайский инвестфонд является активным участником работы нашего инвестфонда российского и при поддержке российских коллег выбирает для себя интересные направления сотрудничества. Я считаю, что это очень важно и перспективно. Надеюсь, что известную динамику получит и наше сотрудничество в финансовой сфере. Вы знаете, что часть, небольшую, но все-таки часть товарооборота мы договорились осуществлять в национальных валютах, в рублях и юанях. Вот наш коллега, у него написано Лос-Анджелес, он так рассердился, что ему не дали слова. Давайте не будем его сердить дальше, пожалуйста. Уважаемый господин президент, Сергей Лойко, Лос-Анджелес Таймс. Вы говорили много в последнее время применительно к делу Евгении Васильевой и к хищениям, предполагаемым в оборонсервисе, и к роли Сердюкова, что у нас не 37-й год. И, конечно, все рады это слышать. Но, возвращаясь к главной теме сегодняшнего дня, для, например, Сергея Магнитского в 2009 году вполне себе наступил 37-й год. Для 1500 детей, сирот, которых ни Лахова, ни Афанасьева на содержание не возьмут, из которых 49 детей тяжело больны,
и их готовы принять американские семьи, и вы согласитесь со мной, что в Америке в любом случае им будет лучше, чем в детдоме. Вопрос у меня такой. Я возвращаюсь назад к Сергею Магнитскому, потому что вы про это говорили. Вот у России было 3 года, чтобы дать ответ. Что же случилось? И тогда бы не было бы никакого списка Магнитского. Вы бы не ругались с Америкой, дети бы поехали бы в Америку, и все были бы довольны и счастливы. Но ответа нет. Что там? Вы проявляете недюжинную осведомленность в других громких уголовных делах. Я не буду их называть. Мне бы хотелось услышать от вас ответ на вопрос, что там с 230 миллионами долларов, если я правильно расставил падежи, которые якобы таможенные инспекторы и полицейские, милиционеры в прошлом, украли из бюджета. На них можно было бы отстроить прекрасные детские дома, и Медведеву не приходилось бы голословно говорить, что мы что-то должны сделать. Уже бы это было, и мы бы могли бы держать сирот в нормальном состоянии. Что произошло с Сергеем Магнитским? Почему для него наступил 1937 год? Почему он, хорошо, что он не для всех, но почему он все равно возвращается в нашу жизнь? Спасибо. По поводу Магнитского. Это чего? Это что? Объясните, что это такое, я не понимаю. Вы поддерживаете вопрос? Ну и хорошо. Когда трагедия с господином Магнитским произошла, ваш покорный слуга исполнял обязанности председателя правительства Российской Федерации. И я узнал о том, что эта трагедия случилась из средств массовой информации. И, откровенно говоря, я и сегодня до сих пор деталей этого трагического случая гибели человека в СИЗО до сих пор не знаю. Но, конечно, я чувствую, придется туда погрузиться поглубже. Но вопрос ведь не в нем. Я хочу, чтобы вы тоже услышали. Я понимаю, что вы работаете в газете «Лос-Анджелес Тайм», а не в «Правде» и не в «Известиях». И вы должны занять определенную позицию. Я хочу, чтобы была понятна наша позиция. Вопрос совершенно не в Магнитском. Вопрос в том, что американские законодатели, избавившись от одного антироссийского, антисоветского акта Джекса Веника, а они вынуждены были это сделать по экономическим соображениям, посчитали необходимым принять тут же другой антироссийский акт. То есть мы восприняли это так, что американский законодатель нам всем показал, кто здесь хозяин, чтобы мы не расслаблялись. Не было бы Магнитского, нашли бы другой повод. Вот это нас огорчает. Это первое. Второе. Не зная там деталей, но я все-таки осведомлен о том, что господин Магнитский все-таки погиб, умер не от пыток, его никто не пытал, а от сердечного приступа. И вопрос в том, оказали ли ему вовремя помощь или не оказали таковой. Вот что является предметом расследования. Если оставили человека без помощи, тем более в учреждении государственном, то это, конечно, нужно выяснять, что там произошло. Это второе. Третье. Вы что думаете, в американских тюрьмах люди не умирают, что ли? Полно. И чего? И мы сейчас будем это все раскручивать? А вы знаете, сколько людей американские правоохранительные органы по всему миру собирают, нарушая юрисдикцию этих стран, и тащат в тюрьму в свою, и там судят? Это нормально? Думаю, что нет. Я уже говорил об этом однажды. Почему одна страна считает себя вправе распространить свою юрисдикцию на весь мир? Это подрывает основополагающие принципы международного права. Кроме этого, господин Магнитский, как известно, не был каким-то правозащитником, он не боролся там за право человека. Он был юристом господина Браудера, который подозревается нашими правоохранительными органами в совершении преступлений экономического характера на территории Российской Федерации. И он защищал его интересы. Все, что связано с этим делом, крайне политизировано.
И не мы это сделали. Теперь по поводу детей. Ну, я уже много раз говорил и хочу вернуться к этому еще раз. Мы благодарны тем американским гражданам, которые по зову сердца усыновляли или хотят усыновить наших детей, российских граждан. И делают это очень достойно, делают это, сообразуясь с высшими принципами гуманизма. Вы сказали, что и в США им будет лучше. Но судя по тому, что мы знаем о трагических случаях, как вот, например, тот случай, когда ребенок был оставлен на машине и умер там на санцепёке, но это лучше или хуже? Мы знаем о других случаях, когда детей избивали до смерти. Это лучше или хуже? Но разве дело в этих конкретных случаях? И ведь и у нас тоже дети погибают. И у нас дети погибают. Вопрос в отношении официальных властей к этим трагическим случаям. Людей освобождают от уголовной ответственности, их не желают даже рассматривать. Вот что беспокоит российского законодателя. Вот на что отвечает российский законодатель в известном законодательном проекте закона, который вызвал такую реакцию. И повторяю еще раз, надо посмотреть текст этого закона, но в целом мне настроение депутатов Госдумы понятно. О, ребят, ну надо заканчивать уже, а то мы здесь до утра будем сидеть. Ну, давайте, пожалуйста. Дайте, пожалуйста. Сейчас. Спасибо большое. Вы про Карабах, наверное, будете. Да? Сейчас. Да, сейчас, секундочку. Микрофончик уже у гражданина есть. Он задаст вопрос, потом вам передаст. Хорошо? Господин президент, Давид Ахледиани, телеканал ТВ-9, Грузия, Тбилиси. Кстати, у меня есть качественное грузинское вино, только я оставил в отеле, зная, что... То есть я не знал точно, пропустят меня с вином или нет. Нальете? Угостите? Да, я передам пресс-службе. Спасибо большое. Вкусное вино в Грузии, ничего не скажу. Да. В Грузии особая культура виноделия, и она существенным образом отличается от культуры виноделия в Западной Европе. И своеобразная, конечно. Родина вина. Можно так назвать. Страбон, Плиний, Геродот писали об этом. Есть и другие мнения, но допустим, не буду спорить с вами. Владимир Владимирович, тут мой коллега, я запомнил, с Интерфакса задал вопрос насчет ВТО, вхождения России в ВТО. Грузия была последняя страна, которая поддержала, ну известно, почему она не поддерживала вхождение. И у меня такой вопрос. По обязательствам организации, по идее, должны появиться грузинские вина и минеральные воды на прилавках российских. Я вчера был в магазине, то не заметил там грузинского вина. Как быстро оно появится? И еще один вопрос. Недавно премьер-министр Иванишвили заявил, что возможно состоится встреча между вами, то есть между Иванишвили и вами. Насколько реально это и когда это может произойти? Первое, что касается грузинских товаров на российском рынке, надо посмотреть наши обязательства по ВТО, и если мы должны это сделать, то мы это сделаем. Мы должны исполнять наши международные обязательства. Для нас это несущественно, для грузинской экономики, может быть, это более заметно, но дело даже не в этом, а действительно Грузия сняла свои возражения по вступлению России в ВТО, и мы должны быть последовательными и свои обязательства исполнить. Я, кстати, посмотрю на эту проблему. Наверное, она есть. Она должна быть деполитизирована. Это первое. Второе, по поводу встречи с господином Иванишвили. Я первый раз об этом слышу. У нас нет никаких официальных заявок по этому вопросу. В целом я этого не исключаю. И я не знаком с господином Иванишвили. Виза не входит в регулирование Всемирной торговой организации. Это отдельный вопрос. Значит, что касается господина Иванишвили, я с ним лично не знаком. У него, по-моему, как известно, был даже бизнес какой-то в Российской Федерации. Но, повторяю, сигналы такие позитивные исходят пока. И мы готовы на них ответить, мы уже отвечаем. Но встречи подобного рода должны просто быть хорошо подготовлены и должны чем-то позитивным заканчиваться.
Но я пока не очень понимаю, что будет предметом наших обсуждений. Хотя мы не закрыты от этого. Да, вот, пожалуйста, сейчас, вот, женщина, возьмите, пожалуйста. Владимир, спасибо большое. Во-первых, вы сегодня не только стали Дэн Сяопином, вот с легкой руки нашего коллеги. Не, я русский человек. Да. Мама русская, папа русский. Да, конечно, ну, естественно. Но еще и опровергли расхожую истину о том, что снаряд дважды в одну воронку не падает, во всяком случае для меня, потому что вы дали мне второй раз в моей профессиональной карьере задать вам вопрос. За это вам огромное спасибо. И он тогда касался тысячелетия единения мордовского народа с народами российского государства. И на самом деле и развитие отношений с финно-угорским миром, и того, что Мордовия занимает в финно-угорском мире одно из центральных мест. И огромное вам спасибо, уже мой коллега говорил о том, что вы приезжали к нам на тысячелетие. Это был праздник не только для Саранска, не только для Мордовии, поверьте, это был праздник для всей России. И вся Россия, все, кто приехали к нам, это 100-тысячная толпа, она скандировала «Россия, Путин», и это было здорово, это был кайф, это правда, это из жизни, это не придумано. И я еще хотела сказать о том, что вот мои коллеги сегодня много-много раз задавали один и тот же вопрос, одну и ту же заезженную пластинку крутили про список Магнитского, про закон Димы Якуля и так далее. Но я не знаю, может быть, я по другим улицам хожу, может быть, я в других троллейбусах езжу, но у нас вот как-то в регионах какая-то другая все-таки повестка дня, Владимир Ильич. Владимир Ильич, я просто хотела поделиться с коллегами и с вами своей свежей картинкой жизни. Я думаю, что просто на меня неизгладимое впечатление произвело. Думаю, что и на всех тоже. Я ехала сюда ночью на поезде, да, на такси, и таксист, который меня вез, у него там, где шашечки наверху, наклеено стикером «Путин». Ну, я, конечно, понимаю, что от Путина многие фанатеют, в том числе и у нас в Мордовии, в том числе и я. Но я ему говорю, а что такой фанат Путина? Он говорит, да нет, ты знаешь, просто потому что спасибо им огромное за чемпионат мира. Потому что у нас в Мордовии вышек нефтяных нету, и вряд ли они появятся. А вот чемпионат мира послужит тем драйвером и тем локомотивом, который нашу экономику, нашу социальную сферу вытащит на новый уровень. То есть толчок очень большой даст развитию. Владимир Ильич, вот как вы считаете, оправданы ли ожидания этого самого таксиста, реального человека из реальной жизни, кстати, бюджетника и представителя того самого креативного класса, о котором в своем послании говорили? Он просто подрабатывает вечерами. И что нужно сделать нашей региональной команде, жителям Мордовии, чтобы этот чемпионат мира стал не только имиджевым проектом крупным, но и на самом деле стал драйвером экономики, и чтобы это почувствовал каждый житель нашего региона? Первое, что касается повестки дня в регионах Российской Федерации, в столице, она действительно немного разная. И на самом деле я вам признателен за то, что вы это отметили. Мне как-то неудобно об этом говорить, но это факт. Но мы должны, конечно, и я, имею в виду то положение, в котором я нахожусь сегодня, я должен учитывать повестки дня и в столичных городах, и в провинциальных, и в национальных республиках. Если кто-то считает, что я этого не делаю, что отношусь пренебрежительно даже к мнению меньшинства, это не так. Я стараюсь вообще все услышать, аккумулировать. И если принимаю решение, то стараюсь, во всяком случае, узнать, как минимум узнать разные точки зрения. Но люди в регионах, конечно, озабочены теми реалиями, в которых они живут. Это естественно. Теми реалиями, в которых живут. И мы в долгу перед нашими регионами. Потому что, я говорил уже об этом в послании, но могу сказать, что нам нужно больше уделить внимание, хочу повторить этот тезис, территориальному развитию. Больше нужно, вот сейчас говорили о развитии Москвы, но бесконечно Москву нельзя расширять. А для того, чтобы это было не так, для того, чтобы у нас складывались другие точки роста, нужно создавать условия. Ведь мы не с помощью бюджетных средств не построим новые города, нам нужно создавать условия для развития производительных сил в различных регионах Российской Федерации. Вот в таком регионе, как Мордовия, это, конечно, не Дальний Восток, но там все-таки много сделано за последние годы. Может ли быть таким драйвером чемпионат мира? Ну, давайте прямо скажем, вряд ли. Но
это может подтолкнуть развитие инфраструктуры, так нужной для того, чтобы на нее потом садился бизнес и развивался малый, средний или даже крупный бизнес. Это, безусловно, так. Это второе. Ну и третье. Надо людям все-таки дать возможность почувствовать себя не лишними на этом празднике жизни. Надо людям и в регионах Российской Федерации дать возможность почувствовать себя на празднике полноценными участниками и хозяевами. Посмотреть это выдающееся зрелище, как чемпионат мира, напрямую посмотреть на их кумиров и порадоваться жизни. Я надеюсь, что как минимум эту задачу мы с вами решим. Да, пожалуйста, да. Владимир Владимирович, большое спасибо, что дали слово. Анастасия Хлыновская, служба новостей FM Production, Барнаул, Алтайский край. Я хочу сказать, что завтра в Алтайском крае чествуют 30-тысячного новорожденного. И это радостно, действительно, такое количество детей рождается впервые за 22 года. И мы все понимаем, что этот демографический подъем, он связан с тем, что есть государственные программы, есть материнский капитал, есть пособие в размере 40% от зарплаты. Это все замечательно. Но, на мой взгляд, не до конца решена главная проблема. Мало. Главная проблема жилищная. Владимир Владимирович, вопрос: когда у нас будет доступна ипотека? Не кабала, а реальная возможность купить квартиру молодой семье. Спасибо большое. Вы знаете, ипотека развивается, и объем ипотечных кредитов, по-моему, на 40% вырос за прошлый год. Я боюсь напутать, просто могу ошибиться в цифрах, но, по-моему, нет, на 40 я, пожалуй, загнул, но процентов на 15-17 точно вырос. Вот. Но, конечно, ипотека остается недоступной для людей со средними доходами. И нам, разумеется, нужно дальше понижать ставку ипотечных кредитов. Она, кстати говоря, немножко подросла и сейчас находится на уровне 12%. Хотя растет. Но растет, видимо, то есть не видимо, а совершенно очевидно, с все-таки повышением уровня доходов граждан. И количество людей, которые берут ипотеку, увеличилось. И увеличивается постоянно. Но я уже об этом говорил, конечно, молодым семьям, особенно для людям, которые находятся в так называемом репродуктивном возрасте, уж мне извините за такие профессиональные термины, которые только вступают в трудовую жизнь, в трудовую деятельность, конечно, им трудно пока пользоваться ипотекой, а подчас невозможно. Поэтому нужны специальные программы, прежде всего, по строительству жилья эконом-класса. Мы уже много об этом говорим. Нужно вовлекать, и ключевой вопрос здесь – вовлечение в строительный оборот новых земель, обустроенных инфраструктурой. Это мы можем делать совместно с регионами Российской Федерации. Нужно продолжать субсидировать ставки по кредитам. Нужно создавать региональные программы. И в некоторых регионах эти программы активно развиваются. Когда молодая семья после рождения первого ребенка получает одну льготу, после рождения второго, третьего, после рождения третьего вообще освобождается от выплаты кредитов. И таких программ все больше и больше по стране. Вот действуя по многим направлениям, мы, на мой взгляд, и добьемся успеха. А вас я поздравляю с тем, что демографические программы так энергично развиваются в вашем регионе и приносят такой результат. И надеюсь, что вашему примеру последуют и другие регионы Российской Федерации. Нет, ну нам точно нужно. Калмыкам, детям степей. Пожалуйста. Мы двое здесь, но у нас есть еще коллеги, Владимир Владимирович. Меня зовут Санал Шевалиев. Отобрал у девушки. Такой здоровый мужик отобрал у девушки микрофон. Хорошо, мы один вопрос. Добрый день. Спасибо. Солонка Макарова, парламентский вестник Калмыкии. У меня вот вопрос такой. Тут говорили про развитие регионов. У нас, к сожалению, мы не попадаем в программу чемпионата мира по футболу. Зато в этом году мы вышли из списка высокодотационных регионов. Для нас это очень большой позитив. Это проделана большая работа. Вопрос такой. То есть мы работаем, мы показываем и так далее. А можно нам тоже программу развития? У нас 300 тысяч, у нас плюс 50 летом, минус 35 зимой. И большинство молодежи уезжает, потому что
тяжело. Спасибо. Мы еще, Владимир Владимирович, хорошо работаем. У нас наши животноводы на последней сельскохозяйственной выставке более 10 золотых медалей взяли. Я знаю, да. Это здорово, да. И животноводство развивается очень хорошими темпами, это правда. Вот это отчасти ответ на первую часть вопроса, который задала ваша коллега. Пожалуйста, садитесь, пожалуйста. Значит, ваша коллега по поводу того, нужны ли особые программы. Вот животноводство-то развивается без особых программ. Что касается того факта, что Калмыкия вышла из числа особо дотационных, это говорит о позитивных трендах развития республики. Это говорит о том, что люди у вас талантливые, работоспособные, эффективные, но есть одно обстоятельство, на которое я хотел бы обратить внимание. Чтобы не дестимулировать развитие, в свое время Министерство финансов и правительство, на правительственном уровне, по-моему, были приняты решения по поводу того, что если регион перестает быть особо дотационным, все-таки на протяжении 3 лет известный уровень дотаций сохраняется для того, чтобы не лишать его сразу регион поддержки со стороны федерального центра. Надеюсь, так будет и в вашем случае. Особые программы, мне кажется, лучше в отраслевом ключе смотреть на особые программы, а в данном случае не в региональном. Мы ведь говорим о региональных программах только там, где ситуация не улучшается, как у вас, а наоборот заходит в тупик. Например, проходит депопуляризация Дальнего Востока. Вот это проблема для страны в целом. И, конечно, мы обязаны обратить на это особое внимание, на Забайкалье и на Дальний Восток. Но и Калмыкия, конечно, не будет забыта. Владимир Владимирович, личная просьба. У дочки день рождения. Да. Можно поздравить? С удовольствием. Как ее зовут? Кермен зовут ее. Как? Кермен. Кермен? Да. Хорошо. Я напишу поздравления и вам передам, хорошо? Хорошо, спасибо. Сейчас. Отдай, пожалуйста. Все, ребята, спасибо вам большое. Но мы с вами понимаем, что закончить нашу встречу так же, как ремонт в квартире, невозможно. Ее нужно прекратить. Спасибо вам большое за доброжелательное отношение к сегодняшнему мероприятию. Извините заранее. Хочу попросить прощения у тех, на чьи вопросы я не смог ответить, либо ответил не так, как вы ожидали, либо не предоставил слова всем желающим. Я хочу всех вас поздравить с приближающимися праздниками Нового года и Рождества. Всего вам самого доброго. До свидания.